1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Включил. Думает. 1, 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 1. Громче вряд ли кто-то будет говорить. Вот громче вряд ли. Громче вряд ли будет кто-то говорить. Громче. А у тебя А, ну у тебя это... Нет. Шлейф, да? А, ну так его и так слышно в колонках. Подсвистывает. Верха срезать ему. Да. Recording in progress. Не ругайся матом. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Это я не я. Я. 1, 1, 1, 1, 1. Раз. Раз и в глаз. 1, 1, 1, 1, 1. Не то. Вот так вот немножко срежем, чтобы не свистело. 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 Что тут убавить-то можно? Свистело. Раз. Вчера плевались. Уберем низкие. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Наводку-то я слышал, она не всегда появляется. 1, 1, 1. Вот так, наверное, будет приемлемо. А на этом микрофоне то же самое, да? Чистый. А я их примерно одинаково и поставил. Чистый и нечистый. Чистый и нечистый. Чистый.
Recording stopped. Recording in progress.
Один, один, один. Один, 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 подольше. Вот, Леха, ты же любишь поговорить. Поговори, считай. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Зато и сегодня. А сегодня, конечно, сегодня суббота, блин. Сегодня, может быть, вообще никуда не торопиться. Дороги пустые. Только менты обнюхали и все. Как собаки. Один, 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 один. Один, 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 один. Один, 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 один. Один, один, один и один. Что? Не в микрофон. Один, один, один. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Один, 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 один. Один. Один, один, один. Раз, раз.
То есть Раз, два, три. Раз, два, три. 3-2 раз. Андрей Глушков. Раз, раз. Раз. Раз, раз.
observational studies in understanding the progressive phase of multiple sclerosis. These are my disclosures. I will attempt in the next 20 minutes to address the role of observational studies to achieve a more precise and objective definition of SPMS, to assess the main risk factors for the transition to SPMS, and to evaluate the long-term effect of treatments administered before and during the progressive phase. As you well know, for the clinicians, the diagnosis of the conversion from relapsing remitting to secondary progressive patients is very challenging. Три-два раз. There are no clear clinical of treatments administered. The diagnosed relapse activity was not associated with long-term disease.
Hello? Good morning, good afternoon, ladies. Hello?
Фу-фу-фу-фу-фу. Да, и звук и есть. Программа 4-го Конгресса Российского комитета исследовательской. Раз, два, три. Раз, два, три. Wi-Fi, сеть Рафин, пароль. 4-й Конгресс Российского комитета исследователей рассеянного склероза.
Раз, 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 два, три, три, два, раз, раз, два, три, три, два, раз. Два раз, раз, два, три, два, раз, раз, это хардбас. Раз, два, три, два, 8, 9, 6, 523, 23, 25. Оп, получается. Это звук синхрониста для того, чтобы вывести в трансляцию. Моно. А какая нам разница? Нам качество звука, нам главное, чтобы люди понимали, что он синхронно переводит. Один, и ты поговори. Раз. Мы можем с тобой вперемешку говорить? Параллелить? Да. Параллелить? В теории можем, судя по звуку. Ну да, Но можем. нам вообще параллелить и не понадобится, поэтому ничего страшного. Ну, вроде все работает. Да, вроде все хорошо. Эхо вот у тебя бывает, да? Но эхо бывает, но ничего А вот это критичного. вот, где у него на линию? Вот это... Я вот убрал дефект. Ну-ка, Андрюха, еще раз. 3, 2, раз, раз, два, три, 3, Алло. 2, раз, два, три. Алло, Ну, алло, вроде алло, никакой. алло. Просьба не занимать кресло. Чувствительность еще убавить, да? Раз. Да, потому что... Но он будет говорить тихо, то есть синхронист говорит не полушепотом, да. но вот как-то вот так. Ну, нормально, никаких этих... Туда-сюда ничего не крутится. Уже в принципе. Дело в чем? Мы уже сейчас как бы можем выводить синхронный перевод прямо сюда. Не, а я... Нет, питание у него нет, у него зарядник специальный. Надолго хватает? Должно на день хватить. На день, ну все. Нет, то есть я запасной дам, конечно. Да, вот. Чтобы мы сейчас уже ничего не переделывали, мы оставим так, как есть через эту штуку передачу. А в остальном все норм. Да, то есть можно их выдавать. Я думаю, что их можно не выдавать. Я все равно Пусть у нас синхронный, или мы будем выдавать, или нет. Ну вот если вот сейчас вот так вот может синхронист быть. так лучше. Да. Ну давайте так сделаем. Так, стопы. Давайте обыграем синхрониста. Я сейчас выйду и буду говорить как иностранный. Раз, два, три. И два. Раз. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Перед нами стоит целая куча бутылок Бонаква, сливки, шоколад, сахар, ложки для мешания, кофемашина, заправленная почти под крышку. Еще также у нас есть сегодня чай, кофе. Потанцуем. Не знаю, что еще поговорить, как получается попараллелить звук.
Раз, раз, раз. Раз, два, три. Три, два, раз. Повторяюсь, повторяюсь. Кофе, минеральные воды, недорого, проходи, не задерживайся. Сок добрый. Он не добрый, но добрый. Сок добрый. Вот, тем не менее. Да, это мой для себя Прям, кнопку да, не добрый, нажал. добрый Но максимально. я себя слышу в ушах. Этого не должно быть. Я себя слышу, Себя да. слышать в ушах не должно. Это трудно. Ну, переводчику будет Мгм. сложно. Если он себя будет. Мгм. Мгм, мгм. То есть получше. Так, ладно. А причем здесь наушники помощнее? Я себя в ушах слышу, у меня заводится сюда.
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Пять, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Будет он громче говорить, наш переводчик не будет говорить громко. Он вот как я бубнит сидит. Да. Нет, не как вот сейчас, а вот так вот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потому что я говорю в голос, вам докрикиваюсь. Он не будет так говорить. Он прям говорит вот раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Катя, а где этот жирный толстяк? Наш, вот этот вот с будки. Опять сдриснул. Опять он сдриснул. Может, он меня услышит где-нибудь? Это как связано-то? А там звук есть? Я очень надеюсь, что он услышит. Ну да, вообще надо услышать. А чё, зачем наш тест выводится туда? Я же вроде была, там не было звука. Убавь, пожалуйста. Там пульт один, кстати, лежит на оба телека. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. О, нет. Так. А какие на сегодняшний день у нас
три, два, раз, два, три. So hello. So hello.
Раз, два, проверка. Проверка. Я говорю. Раз, два, проверка. Сейчас что-нибудь почитаю. Раз, два, три. Тест, 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 проверка. Тест, проверка. Проверка связи. Проверка связи. Я говорю, читаю. Проверка, проверка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чё? Еще говорю. Проверка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Чаще всего россияне сталкиваются с мошенничеством в сфере страхования на этапе получения выплат. Злоумышленники пытаются подделать медицинские документы, в том числе по инвалидности, чтобы вступить в сговор с врачом. Об этом рассказал гендиректор Сберстрахования жизни Игорь Кобзарь. Передает РИА Новости.
who with MS at post-mortem, but it was never diagnosed in life. And he estimates that about 25% of patients who have multiple sclerosis at post-mortem, in other words, a biological disease, don't ever get diagnosed in life. Whether or not these patients were asymptomatic or had mild symptoms and never ascribed to MS, we don't know. But until we do a formal study, we're not going to know what the true sensitivity and specificity of them. So I'm going to give you 3 cases just to illustrate some of the issues around diagnosing MS. So the first one was referred to me way back in the early 2000s for a diagnosis of MS for treatment. He presented with tingling in his toes. He was found to be anemic. He had sensory symptoms that progressed slowly, and he had an abnormal MRI after seeing a neurosurgeon who thought it was MS. And his MRI showed this long signal in the posterior columns of his cervical thoracic spine. And it was also seen mainly in the posterior. So your knee-jerk response to this patient is subacute combined degeneration due to vitamin B12 deficiency. Are you already connected? However, his B12 supplementation made no difference. I'm connected, He yes. went off to see a hematologist, and his bone marrow showed dysplastic marrow. And his visual evoked potentials confirmed, and that's the good thing about evoked potentials, they tell you if there's demyelination. And so he had prolonged evoked potentials that was symmetrical, which is another clue. In MS, it's usually asymmetrical. Anyway, when I saw him, he had a myelopathy. He had optic neuropathy as well. He also had a glove and stocking neuropathy, which I thought was atypical of MS, and he had absent ankle jerks. And his MRI showed that what I changed. What was interesting is we did an extensive metabolic workup for him, and I couldn't find any obvious cause doing routine blood investigation. So we Good morning, good afternoon, ladies and Hello?
Раз, два, три, три, два, раз. Так, уважаемые коллеги, просьба занимать места. У нас сейчас очень ответственная часть нашего 4-го конгресса РАКИРС. Это симпозиум фонда Шарко
У нас несколько докладчиков на постоянной онлайн-связи, несколько видео презентаций по очень важной теме понимания прогрессирующей фазы рассеянного склероза. И первая презентация, я так понимаю, по онлайн, да, большой друг нашей организации РУКТРИМС, постоянный участник конгрессов Ханс Питер Хартунг из Германии. Пожалуйста, Ханс, do you hear us? Good day. Hello, good morning, Good morning. my dear friend, Mr. President Alexei. I have problems with my webcam, so you may, for the time being, only hear me and hopefully see my slides. Certainly a great pleasure to be part of your excellent program again. I just pity that it's still for us, like for Maria Troiano and Per Silberg-Sørensen and Giancarlo, it'll be a remote virtual meeting. And then one, you know, this just shows the decline of my country, the technology that I can't get the video starting. I try in the meantime, but just as a question, can we show the slides? Oh, hello, Pierre. Hello, Maria. Everybody is online. Giancarlo Comi, co-chair of this symposium. Thank you for participating. Thank you very much. We everybody is online, so we are able to ask questions. Аудитория приглашается задавать вопросы, так как все докладчики онлайн. Good morning to everybody. Again, now Hans Peter, мы можем загрузить слайды? Hans Peter. Alexei, do you Yes. hear me? Hello. Hello, Alexei. No, just to join you in expressing my gratitude to RACTRIMS, just to allow to have such a meeting in occasion of RACTRIMS dealing with the progressive MS. So thank you for everybody participating. Peter, we could see your slides, so please start. Okay, again, dear Professor Boyko, dear Alexei, dear friends and colleagues, so I'd just like to echo Professor Comi's words and express my gratitude to you. So I've been charged to talk about the pathobiology of progressive multiple sclerosis, and it's a pleasure that Giancarlo Comi agreed to join me as, if you like, a co-author. These are my disclosures. And of course, we all know that while in the majority the disease starts with the relapsing, remitting course, 2/3 then over time transition to secondary progressive MS, and we have, of course, a fraction of patients, 10 to 15%, that have inexorable progression from the onset, and they are the PPMS patients. Now, more recently, a number of studies have sort of questioned the time-honored concept that disability or worsening in multiple sclerosis is sort of entirely due to incomplete recovery from relapses. We now know that there is, of course, the proportion of patients where relapses are followed by complete recovery and no residua. But there is what we now call relapse-associated worsening, but very importantly, disability progression occurring independent of relapse activity. Nonetheless, behind this,
are very common pathological features of acute chronic inflammation, neurodegeneration, and on top, the changes that come with aging. Now, this is a cartoon trying to capture some of the key features of the disease. Of course, the classical pathological hallmarks of inflammation on the left-hand side below, demyelination, and then axonal damage and astrogliotic scar formation. And the relative contribution of these pathological changes change themselves over time, with inflammation decreasing in importance, degeneration taking precedence, and regeneration initially possible and restoration diminishes over time. And you know, the mechanisms, the, if you like, a common final pathway of axonal damage involves many mechanisms. Very importantly, demyelination per se, of course, renders axons susceptible to the injurious actions of, for example, reactive oxygen species, enzymes, and so on. You may also remember a pathological classification, a paper on the immunopathological heterogeneity by Lucchinetti, Lassmann, and Brück, where 4 patterns were described, and importantly, 2 of them had in the focus damage to the oligodendrocyte or intrinsic oligodendrocyte dystrophy. This is an important notion. I mean, this concept probably is not as clear-cut as it appeared, but still heuristically important. Now, we all know that multiple sclerosis in its etiopathogenesis is complex. It results from an orchestrated interaction of a multitude of factors: genetics, epigenetics, those that relate to the immune system with all its own complexity, and a range of environmental factors and lifestyle factors, external environment, and if you look at the depiction of the gastrointestinal tract, also the interior environment presented by the gut and the gut microbiome. Now, this is from a classical paper of Hans Lassmann's group to show you the evolution of changes in the pathology from focal demyelinated plaques, cortical demyelination, deep gray matter demyelination, inflammatory infiltrates, both in the parenchyma and in the meninges. And clearly, there is a temporal evolution of these changes. AMS meaning acute MS, relapsing MS, SPMS, and PPMS. Now, while the disease starts as a focal inflammatory disorder of the CNS, primarily in the white matter, with chronicity, this inflammation becomes diffuse and associates with progressive axonal injury in the normal appearing white matter and, importantly, cortical demyelination, a gray matter damage. So just to illustrate this again, and in this setting, focusing on cortical demyelination, again, the same paper showing you how cortical demyelination increases in secondary progressive MS and is very prevalent in PPMS
compared with relapsing remitting multiple sclerosis. Now, the quintessential, the cardinal pathological features of MS that are earlier alluded to and that you are all well aware of are depicted here. The early active lesions containing macrophages, the inactive lesions featuring a sharply demarcated plaque border, and importantly, the smoldering or slowly expanding lesions with an inactive center, but a rim of activated microglia. And of course, the shadow plaque representing a completely remyelinated area. Now, there have been advances in further molecularly characterizing the very important pathological feature of slowly expanding lesions in progressive MS. This is again from the Vienna group, an investigation of close to 2,500 plaques from autopsies of 120 cases of MS. From the left, relapsing remitting, to the right, PPMS, demonstrating the relative distribution of these lesion types. And you can clearly appreciate that this yellowish area representing the smoldering or slowly expanding lesions become more prominent as the disease advances to the progressive stage. Now, this is a very interesting paper. You know that one can very nicely visualize iron rim lesions on high Tesla MRI, and this paper by Dal Bianco demonstrated that white matter lesions are surrounded by a rim of iron-containing microglia, and this signifies patients destined to run a more severe disease course and having a propensity to develop progressive MS. The iron rim lesions in SPMS are apparently significantly more destructive, and this has been ascribed to secondary axonal degeneration in the periplaque white matter. So this was a longitudinal study over 8 years, and clearly in some demonstrate that chronic active lesions in MS evolve over many years after their initial formation, and the dynamics of iron rim lesions provide one explanation for progressive brain damage and accrual of disability in patients. Now, an important mechanism is in these iron rim lesions and in the parenchyma at all is reactive oxygen species production, oxidative stress. So various structures, lipids, cells, oligos, axons undergo damage by these highly reactive oxygen species. Also nitric oxide species play a role. Now, importantly, and I guess at variance with what we thought of earlier, even in progressive MS, there is substantial lesion activity correlating with clinical disease severity. This is from a retrospective autopsy analysis from the Dutch Brain Bank, and you see when you compare PP and SPMS with RRMS that the lesion load, and that's not surprising, in the progressive forms is higher, but there is also an increased proportion of lesions active. Also not entirely surprising that the proportion of remyelinated lesions is higher in relapsing remitting
compared to progressive MS. Now, we all have been impressed by the re-emergence, the renaissance of B cells as they play a role in MS pathogenesis. And this is a seminal paper published 15 years ago from Rome, where the colleagues demonstrated meningeal inflammatory aggregates, and they here focused on CD20 B cells. Now, interestingly, these aggregates or ectopic follicles or ectopic lymphoid tissue affect neuronal loss, and this kind of secluded, compartmentalized inflammation is considered, and the evidence has been gathered along several lines, to drive the neurodegenerative process in MS. You can see up there the percent reduction in neuronal density is less when both in gray and normal appearing gray matter when there are no follicles, but it's highest in those that do feature these ectopic follicles. And in a similar vein, those that don't show the follicles apparently have a less rapid development of disability progression compared to those that harbor these aggregates. Now, it has been then shown that it's not just B cells, but in these areas of meningeal, leptomeningeal inflammation, these areas are inhabited by a range of cells, CD3, CD4, CD8, T lymphocytes, monocyte macrophages. So if you look at the cartoon on the right-hand side, these meningeal tertiary lymphoid-like tissue represent, if you like, a mini immune system inside you in the diseased brains of progressive MS. And in the upper panel, you see also a classical cartoon depicting the evolution of pathological changes, highlighting that early on the left-hand side in relapsing MS, there is dominance of inflammation, waves of lymphocytes entering the CNS through a disturbed blood-brain barrier, the emergence of new active lesions in the CNS, and as I mentioned, also initial remyelination. Whereas if we go to the right, if we follow the trajectory to the progressive stage, we can very clearly see trapped inflammation, meningeal inflammatory aggregates, the slow expansion of pre-existing lesions, subpial cortical demyelination, diffuse white matter injury, and brain atrophy. Now, this is another important paper underscoring that meningeal inflammation is widespread and linked to the cortical pathology in multiple sclerosis. You see a count of the various populations of monocytes, T and B cells, and can appreciate that in those follicle harboring brains, these cells are elevated in number. Also, similar to what was first shown for SPMS, a higher number of B cell follicles is associated with more rapid progression, as you can see on the right-hand side. Now, along the same theme, meningeal inflammation also plays a role in the pathology of primary progressive MS. And basically, you will hardly notice a difference to what I showed you before. And again, if you look to the right, to the quantitative analysis, you can appreciate
the changes, and I would like to draw your attention in particular to the middle panel K, where cortical CD68 positive microglia are clearly elevated. And microglia, as you know, represent the major cellular type of innate immunity in multiple sclerosis, and the evidence gathered along several lines clearly ascribe an important role to microglia in driving the progressive pathology of multiple sclerosis. Now, more recently, interest is focused on a special population of T cells, the tissue-resident memory cells, that can invade the brain parenchyma in MS white matter lesions. You see below that around the vessels there is an increased proportion of this particular and pathogenetically important subpopulation of T cells. I mentioned microglial activation, which of course, as you know, can be nicely visualized with PET. You can also nicely visualize leptomeningeal inflammation, and with 7 Tesla, it's easier to detect subtle gray matter pathology. Gray matter pathology and gray matter atrophy steeply increases at SPMS onset, and therefore is a signature finding. It drives irreversible accumulation of disability and also contributes with cognitive impairment. So our current understanding would consider the pathobiology of MS representing more of a continuum than a strictly divided duality. On the left-hand side, the inflammatory pathology, conduction block demyelination, and axonal injury, as you know, very present from the early stages of the disease. Repeated attacks driven by systemic immune responses. Here, the adaptive or cognate immune system is relevant, and remyelination and functional compensation may mask damage for some time. In the progressive phase, or more becoming more prevalent in the progressive phase, the loss of axons, failure to remyelinate, a predominance of the innate over the adaptive immune system, less overt compartmentalized inflammation, a higher vulnerability to comorbidities which add to the destructive pathology, and of course the pathology of aging. And the repair and compensatory capacity is exhausted. So we all know that for long we thought T cells are the major driving force, and I have summarized the evidence here. I don't want to go into the details, particularly the EAA model that clearly demonstrated that autoreactive T cells can mimic the MS was important, but also the GWAS study showing associations with genes that are relevant for T cell pathway activation. But then again, following up on the description of the B cell aggregates, came the era of B cell directed therapies, monoclonal antibodies, rituximab, ocrelizumab, ofatumumab, now ublituximab, those that capitalize on the expression of and differentiation antigens as the B cell develops from the stem cell to the circulating or resident plasma cell. And also through these clinical trials, we got a better understanding of the multiplicity of the role of B cells in the process. Very early on, presenting antigen to T cells, activate them, producing inflammatory cytokines, and the long
known production of autoantibodies. This is a more detailed look at how B cells leave as stem cells the bone marrow, mature home to spleen and lymph nodes where they can clonally expand. Memory cells are very important. They invade the brain, set up these follicles, and interact with T cells, but also the local immune cells represented by microglia and astrocytes. And importantly, B cells can drive autoreactive T cells to invade the central nervous system, as was shown in this very nice experimental study. An interesting observation, of course, for long has been the association of Epstein-Barr virus infection with MS pathogenesis, and there is a multitude of evidence, for example, here demonstrating the molecular signature of EBV proteins in MS brains, humoral and cellular responses to EBV that associate with cortical atrophy and lesion burden in patients with MS. And to link EBV and the B cell pathology, as I mentioned, or as I should mention now, EBV infects autoreactive naive B cells that start to proliferate in the germinal center, exit them, access the brain, and then interact with autoreactive T cells to set in motion this complex immunoinflammatory cascade that eventuates in myelin and axon damage. An important concept, of course, and cell type that I haven't mentioned or have mentioned only in passing is the myeloid cell. And these are monocytes, macrophages, microglia cells, and the whole lot of regulatory cells in the T cell compartment and the B cell compartment. So there is a very delicate tripartite balance between B cell, effector B cells, regulatory B cells, effector T cells, regulatory T cells, pro-inflammatory and anti-inflammatory myeloid cells. Now one can zoom in and look at the molecules that are involved in this complex dialogue, a dialogue that gets disturbed when the disease is activated. This is from a very nice recent paper on Barr or in Lancet Neurology. So there is a complex interaction of B cells, T cells, and microglia that result in oligotoxicity and neuronal damage. Let's just briefly focus for a moment on this important representative of the innate immune system, the microglia. It comes in different shapes, very simplified, again, a pro-inflammatory and anti-inflammatory, also homeostatic population, also a population that is relevant by removing myelin debris to facilitate remyelination. And a very nice study from Boston and Vienna looked at the loss of homeostatic microglia in active MS and the characteristic molecular features. We ourselves were interested in studying a particular protein derived from a human endogenous retrovirus, HERV-W envelope protein, and could demonstrate, as you can see on the right-hand side, the greenish protein in greenish protein carrying microglia attacking the underlying axon sheath and causing axon damage. And
As a corollary, we looked at the effect of a monoclonal antibody neutralizing this HERV-W, Temelimab, which in the phase 2b trial failed, at least with the pre-specified doses, to reduce inflammation, but certainly, as you can appreciate here, this is a placebo, the greenish line, the yellow, the highest dose, was able to slow the loss of thalamic volume and cortical gray matter as well. Now, I already showed you earlier on a picture of oxidative stress-mediated mitochondrial and exoglial damage, and this is from a very important paper by Don Mahad and colleagues, where mitochondrial dysfunction was measured by complex 4 staining, and this involves chronically demyelinated axon. So this then lent credit to the concept that progressive MS is a consequence of energy failure and neuronal exhaustion. And this is a cartoon from this nice paper, again highlighting some of the molecular changes that come with demyelination and exposure of the axon to a number of oxidative reactive oxygen species, enzymes, and long-standing demyelination just produces then together with these mechanisms definite axonal damage, as was so nicely rediscovered by Bruce Trapp more than 20 years ago. Now, when looking at progressive MS and its pathology, apart from the immune system, you have, of course, and I try to show you examples, carefully scrutinize the contributions of and disturbed interactions between oligodendrocytes, neurons, astrocytes, and microglia. This was nicely depicted in the paper from the Progressive MS Alliance. And finally, I think it's important to look at the impact of senescence and immunosenescence, the changes that come with ages and their clinical consequences. Just to reiterate, remyelination and restoration fails as patients get older, impaired recovery, an impaired availability or functionality of oligodendrocyte precursor cells or neuronal precursor cells, mesenchymal stem cells, and this then sort of enhances or amplifies neurodegeneration, and this results in further disability progression. So in summary, then the pathobiology of progressive MS is complex, still not fully elucidated, but it can be placed in the context of a continuum of pathological changes of MS from the relapsing to the late progressive phase. And I've already alluded to the various mechanisms, and I think clearly a better understanding of these changes will aid in the identification and exploration of more effective therapies for this particular population of multiple sclerosis patients. And with this, I'd like to thank you very much for your attention. Thank you very much, Peter. Thank you. We don't have time for a lot of questions. Maybe any urgent question. Срочные вопросы есть у коллег? No, thank you. And we are moving forward. Now the presentation of Professor Pierre Solberg Sorensen, Denmark. Welcome, please. You have 15 minutes according to the program.
epidemiological studies, please. Hello, I am Per Solbæk Sørensen. I'm a neurologist from the Danish Multiple Sclerosis Center in Copenhagen, Denmark. And I would like to welcome you to this European Charcot Foundation Symposium on understanding the progressive phase of the disease. And today I'm going to talk about the use of epidemiological studies in progressive MS. And these are my disclosures. Regarding epidemiological studies, we can use both cross-sectional studies, and we can also look at studies that tell us about changes over time. So epidemiological studies in progressive MS give us information about what we call the basic epidemiology, the incidence, prevalence, sex distribution, and mortality, and the disease cause, both the cause of progressive MS and also the time from secondary progressive MS from relapsing remitting MS. We can look at therapeutic responses in progressive MS and also look about the importance of comorbidities. So let's take a look at the epidemiology of progressive MS. So let us have a look at the percentage of patients with primary progressive MS onset. There was a report from Sweden in 2016 that reported that the frequency of primary progressive MS was 12.4% of all patients with onset of MS in 1984, and it decreased to 6.2% in 2014. However, if we look at studies from across the world from different years, in 1989 in Middlesex County, Minnesota, USA, the proportion of patients with primary progressive MS was 15%. In Finland, it was in 1986 22.8%, and it was unchanged in 1993. In Eastern Lorraine in 2006, it was 12.5%. In British Columbia, Canada in 2008, it was 12.4%. In Wales, 2014, 11%. And in Norwegian county of Buskerud, it was 16.8% in 2016. And in Poland, in 2018, it was 10%. So it seems that the percentage of patients with a primary progressive onset has been around 10 to 20%, almost unchanged from 1989 to 2018. We can also look at the mortality, and this is a study from Sweden showing that the standardized mortality ratio is higher in patients with primary progressive MS compared to patients with relapsing remitting MS. And we can also see that the mortality has decreased over the years from 1953 to 2012. Epidemiological studies can also tell us a lot about the disease. So let us have a look at the time to secondary progression from onset of the MS disease. In a study from Minnesota, United States in 1989, it took only 10 years for patients to reach EDSS-6, which by all means is similar to reaching the secondary progressive phase. In a study from British Columbia, 2008, the time from disease onset to secondary progressive MS was 19 years. And in another study from 2014, it was 15 years. But in the latest study from 2020,
a global study from the MS study group, the time to reach secondary progressive MS from onset was in fact 35 years. This study shows that there is a difference between men and women from disease onset to secondary progressive MS. In fact, in women, the time from disease onset to secondary progressive MS was 22.7 years, compared to 17.1 years in men, which means approximately 5 years difference. In general, we consider MS as a two-stage disease. There is the relapsing-remitting phase, in which the disease progression seems to differ between patients. But it was traditionally said that when we reached the progressive phase of the disease, the trajectory of disease progression was similar in all patients. However, several recent studies have shown that this is not the case. Also, in the primary and secondary progressive MS phase, there is different trajectories between patients. And studies has also shown that we can change this trajectory by disease-modifying therapy. And in fact, if we look at the long-term disability trajectories in patients with primary progressive MS, we can see that these authors divided patients into 3 different groups: mild, moderate, and severe disability progression. And the difference in increase in EDSS was significantly different between these 3 groups. And also in secondary progressive MS, it was shown that age has an impact on the time from secondary progressive MS to a sustained EDSS 8, meaning time for a wheelchair. As we can see, patients who entered the secondary progressive stage at a very low age, meaning also at a short disease duration, had a much more rapid deterioration in EDSS compared to patients that entered the secondary progressive stage at a later age. Regarding the primary progressive MS, the study database from Calgary showed that it took on average 10 years from disease onset to reaching EDSS 6. And this study, an old study from 2004 by George Ebers, showed that there was not much difference in primary and secondary progressive MS. So from the onset of progression, the time to EDSS 6 was similar in primary and secondary progressive MS, whereas reaching EDSS 8, there was a difference so that patients with primary progressive MS reach DSS 8 faster than patients with secondary progressive MS. So how can we use epidemiological studies to assess the treatment response in progressive MS? There are a few observational studies of treatment in patients with progressive MS. Lochsnyder and colleagues studied both secondary progressive MS and primary progressive MS. And in patients with secondary progressive MS, the time to EDSS progression and the time to reaching EDSS 7 did not show any difference between treated patients and untreated controls.
and for primary progressive patients to reach EDSS-7, here there were also no difference between treated and untreated patients. However, in these studies, treatment almost always consisted of our traditional platform therapies. And in fact, Lisak and colleagues showed, looking at moderately and highly advanced MS, that the time from EDSS-4 to 6 was decreased only by highly effective treatment, what we call the second line treatment, but not with low efficacy treatment, what we sometimes call the first line therapies. There are different studies of rituximab in secondary progressive MS. And in this switch study, they looked at the time to confirm progression and compared rituximab patients with propensity score matched untreated controls. And they found a 51% reduction in the risk of confirmed disability progression. So, what about comorbidities? Well, comorbidities are frequent in patients with progressive MS. This slide shows the relative risk of cardiovascular disease and in the different causes of MS. And as we can see, that the risk of cardiovascular disease is increased in all different causes of MS. And in fact, the presence of comorbidities has an impact on the progression of MS. This shows the time from diagnosis of MS until the need of unilateral assistance to walk. And as we can see, there is a difference between vascular patients with vascular comorbidities and non-vascular comorbidities. And this increases by time. So after the 10 to 15 years, there is an increasing risk of having need of walking assistance, meaning that this risk is particularly present in patients with progressive MS. So the take-home messages are that the incidence of MS is increasing, but the percentage of patients with primary progressive MS seems unchanged between 10 and 20% from 1989 through 2019. The standardized mortality rate is higher in patients with primary progressive MS than in patients with secondary progressive MS. The time from disease onset to conversion to secondary progressive MS has been increasing over time from 10 years in 1989 to 35 years in 2020. The trajectory of disability progression varies both in patients with primary progressive MS and patients with secondary progressive MS. Large observational studies are sparse, but seem to confirm the results from clinical trials. Low efficacy or first-line platform drugs are of no benefit in primary progressive or secondary progressive MS, while high efficacy or second-line treatments seem to be of modest benefit. Comorbidities are frequent and they have an impact on disability progression. And I would like to thank you for your attention, and I hope you have enjoyed this talk on the use of epidemiological studies in progressive MS. Thank you very much. Pierre, hello. Hello, You are Alex. online, yes. Pierre, one short question. There were several publications from North Africa about high percent of primary progressive MS in this population with the increasing of MS risk. What do you think? This is a misclassification
bias, or really in this population a high percent of primary progressive MS was registered? Well, I don't think it's a misclassification, but the frequency at which patients seek medical assistance could be higher in primary progressive because they have a faster progression. This could be one issue, but there could also be differences between different parts of the world. Okay, thank you. Еще вопросы, коллеги? Thank you. We are moving forward. Next, a presentation by Professor Maria Atraiano from Italy, the role of observational studies. I guess we have video also, please. Good morning. It is a great pleasure for me to take part in this European Charcot Foundation Satellite Symposium at the 4th RACTRIMS Congress. I'd like to thank Professor Comi and Professor Boyko for their kind invitation to give this lecture on the role of real-world observational studies in understanding the progressive phase of multiple sclerosis. These are my disclosures. I will attempt in the next 20 minutes to address the role of observational studies to achieve a more precise and objective definition of SPMS, to assess the main risk factors for the transition to SPMS, and to evaluate the long-term effect of treatments administered before and during the progressive phase. As you well know, for the clinicians, the diagnosis of the conversion from relapsing remitting to secondary progressive patients is very challenging. There are no clear clinical, imaging, immunological, or pathological criteria that define the beginning of SPMS. The lack of standardization, difficult communication of sometimes subtle symptomatic changes by patients, the low sensitivity of the EDSS as a single diagnostic measure hinder a prompt diagnosis of SPMS. So clinicians frequently diagnose SP retrospectively, what means a delay of SP diagnosis calculated by up to 3 years after a period of diagnostic uncertainty resulting in limited patient access to current and new therapies. Recently, the concept of silent progression has been proposed as an interesting term to describe the insidious disability that accrues in many relapsing remitting multiple sclerosis patients. In this study, it was determined that relapse activity was not associated with long-term disability progression after 10 years follow-up, even though it, of course, may contribute to relative brain volume loss. The relative brain volume declined at a greater rate among patients with disability progression compared to those who remained stable. So, silent progression during the relapsing remitting phase and its demonstrated association with the brain atrophy seems to suggest that SPMS likely begins far earlier than is generally recognized. So what do we need? We need an accurate, timely SPMS diagnosis, but also the development of screening tools to support diagnostic challenges.
We need to adopt newer clinical endpoints and outcome measures, such as the confirmed disability progression, the progression independent of relapse activity, the so-called PIRA, the use of cognition markers, such as the single-digit modality test combined with EDSS. This combination could probably detect more progression events measuring different aspects of disability and may be useful support for the physicians on the clinical practice. As you know, to date, several definitions of SPMS have been proposed. Lablin in 1996 defined progressive disease as a progressive accumulation of disability after an initial relapsing course with or without occasional relapses and minor remissions. This definition, of course, is subjective. It is based on treating neurologic judgment. More recently, two data-driven definitions have been proposed. The first by Loscheider in 2016, based on the application of an algorithm to the ADS score evaluation longitudinally recorded in the MS-based platform. According to these definitions, the diagnosis of SP should be done in patients with a minimum EDS score of 4, a minimum pyramidal functional system score of 2, and disability progression confirmed at least after 3 months in absence of relapse. The second one is based on the application of the inclusion criteria of the Siponimod expand trial. According to this definition, the diagnosis of SP should be done in patients with EDSS at time of conversion between 3 and 6.5, a larger range in comparison to the previous. Disability progression confirmed at least 6 months apart, without evidence of relapses during the 3 months prior to conversion to SP, but also during the 6 months confirmation period. This last definition needs to be validated. On the contrary, the first of the two definitions was validated in the MS base. It derived from a retrospective analysis of data from 17,000 patients with MS, and it resulted with the best performance from a pool of 576 candidate SP definitions. This definition showed a good sensitivity and specificity, and in a follow-up of 5 years, 78 patients with a diagnosis of SPMS according to this definition showed a positive disability trajectory, and 70% of them reached an ADSS more than 6 at censoring. In addition, this definition enabled the diagnosis of SPMS more than 3 years earlier than the diagnosis date assigned by the treating physicians. By using data extracted from the Italian MS registries, in this analysis we compared diagnostic performances of these 3 different SP definitions, the neurologist definitions and the 2 data-driven definitions. And a cohort of more than 10,000 patients with RR-MS with a follow-up of at least 3 years and with at least 3 EDS score recorded were extracted from the Italian registry.
As you can see from the results, a higher percentage of SPMS patients was identified applying the two data-driven definitions in comparison to the percentage obtained by the neurologist judgment. In this analysis, we evaluated the diagnostic performance and compared the diagnostic performance of the two data-driven definition using as gold standard the neurologist judgment. The results demonstrated that the Lorscheid algorithm had a greater discrimination power and also a higher sensitivity, positive and negative predicted values in comparison to the expanded definitions. Both definitions, as you can see by the table, showed similar specificity, 88% versus 91%. So we can say that real-world data from the Italian registry seem to suggest that data-driven definitions had a greater ability to capture SP transition than the neurologist definition, and that the global accuracy of Lorscheid algorithm seems to be higher than the definition based on expand trial inclusion criteria. This is like due to one of the criteria, maybe, of the expand definition, which is the exclusion of the EDSS worsening events related to relapses. These more restrictive criteria could allow to reach a higher level of specificity and reduce the risk of identifying as SP patients who are still in the RR phase of the disease. The risk factors for conversion from relapsing remitting to secondary progressive multiple sclerosis remain highly contested. In this observational study, the demographic, clinical, paraclinical risk factor of SP defined according to the Lorscheid algorithm, were evaluated at multiple time points using multivariable marginal Fox regression models. A total of 50,717 patients were included in this analysis. The results demonstrated that an older age, a longer disease duration, a higher EDS score, but also more rapid disability trajectory during the follow-up and a greater number of relapses in the previous years were all independently associated with an increased risk of secondary progressive multiple sclerosis, while improving disability during the follow-up and disease-modifying therapy exposure were associated both with lower risk. It is interesting that similar results were obtained by analyzing another large cohort of RR-MS patients extracted from the Italian MS registry, and using two different definitions of SPMS, the data-driven definition and the physician definition. As you can see by the results, the most consistent risk factors for SPMS in both groups were a multifocal onset, an age at onset greater than 40 years, a higher baseline EDS score, and a higher number of relapses before SP. While the most consistent protective factor was the time spent on the DMT before the SP transition. By using these risk factors, some SPMS predictor tools have been developed using also large real-world cohorts with different approaches, parameters, and output. These tools can help to predict the individual risk conversion to secondary progression at the time of MS onset.
so they can be used in the early stages of MS to predict its evolution, supporting therapeutic decision mainly in an observational setting. Let's see now what information provide observational studies on the treatment effect of disease-modifying treatment on disability outcome when administered before or during the MS progressive phase. The currently available anti-inflammatory drugs seems do not have substantial effect on relapse and related disability, at least in a short follow-up up to 4 years, as in this study, when administered after the conversion to SP. This study by the MS group demonstrated no difference in the risk of 6-month sustained disability progression on the risk of reaching high level of EDSS-7 between two propensity matched groups of treated. Mostly of them were treated with interferon beta AGA, and untreated patients in a follow-up of 4 years. This important, interesting study from MS base aimed to examine the association of relapses with the rate of disability accumulation in patients during MS phase, SP phase, and to assess whether treatment before or during the SP phase can slow the progression of disability accumulation, demonstrated that relapses during the SP phase were associated with accelerated disability progression, so representing an accessible treatment target. And the disease-modifying therapy was associated with improvements in disability outcomes among patients with active relapses during SP phase. So the study results suggest that inflammatory disease activity remains a substantial yet modifiable component of SPMS. The results of these two recent studies which tried to answer another important question, is an early intensive therapy more effective than an escalation approach in preventing SP transition and disability accrual? The results of both these studies showed evidence that early initiation of highly effective treatment such as alemtuzumab, natalizumab, fingolimod in relapsing multiple sclerosis may provide more benefit than an escalation approach in decreasing the risk of developing secondary progression and disability accrual, at least in the medium term of about 5-6 years of follow-up. These results give hope that better results in the long term will be met with the appropriate use of an early intensive treatment. The results of this other cohort study on a small size population of 88 propensity matched SPMS collected at 3 different multiple sclerosis centers located in Basel, Lugano, and Amsterdam, demonstrated that SPMS patients treated with rituximab had a significant lower EDS score for up to 10 years of follow-up and a significant delayed confirmed progression compared with matched control, suggesting that B-cell depletion by rituximab may be therapeutically beneficial in these patients.
Of course, due to the small size of this population, a prospective randomized clinical trial with a better level of evidence is needed to confirm the efficacy of rituximab in such patients. In conclusion, the availability of large databases and disease registries gives the opportunity to conduct real-world studies that can be useful to identify earlier the transition to SPMS by using more objective definitions, to design prediction tools in order to predict the individual risk of conversion to SP at onset, to evaluate the association between the use, the type of, the timing of DMTs with the risk of conversion to SPMS. Thank you for your attention. Thank you very much. Thank you, Maria. Professor Troiano is online, so we could ask questions, if any. Maria, what do you think about these short batteries like MS ProDiscuss for early diagnosis of secondary progressive MS course? Is it really a reality to use this short battery MS ProDiscuss? Yes, thank you, Professor Boyko, for this question. As you know, there are now in progress several tools to early predict secondary progression, and this that you mentioned is one of the most useful at this moment, and we are trying to validate this tool. Thank you very much. We are moving forward as Professor Comey had to move forward to another meeting. So please welcome Giancarlo, your presentation on treatment of progressive MS in future. Then we will discuss with Xavier the present situation. Giancarlo, welcome. We don't hear you. Excuse me, switch on the microphone. Giancarlo. Giancarlo, you have not switched on your microphone, so we don't hear you. Oops. No, this red button. Just switch on the microphone, Giancarlo. Yes, it's working now. Yeah, perfect. It's working now. Do you hear me? Yes, perfect. Do you hear me? Yes, now it's okay. Thank you. Perfect. So I hope that you see also the presentation. My talk today will concern the future treatment in progressive MS. These are my disclosure. You have already seen this slide presented by Hans-Peter Hartung. I started with this slide only to remind everybody that we still don't know exactly which are the mechanisms that are operative in progressive MS. I think the very brilliant presentation by Hans-Peter has clearly provide all the different possible interactions. Nevertheless, it is clear that it is almost impossible to drive a line that make a clear separation between relapsing and progressive MS. And
it is highly probable that the progression is already present earlier in the phase of the disease, which has, of course, incredible implications in terms of future treatments. This is just a bit a cartoon and try to summarize the different mechanisms, only to highlight one fundamental concept, that most of the mechanisms that are operating in the progressive phase of the disease are due to an incomplete recovery from the previous lesions, previous attacks. For example, if we have a long-lasting demyelination, a secondary axonal degeneration is there, and it is impossible to be corrected. So in any case, when you think about treatment in progressive MS, we should apply the same concept that we use today for relapsing MS. Early is better, early is fundamental. So there are two observations that support what I said about the possibility of a mechanism of progression already operating during the relapsing phase of the disease. I just show here two examples. One was coming from UCSF group. They have shown that in the accumulation of brain atrophy during the relapsing phase of the disease is quite largely independent from the amount of lesions and attacks. And the second observation is coming from Ludwig Kappos and others, with that they produce the so-called PIRA concept, again exploring the behavior as a first step of Opera 1 and Opera 2. They found that the accumulation of disability during the trial was again predominantly unrelated to a incomplete recovery from attacks. It occurred also in patients without any attack during the study, that both in treated and in controlled patients. So again, a second aspect that has to be taken into consideration. For this reason, there is now in the MS Clinical Trial Committee quite a large discussion about the possibility to rethink about the classical scheme coming from the 2013 classification of the clinical courses. Having said that, a second very important consideration is that when we look at the different type of trials, and you will hear in a minute about that from Xavier Montalban, it is clear that failures characterize this area for a very long time. Only very recently, two drugs have resulted to be effective, Siponimod in secondary progressive MS and ocrelizumab in primary progressive MS. And I think there is a general consensus that both Siponimod and ocrelizumab may have, might be some also contribution coming from an effect in the central nervous system. However, most of the results obtained in these two trials is probably explained by a reduction of new waves of inflammation that enter the central nervous system. So, in other words, the residual inflammatory activity that characterize the relapsing phase of the disease. So, what to do? It is absolutely fundamental to try to address our attention to the possibility not to target the so-called peripheral inflammation, but to try to target the confined inflammation in the central nervous system, to try to target the process of demyelination, and finally to try also to induce an increase of plasticity and a much less evolution of the degenerative phenomenon. These are the targets, and there is a lot of research ongoing. Progressive MS Alliance is coordinating this type of research with, I think, a very, very intense activity. And I think this will probably be one of the most important evolution of MS therapy in the next 5 years. Here you see
the tentatives that have been produced until now to try to reveal a possible efficacy in phase 2 trials based on a neuroprotective intervention, where neuroprotective here is in a very general sense. And again, I just start with the list of failure. The trials that fail here are not only phase 2, like the lamotrigine trial or the MS SMART trial, very smart as a design, but unfortunately not so smart in finding the best intervention. But also phase 3 trials failures like the laquinimod trial in secondary progressive MS and biotin trial in primary and secondary progressive MS, a quite recent failure. So I will not really go back to the failures, but I will look ahead to the possible success that have been observed in phase 2 studies, and they may have a promised future for phase 3 studies. And as I will see, and I will also discuss during my talk, some of these are already planned or ongoing. So you see the list is still quite long, and at the bottom you see these C1q inhibitors, just a result of a very recent study by Martina Sint and others just published in Nature. I will be back in a minute about this. So let's start with phenytoin. Phenytoin is a very old drug, is a sodium channel blocker. So it's very important because during demyelination, the expression of new sodium channels is characterized by channels that induce a lot of hyperexcitability. So the ability to block such hyperexcitability is resulting in a protection from the axonal degeneration. And I think that here the principle is clear and the results are interesting because in this phase 2 study, the OCT and VEPs were used. So the visual platform was used in order to test the efficacy of the intervention, and the focus was then in the optic nerve. And it was evident some protective effect on OCT with about 1/3 reduction in the both macula and RNFL thickness. There was no effect on VEPs, which again is an interesting message because it means that the type of protection was not due to an induction of a better remyelination. It was just due to the reduction of hyperexcitability of the axon due to the block of the new sodium channels. This is just again to give you a bit clear view about this positive effect. It was not a very, very large effect, but nevertheless, it is quite clear if you just, for example, concentrate on the LNFL thickness. It is quite clear that those patients treated with placebo in the evolution had a worse condition compared to patients treated with phenytoin. And a phase 3 study is now ongoing. The second intervention are statins. Statins have a pleiotropic effect in the central nervous system that I try to summarize in this slide. The final result is that we may expect some reduction on the neurodegenerative processes coming from different mechanisms. And in reality, simvastatin was able to reduce brain atrophy progression and also with some impact on disability in patients with secondary progressive MS. I think this was an interesting study first because it was a phase 2, but it was a phase 2 with a 2 years duration, which is the duration that we need also in phase 2 to reveal an impact on degeneration. A very short observation, the one that we typically use 6 months as in relapsing MS, here doesn't really apply. There was an effect,
and I think the effect was clearly there, associated to some impact on EDSS and also to MSIS. There was no evidence of a clear effect on MRI activity, which is good for me because it means that at least part of the positive effect could not be just explained by a reduction of inflammatory activity. A phase 3 study sponsored by the National MS Society is now ongoing, and I think it will be very interesting to follow what happened. Some excitation came also from this small study had to really attract your attention on the number of 51 patients recruited, which is quite a small study. Nevertheless, there was a quite clear evidence, again, in a 2-year study of a quite clear reduction in atrophy rate. The small number of patients really, in some way, has to introduce a lot of caution about this type of result. But again, phase 3 study is now planned, and we will wait to see what happened in this condition. Here again, a detail of the results, where you can see a quite clear separation between the two groups with only a modest overlap in individual values of 2-year change in percent change in brain atrophy. It seems quite clear, but unfortunately small numbers. Very, very great interest about phosphodiesterase inhibitors because there is here the possibility to target a lot of players in the process of degeneration. There is some impact on neuronal plasticity, on astrocytes, but also on oligodendrocytes. That means that we can expect a multifactorial approach in terms of advantages. And also recently it has been shown that there is also a quite clear effect on some neuroprotective factors like BDNF, GDNF, and GF. So again, very interesting study, very well organized study, and the Ibudi last study have been completed, the phase 2. The phase 3 is planned, and probably it will start very, very soon. The drug already has quite clear large use in the past because of the inhibition of macrophages migration and the impact on toll-like receptor, so a quite clear impact on innate immunity. It was used in bronchial asthma, in post-stroke dizziness, so it was a classical repurposing of a drug that facilitate and accelerate the process of development. Again, the primary endpoint was brain parenchymal fraction, and again, this was a 2-year study. And data were of some excitation because of the clear reduction in the progression of brain atrophy. But what is more important, in my opinion, is the internal coherence of the result, because there was also an effect on some measures of MRI, like diffusion and normal appearing in brain tissue magnetization transfer, a quite clear impact on the cortical gray matter, and we know how relevant it is for prognosis, this effect on cortical gray matter, and also again a very promising effect on OCT in retinal nerve fiber thickness. So even if the impact of disability was marginal, as you can see here, but again, the numbers and the duration doesn't allow to expect more than that. This is something that is quite attractive. And also it's quite attractive, another drug that has an impact on the innate immunity is one of the tyrosine kinase inhibitors that are now available.
Again, is a drug that is being used not in humans but in animals. So there's a lot of data already available in the preclinical aspects. And a very important preliminary study on animal models suggested the possibility to reduce the accumulation of irreversible tissue damage. You see here in green how the administration of the masitinib in a mold-induced experimental allergic encephalomyelitis was able to reduce not really the acute phase, but more the chronic phase of the disease. And of course, the data presented by Vermeersch in the last ECTRIMS have been very interesting because there was a quite clear effect on the ADSS parameter, which is already something very interesting because is of course a very important marker. The dimension of the effect was not extremely large. Nevertheless, the effect was there in this 2-year study, and phase 3 is now ongoing. I just mentioned tyrosine kinase inhibitor as a potential target. No doubt that this is one of the area of more interest in terms of new treatments. Is unique the fact that this type of drugs may target both innate immunity and adaptive immunity, and particularly in terms of adaptive immunity, they target the B cells in a very efficient way. And again, we know how relevant is the possibility to target B cells, but it's the combination that is extremely attractive. And in fact, this class of drugs are tested both in relapsing remitting and in progressive MS. Here you see the list of drugs that are used in MS: fenebrutinib, tolebrutinib, evobrutinib. This last is the one more advanced in terms of development. And I think that this type of inhibitors are now into consideration not only for relapsing MS, but also for progressive MS. And again, at least I think that this is probably the most interesting aspect because it's where we need more drugs. The FENtrepid trial is a first very, very interesting study in primary progressive MS, and the comparator is ocrelizumab. So, I mean, is a double dummy superiority study, very difficult to succeed, but extremely interesting for the information that it may provide. Tolebrutinib is also in use in 2 studies, one in primary progressive, the second secondary progressive study, Perseus and Hercules. And again, we will have here the possibility to have a quite good estimation of the impact of this drug. This is just to give you an idea about the profile of inclusion criteria in the primary progressive MS trial. And again, the reason why I want to show here this type of entry criteria is because the study design want really to recruit patients where the disability progression is due to something that is independent from the occurrence of attacks. Again, very interesting approach. I just mentioned that what is really extremely recent, a couple of weeks ago, is this paper that has been published in Nature by Martina Absinta, and I think we must be proud for this type of contribution. And this study was able to evaluate the type of expression that is present RNA just in the area that is around the expansion
of the lesions. So the attention is in the smoldering lesion, particularly in the area that is evolving and enlarging. And here there was evidence of a potential target for a future intervention. Again, difficult to say how relevant is the contribution of smoldering lesion on the accumulation of irreversible disability, but no doubt that it is one of the contributors. So the study, a study with this new target could be of extreme interest. I will accelerate now to approach the end of my talk with a couple of notes about the other two strategies. The first one is remyelination. No doubt remyelination has an important role. The remyelination after an acute attack is clearly compromised in multiple sclerosis. And there are also some evidences that even in chronically demyelinated axons, it is possible to induce some degree of remyelination. This was absolutely clear in preclinical studies. Unfortunately, until now, such evidences have not been supported by similar evidences in clinical trials. But here you see one of the many studies that really have been able to evaluate the type of involvement of pre-myelinating oligodendrocytes, why they are not able to do the business in an efficient way, even if they are present in adequate quantity. Is this a problem of then recruitment? Is there mechanisms that impair the ability of these oligodendrocyte precursors to remyelinate? Difficult to say, but a lot of studies are ongoing, and there are, of course, a lot of potential targets that can be used in order to try to remove obstacles to the remyelination or to enhance the natural tendency to remyelinate that are just summarized here. No way to go too much in detail, but a couple of notes about what we have already seen in previous phase 2 trials. One trial, as you know, Renew, failed as a primary endpoint, but in post-hoc analysis, and particularly in per-protocol patients, it was evident that the intervention was able to induce some level of remyelination in patients who had a very recent optic neuritis. So here the model is an intervention when you have still some residual inflammation, and it could be that this residual inflammation is resulting in an appropriate environment for the intervention. Unfortunately, the study that was performed in order to see if in patients without optic neuritis, it was possible to see any global effect in terms of remyelination with opicinumab. It was very difficult to expect a positive result in this study. Nevertheless, the company tried and the company failed essentially, even if some post-hoc analysis had revealed some possibility in some subgroup of patients. Here, what is now becoming interesting is really to look at other drugs that may have such an effect of remyelination. And here, in particular, I think it is interesting to look at the possible effects with clemastine. And here, the drug showed that in a 6-month study, there was a possibility to induce an improvement of DVP, and this was confirmed in the extension study. Finally, cell-based therapeutic strategy, no way to go in details here, but I have to say that there are some preliminary data that suggest a possible efficacy. In our hands, we had, for example, some evidence that the stem cells that have been injected, neural stem cells injected in the spinal fluid, were able to induce some modification. So this is my last slide.
what is the message here is that future treatments should target progressive phase of the disease, but it has to be not a late intervention. We should move to an early intervention to expect to have some good results. Thank you so much for your attention. Thank you very much, Giancarlo. Any urgent question? Giancarlo, coming back to these cells technique, do you think there is any future in mesenchymal cells, stem cells in neuroprotection? Well, as you know, we have very conflicting results. There was a positive study coming from Israel, and we had a very negative study for a multi-center study coordinated by the Geneva Institute of Neurology. So I think at present, we have to rethink about the scheme of intervention. It is clear that one injection, even intrathecal, because the systemic injection intravenous doesn't work, that's clear. But even for intrathecal, we should administer repeated doses if we aim to see something. Okay, thank you. Thank you very much. And we are moving for the final presentation of Professor Montalban, Xavier from Spain. Welcome. Where are you, Xavier? He's still present? Good morning. Yes, thank you. Afternoon, ladies. Good morning, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Xavier Montalban. I am a neurologist working in Barcelona, the University Hospital by the Bron, and I would like very much to thank organizers for inviting me to be here with you. I would love to be face-to-face, but that will happen in the future when the world will open up. The title of my presentation is How to Treat Progressive MS in Practice. This is my disclaimer slide. As you know, there are two types of progressive multiple sclerosis. The first one is primary progressive, which accounts for 10 to 15% of patients with MS. They are typically older at onset. The ratio woman to men is 1:1 instead of 4 women, 1 man, as in relapsing remitting MS. There is a prominent spinal cord involvement in many cases. Then we have the secondary progressive multiple sclerosis. We estimate that 65% of individuals with relapsing remitting MS will convert to SPMS within 20 years. But I have to say that this is coming from the old natural history studies, and probably nowadays the prognosis is much better. You all know as well that progression starts probably at the beginning of the disease, at the earliest stages of the disease. But there are a number of mechanisms which are very important in the progressive phase of the disease. The compartmentalized inflammatory activity, axonal degeneration, microglial activation, mitochondrial injury, oxidation byproducts, and glutamate excitotoxicity. All of these are key mechanisms in the progressive phase of the disease. On top of this, we have to take into account the aging. Our patients with progressive MS are older, typically, and senescence is another important factor contributing to progression. This is the 2013 clinical phenotype revision that you know very well, published by Lablin and co-workers in Neurology 2014. And here you can see that we classify patients as having progressive disease with a PPMS background or with a secondary progressive MS background. And then we have two modifiers: inflammatory activity that you can measure by clinical means, that means relapses, or by MRI, that means
gadolinium-enhancing lesions, new and/or enlarged entity lesions. And then the other modifier is progression. So you can have different combinations of them that may perhaps have an impact in the way you manage your patients. This is an estimation of the number of patients with progressive MS worldwide. If we say that there is 2.3 million people with MS worldwide, and that 15% of them have a progressive disease from onset, and that 70% with relapse onset will develop progression, that means that 1.3 million people have progressive MS. So it is really an important problem for neurologists dedicated to multiple sclerosis. All of you, you take care of patients with multiple sclerosis. All of you know very well the terrible impact of disability progression on our patients. And here you have a number of examples. There are guide abnormalities, sphincter problems, sleep disorders, pain, the retractions, they would need probably wheelchairs, etc., etc. Which is the current treatment of progressive multiple sclerosis? Of course, apart from medications that I will be mentioning later, there are a number of general measures to take into account that are very important indeed, and not only for progressive MS, but also for MS in general. So we have to take care of smoking, which is very bad for MS. We have to take care of low levels of vitamin D. Obesity is not good anymore. Concussion as well. So all these factors can contribute to disease progression and disease evolution. As well, comorbidities should be taken into account very seriously. Hyperlipidemia, hypertension, migraine, diabetes, anxiety, etc. All of them can play a very important role in the management of patients with progressive MS and also in their prognosis. If we talk about drugs alone, for PPMS, the landscape is very simple. We just have one drug, which is ocrelizumab, to treat our patients with primary progressive multiple sclerosis. If we talk about active secondary progressive multiple sclerosis, we have a number of them. If you check the label of some of the products that you can read here, mainly in US but also in Europe, you realize that interferons, ozanimod, ofatumumab, ponesimod, cladribine, ocrelizumab, all of them, in fact, can treat or can be indicated to treat patients with active SPMS. However, if we just look to those trials which had a pure SPMS population, then we have to talk about the interferon beta, the European secondary progressive MS trial that was positive, in fact, using interferon beta 1b, but then the North American trial was negative, and other trials using interferon were negative as well. So we don't use interferon nowadays to treat patients with active SPMS. And the recent one is the one using siponimod. Siponimod, as you know, is a selective S1P1 and S1P5 receptor modulator, inhibits the egress of lymphocytes from lymph nodes, crosses the blood-brain barrier very easily, and may have effects within the CNS because a number of CNS cells express S1P receptors. The half-life is just 30 hours, therefore the washout period is just 6 days. That allows for a fast immune reconstitution. This was the phase 3 trial. We have one phase 3 trial, the EXPAND trial. That was a randomized, double-blind, placebo-controlled event and exposure-driven study in secondary progressive multiple sclerosis. We required
374 events of 3-month confirmed disability progression, which was the primary endpoint, in patients with at least 1 year of exposure and at least 95% of randomized patients. This is the primary endpoint published in Lancet Neurology. You can see that there was a difference statistically significant between siponimod and placebo for the primary endpoint, which was the 3-month confirmed disability progression. Also in this figure, you realize that perhaps siponimod works better in a specific subpopulation of patients. And this seems to be true, and probably there is a better response to siponimod in SPMS patients with prior relapses, rapidly evolving disease, active baseline MRI, younger, shorter disease duration, treatment naive, and lower EDSS score. I think this is quite common, not only for siponimod, but also for a number of different drugs. We have as well an extension phase of the SPAN study, and it is very interesting here. You can see this is just for active SPMS, where the risk of 6 months confirmed disability progression was reduced by 29%, and that was statistically significant. In non-active SPMS, the risk of 6 months confirmed disability progression was numerically reduced by 12.5 and not statistically significant. But that means that over time, the effect of siponimod still is there, and the difference still remains. So what is lost, and I will show you other examples on this. This is very important because we are now talking about very clinically relevant endpoint, reaching EDSS 7, which means reaching or needing a wheelchair. So as you can see here, there is 37% less patients treated with siponimod in relation to placebo who required a wheelchair, and I think this is a very relevant, clinically relevant endpoint. What about ocrelizumab and PPMS? In March 2017, FDA approved ocrelizumab for the treatment of patients with PPMS. That was the first time ever in which one specific drug was approved to treat patients with PPMS. After a few months, in November 2017, the EMA also approved ocrelizumab to treat patients with primary progressive MS. One aspect here is that, again, what you can see is that ocrelizumab in PPMS works better in those patients who had at baseline gadolinium-enhancing lesions. So when you can find some degree of inflammatory activity, all these drugs seems to work better. In the extension phase, and this is the time to onset of CDP-24, you realize that what is lost, again, is lost. So patients who started with placebo and switched to ocrelizumab never reach those patients who are starting from the very beginning with ocrelizumab. And in fact, the difference after a number of years is still there and is still statistically significant. The same happens for another endpoint, the time to wheelchair, time to EDSS 7 or higher, statistically significant. So that reinforced the concept that not only early treatment is important for relapsing remitting MS, but also for secondary progressive and primary progressive MS. I think this is what we are doing in a number of MS clinics. We treat patients with progressive disease, PPMS or SPMS, if they are active. I think we try to treat them all. But as well, we, at least in our center, we tend to treat patients with without inflammatory activity, but with rapid progression
if they are young. Unfortunately, the few medications approved for the treatment of progressive MS are typically limited in their efficacy to active forms of the disease, have little impact on slowing degeneration, and fail to promote repair. And in fact, if we just have a look to the relapse and remitting trials, this is coming from the OPERA's trials, you realize that a silent progression is present during the relapse and remitting phase of the disease. And we're talking about a drug, anti-CD20s, which have a profound effect on inflammatory activity. Almost no relapses, almost no new MRI activity, but still there is some degree of progression. And this is not just for anti-CD20s, for ocrelizumab in this case. You can see that as well in patients treated with natalizumab, and this is an analysis of quite a number of patients coming from the TOP study. PIRA represented 66% of overall confirmed disability worsening. PIRA is a progressive independent of relapse activity, which is what we are talking about. So, therefore, instead of immunosuppression, many agents currently in phase 2 and 3 clinical trials target alternative pathophysiological processes in order to provide neuroprotection and or promote remyelination and neurogenesis. These targets include oxidative stress, non-T-cell mediated inflammation, and mitochondrial energy failure. And here you have an incomplete slide of a number of trials, phase 3, phase 2, phase 1, being performed in progressive MS. Let me just mention very briefly a couple of other aspects for the future. As you know, identify the onset of progression is not really very easy in too many occasions. So perhaps digital health technologies could help us because the information is more granular and we will be able to identify progression in a very early stage. As well, we need biomarkers. Those could be MRI biomarkers, and I'm just showing you a couple of examples. Iron rings or slowly expanding lesions could be perhaps biomarkers in the future for phase 2 or even phase 3 trials. I guess as well that the phenotype classification will be different in the future and will be much more based on biology of progression. Let me also mention this great initiative, which is the Progressive MS Alliance. The alliance, the Progressive MS Alliance, is an alliance of a number of MS societies. Here you have the main six societies, but there are many others around the world joining this initiative. And the mission is to expedite the development of effective disease-modifying and symptom management therapies for progressive forms of multiple sclerosis. And with this, I would like to thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much, Xavier. Unfortunately, we don't have time for discussion. Thanks to everybody, our good friends. Thank you for participating in with this very interesting symposium of Charcot Foundation in the work of the 4th RUC-TRIMS Congress. Thank you very much for everybody for participating. Thank you very much, Alexei. Thank you. Best greetings. Thank you. Thank you. Bye-bye, Alexei. Congratulations. Thank you. Bye. Thank you. Thank you again. Так, коллеги, мы плавно переходим без перерыва, так как наши лектора, которые удаленно выступали достаточно долго, и у нас нет возможности для перерыва,
мы прямо в этой аудитории начинаем сателлитный симпозиум компании «Мерк». Пожалуйста, Фарида Хадж, Наталья Агафоновна, присоединяйтесь к нам. Так, быстренько распределяйтесь. В других залах ничего нет, поэтому, пожалуйста, все, кто хочет присутствовать здесь на обсуждении революции в лечении высокоактивного рассеянного склероза, новые возможности, пожалуйста, мы начинаем работу симпозиума. Хорошо. Так, проходите, пожалуйста. Сейчас все проходят. Сейчас минутку, Алексей Николаевич. Да. Слово предоставляется Бойко Алексею Николаевичу. Доклад называется «Трансформация подходов к лечению ВАРС». Пожалуйста, Алексей Николаевич. Так, уважаемые коллеги, ну вот, прослушав такие великолепные лекции наших зарубежных коллег, мы переходим к нашим реальностям. Пожалуйста, набор слайдов компании Мерк, посвященный высокоактивному рассеянному склерозу. Пожалуйста, первый слайд. Можно включить? Ну, пока поделимся впечатлениями о том, что было перед этим. Действительно, было перечислено достаточно много направлений лечения прогрессирующего рассеянного склероза. Здесь есть определенная перспектива. Есть у вас слайды или надо дать? Так, сейчас преодолеем технические сложности. Достаточно плотно у нас все идет по графику. Да, пожалуйста, высокоактивный рассеянный склероз. Следующий слайд можно? Еще раз, вот последнее сообщение профессора Монталабана показывает современную классификацию, которая сейчас есть, рассеянного склероза. Это деление после того, как это предложил Фред Люблин в 2015 году. Кстати, одно из первых выступлений по этому поводу было в Ярославле на втором конгрессе РАКИРС. Сам Фред Люблин выступал. Деление на рассеянный склероз с обострениями и прогрессирующий рассеянный склероз. Для лечения рассеянного склероза с обострениями, куда входит рассеянный склероз ремитирующий и вторично прогрессирующий, у нас есть целая группа препаратов, в том числе кладрибин в таблетках для ВПРС, тоже ВПРС с обострениями тоже может использоваться, как и окрелизумаб, интерфероны и сипонимод. При отсутствии обострения наш выбор, он, конечно, не столь широкий. Я хочу немножко доложить вам самые свежие результаты оценки качества жизни больных с высокоактивным рассеянным склерозом, где участвовали, видите, 14 неврологов, набрано 518 случаев, оценивалось по двум шкалам, не специфической шкале SF-36 и по шкале
МС-КВОЛ. Почти все показатели по неспецифической шкале ниже контрольных. По специфической шкале мы сравнивали с большим исследованием нашим же при ремитирующем рассеянном склерозе. Что здесь надо отметить, что при высокоактивном рассеянном склерозе более выражены изменения дневной активности, влияния клинических симптомов, так как сохраняются обострения при высокоактивном рассеянном склерозе, соответственно, хуже отношение к системе здравоохранения и общий индекс здоровья, потому что не справляются с вот этой высокой активностью заболевания, и у них продолжаются обострения. Корреляционный анализ по Питерсу, проведенный ранее для ремитирующего рассеянного склероза, и вот в этом исследовании, которое мы тоже будем скоро публиковать по высокоактивному рассеянному склерозу, показывает, что намного больше связей достоверных с количеством обострений за последний год. Конечно, есть влияние и длительности рассеянного склероза, и тяжести, как при всех формах ремитирующего рассеянного склероза, но вот это четкое влияние частоты обострений при высокоактивном рассеянном склерозе показывает, что это самая актуальная задача — вовремя предупредить вот эти вот обострения, справиться с ними. Кладрибин, или торговое название Мавенклад, кладрибин в таблетках — это аналог дезоксиаденозина с присоединенным атомом хлора, который защищает эту молекулу от распада. Основной механизм — это апоптоз лимфоцитов, соответственно, особенно активированных лимфоцитов. Помимо этого, у препарата есть центральные эффекты. Вот в одной из работ 2020 года убедительно показано, что активированная микроглия на фоне курса кладрибина продуцирует существенно меньше активационных цитокинов, таких как фактор некроза опухолей альфа, и больше защитных противовоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин 10. После курса кладрибина эффективность, что очень важно, сохраняется в течение последующих 2 лет, несмотря на то, что количество лимфоцитов восстанавливается практически до нормальных уровней, причем нет здесь, например, характерного для алемтузумаба преобладания в начале Б-клеток, потом восстанавливаются Т-клетки. Здесь практически одновременно восстанавливаются популяции и Т, и Б клеток. И вот в Clarity Extension, это продолжение основного исследования, вы видите, сохранялось приблизительно такое же количество пациентов без обострений на протяжении 4 лет. И очень важно, последние данные, происходила репопуляция наивных Б-клеток. Одни из важных клеток, которые сейчас изучаются, это Б-клетки иммунологической памяти, которые так же, как и Т-клетки, имеют большой вклад именно в охронизации процесса. Здесь на фоне вот этого курса кладрибина количество Б-клеток памяти стойко снижается и находится на низком уровне. То есть действительно здесь происходит репопуляция, и хорошо знакомый вам уже слайд, несколько раз его показывали. Действительно, это иммунореконституция, когда восстановление количества клеток происходит и за счет изменения определенного субпопуляционного состава их функциональной активности. Причем наиболее выраженный по всем показателям эффект был отмечен именно у пациентов с высокой активностью заболевания, с наличием 2 и более обострений. Здесь эффект и на
количество обострений и среднюю частоту обострений и время прогрессирования. Видите, в этих группах с высокоактивным рассеянным склерозом, особенно время до прогрессирования инвалидности, оказалось при высокоактивном рассеянном склерозе почти в 2 раза выше, чем при обычных типах течения. Напоминаем, что препарат принимается таблетки не более 20 дней в течение 4 лет. Это 1-й год, а 2-й год. Сейчас уже получены данные по изучению 4 лет. И вот только что был онлайн-митинг. Результаты будут представлены на ECTRIMS. Это очень большое исследование Classic MS. 662 пациента, у которых в среднем 10 лет после курса вот этого короткого 2-летнего кладрибина наблюдали практически все за 10 лет пациенты сохраняли мобильность, сохраняли работу, не нуждались 84% за 10 лет рассеянного склероза, в том числе высокоактивного, в поддержке при ходьбе, и больше 63% за эти 10 лет не получали вообще никакого лечения Питерс. То есть, опять же, это иммунореконституция, которая приводит к стойкой долгосрочной эффективности. В Московском центре рассеянного склероза мы начали использование этого препарата в 2018 году. Сейчас 34 пациента уже за 3 года получили полный курс, 22 пациента только 1-й курс. Базовые характеристики тех 34 пациентов, которые мы можем обсуждать уже сейчас после полного курса. Обращаю внимание, что достаточно активный рассеянный склероз, 2,44 в среднем обострения в год у них было, и только 13 это был высокоактивный рассеянный склероз. 13 больных, это 38% с самого начала, и кладрибин был первой терапией. У 62% пациенты получали какие-либо другие препараты, которые не справлялись, и сохранялось высокоактивное течение рассеянного склероза, невзирая на это лечение. Отмечено по сравнению с 82 обострениями только 2 обострения за эти годы наблюдения на 6-й и 8-й месяц. В одном случае после ковид-инфекции, которая явилась триггером обострения, 94% не имели обострения. И видите, какое драматическое снижение средней годовой частоты обострения до 0,06. Еще у 2 больных были субклинические очаги на МРТ, накапливающие контраст. Ну, конечно, на такой небольшой группе EDSS обсуждать сложно, он стабилизировался. Обсуждалась вчера у нас возможность исчезновения олигоклональных иммуноглобулинов. Наталья Агафонна про это говорила и упоминала подкожное исследование польское, где исчезали. Мы попробовали это повторить, перепунктировали 10 пациентов, но по нашим данным сохранялись олигоклональные иммуноглобулины, хотя кладрибин имеет центральный эффект, потому что он проникает как маленькая молекула через ГЭП, но вот по нашим данным олигоклональные иммуноглобулины сохранялись. Небольшая лимфопения, что связано с механизмом действия препарата. В одном случае была приходящая СЫ, в одном случае реактивация герпеса лабиалис. То есть достаточно хорошая переносимость, достаточно легкий мониторинг на протяжении этих лет. И очень коротко доложу вам 2 клинических случая. Первое – это девушка, 18-й год, чувствительные нарушения, в марте, в сентябре двигательные нарушения, в декабре еще одно обострение с двоением по вертикали, головокружением, двигательными нарушениями, на МРТ очаги и в головном мозге,
и в шейном, и в грудном отделе, причем часть очагов накапливали контраст. Второй тип синтеза. Провели гормонотерапию, пульс-курс, но осталась неловкость и слабость в левой ноге. Здесь мы с самого начала, видите, имеем высокоактивное течение. За 9 месяцев 3 обострения, поэтому было принято лечение. Ну, здесь неврологический статус, я не буду на нем останавливаться. Здесь все понятно. И ДСС 2,5. Много очагов, видите, много очагов копит контраст, активное, высокоактивное течение заболевания. И после курса гормонотерапии был назначен мавенклад по весу. Здесь все расписано. И состояние больной стабилизировалось, обострений мы не наблюдали, была лимфопения, еще раз, это механизм действия препарата, причем в большую степень, видите, снизилось количество Б-лимфоцитов, CD19 клеток, достаточно отчетливо, это 4 месяца после первого курса, это анализ через год перед началом второго курса. Лимфопении практически нет, но количество, особенно относительное количество Б-лимфоцитов остается сниженным. То есть здесь в первую очередь был эффект на Б-лимфоциты. Проведен полный курс, ИДСС 1,5 балла уже, вышла девушка замуж, планируется беременность. Это ее МРТ, видите, никакого накопления контраста, нет никакой активности. Мы должны с вами помнить, что планирование беременности возможно через 6 месяцев после окончания второго курса кладрибина. Это очень удобно молодым девушкам, потому что они планируют, что вот эти 1,5 года они пролечатся и потом могут спокойно, не надо никакой поддерживающей терапии, спокойно планировать беременность. И коротко второй случай. Здесь уже заболевание с 2011 года. Вначале достаточно спокойно протекало, одно обострение в 2 года. Достаточно хорошо проходили. Но вот 2018 год, в июне нарушение речи, дизартрия. В ноябре оптический неврит справа с неполным восстановлением. В январе следующего года двоение, нарушение координации, новые очаги и в головном мозге, и новый очаг в спинном мозге на С2, С3, олигоклональные иммуноглобулины, тоже пульс. Курс, да, вот эта вся активация 18-19 год проходила на фоне курса глутирамера ацетата, который пациент получал с середины 2016 года. Натализумаб из-за риска ПМЛ семья отказалась использовать. Работа связана с поездками по стране, поэтому было принято решение, так как имеются 3 обострения за последние 7 месяцев, неактивность глутирамера ацетата, отказ от натализумаба, был назначен кладрибин. Вот это вот МРТ до назначения препарата. Вы видите, что много очагов копит контраст, причем типичное кольцевое накопление, и ДСС 3,5. Тогда было, конечно, глутирамер ацетат отменили, рассчитали по весу этого мужчины курс мавенклада. Здесь как раз Б-клетки не так отреагировали, а вы видите существенное уменьшение Т-клеток, Б-клетки в пределах нормы. Здесь в первую очередь снизилось количество, уже после первого курса, количество Т-клеток, которое сохранялось и перед началом второго курса на следующий год. То есть здесь, видите, больше по Т-клеточному звену Б-клетки практически не отреагировали. Но, тем не менее, пациент вернулся к работе, больше обострений не было, совершенно спокойно МРТ после завершения курса, и ДСС-2 вернулся к своей активной работе. То есть препарат показан с высокоактивным, как впервые диагностирован, так и во время эскалации терапии.
Вот этот вот прием 20 дней в течение 2 лет показывает, что к 2004 году 75,5% не имели обострения, 73,5% не нуждались в каких-либо еще ПИТРС 4 года. Я вам доложил уже результаты 10-летнего наблюдения, там тоже очень хорошая клиническая эффективность, и много больных, которых мы вызывали после этого первого курса через 8-10 лет, они говорят, что они не обращались к врачам и спокойно жили, не получая других каких-либо ПИТРС. Минимальный мониторинг, который мы будем сейчас еще обсуждать по сравнению с другими ПИТРСами. Ну и, конечно, очень важно, что через 6 месяцев после последней дозы женщины могут планировать беременность. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Вопросы будут? Нет, Алексей Николаевич? Пожалуйста. Можно вопрос? Да? Спасибо большое, Алексей Николаевич. Очень приятно, что так, отечественный опыт уже такой большой. Скажите, пожалуйста, нам что-нибудь хорошее с учетом механизмов действия кладрибина, особенно относительно Б-клеток, что-нибудь хорошее относительно вакцинации от ковида, что мы ждем с антителами к ковиду после вакцинации на кладрибине? Есть несколько работ. Недавно опубликована работа из Израиля, Ачерон, правда, там немножко другая вакцина была, не наша, естественно, но было показано, что сохраняется полностью и гуморальный, что очень важно, и клеточный ответ на вакцину. Мы посмотрели, у нас вот за эти 2 года пандемии на кладрибине было вакцинировано 8 пациентов. У всех прекрасный ответ на вакцину. То есть кладрибин никак не влияет Можно было показать эти данные. Спасибо. Алексей Николаевич, один вопрос будет. Давайте. Я перед тем, как сюда прийти, пролистал вашу новую книгу, и вы очень много там уделили внимания кладрибину. Очень много уделили. Но я поставил перед собой вопрос, там я не нашел. Как быть тем пациентам, которые 4 года пролечились, и вдруг у них начнется обострение? Можно ли повторить кладрибин по Нет, новой? в отличие от алимтузумаба повторных курсов не делается. Большинство из тех пациентов, вот в МС Классик, которые анализировались, они в редких случаях возобновления активности получали высокодозные бета-интерфероны. И на этом себя хорошо чувствовали. То есть в отличие от алимтузумаба повторные курсы кладрибина не предусмотрены. Вообще? Нет таких данных. Не исследовалось. Понятно. Спасибо. Так, следующее у нас слово предоставляется Касаткину Дмитрию Сергеевичу, профессору. Доклад «Старт. Продолжение и дальнейшая тактика терапии БАРС в условиях пандемии». Пожалуйста. Да. Все, вижу, теперь увидел. Коллеги, ну, частично те вопросы, которые сейчас были заданы, Алексей Николаевич немного предвосхитил, потому что графики, то, что просила Наталья Гафоновна, все есть. Сейчас как раз все и покажем. Значит, ну, наверное, ни для кого не секрет, что основным моментом все равно для нас, когда мы принимаем решение о терапии, неважно, это первая линия, вторая линия, индукция, эскалация, мы должны добиваться максимально эффективного лечения, поскольку наша задача обеспечить конечный результат. Ну, те, кто занимались когда-то там ISO 9001 и так далее, все прекрасно знают, что основная задача – финальная цель. И важно, что для достижения этой цели мы должны соблюсти 2 позиции. Максимальная эффективность при возможном максимальном контроле безопасности. Эту картинку я уже показывал, но просто чтобы вы понимали, что это зависит не только от нас с вами, это зависит от наших пациентов и от того, как мы правильно выстроим концепцию взаимодействия между нами. И именно от этого зависит наша эффективность. Ну, есть много разных факторов, ограничивающих назначение той или иной терапии при высокоактивном рассеянном склерозе, но вот добавилась еще одна, да, такая неожиданная история, касающаяся пандемии. Напомню, что есть критерии, они разные, и важно помнить, то есть здесь вот где приведены пока, скажем так, иностранные критерии, у нас, вы знаете, в клинических рекомендациях тоже есть определение.
высокоактивного рассеянного склероза, я хотел бы обратить внимание только на то, что есть небольшая разница между нативными пациентами, те, которые ничего не получали, и те пациенты, которые уже получали терапию какой-либо линии. Вот это важный момент, то есть несколько более мягкие требования, да, если пациент получает терапию. Картинка, собственно, да, значит, насколько вот я себе пока представляю, деление на линии, наверное, надо будет плавно отбрасывать, и, наверное, все-таки надо говорить об индивидуальной траектории для каждого пациента, те препараты, которые потенциально для него возможны с учетом его коморбидности, с учетом его активности и так далее. И уже эти препараты мы выстраиваем в определенный ряд, с чего начинаем, чем продолжаем и чем заканчиваем. Тем не менее, в этом отношении клодрибин такой интересный препарат, потому что обеспечивает достаточно простой прием, достаточно простой контроль, поэтому как возможная опция очень интересен. Важно понимать, что у нас ни в одном исследовании, к счастью или к сожалению, даже это касается трансплантации стволовых клеток, не было продемонстрировано 100% результата. Потому что если бы такой препарат появился, наверное, мы с вами не обсуждали бы много раз, какой препарат выбрать. Мы выбирали бы его и все. Поэтому важно помнить, что даже на высокоэффективной терапии у пациента могут быть активность и по данным МРТ, и может быть и признаки прогрессирования и так далее. То есть, к сожалению, мы пока не научились побеждать. Мы на правильном пути, но пока еще нам до цели весьма далеко. Помимо этого есть другие ограничительные факторы. Это касается нежелательных явлений, касается бремени мониторинга безопасности и технических вопросов, там, да, необходимость маршрутизации, да, применения. Там, в каких-то случаях нужен фузомат, в каких-то случаях нужно специальное отделение и так далее, и так далее, и так далее. Все это нас несколько ограничивает. Но, соответственно, вот первая из них позиция коморбидность. Я тут, с вашего позволения, свел вместе несколько инструкций. Может быть, сейчас что-то уже начинает меняться, и может быть где-то красненькое надо на желтенькое поменять, а желтенькое на зелененькое. Но пока то, что в действующих инструкциях вот так выглядит, это первое, что мы делаем. Да? Мы выбираем те препараты, которые для нашего пациента могут подойти с учетом его коморбидности. Ну вот, наверное, это не далее, как недавно, вот буквально вот месяц назад девушка планировалась на бернакрилизумаб, и в финале у нее выясняется наличие гепатита Б. Да, соответственно, мы сразу имеем некое ограничение. Вот эти моменты надо учитывать, но это как бы такой негативный отбор, то, что мы не можем назначить, а то, что мы можем, будем выбирать дальше. Второй момент, который нас может ограничивать, это количество обследований до того, как назначить терапию. Мы все знаем, что согласно плану управления рисками, согласно, скажем так, оценке предварительного статуса, несколько разные требуются моменты. Да? Ну вот, с вашего позволения, я знаю, что Алексей Николаевич не любит, что фенголимод попадает во вторую линию. Ну, по факту, наверное, да, это все-таки, наверное, такая полуторная линия, да, или первая плюс, так назовем ее. Но, тем не менее, да, мы видим, что есть разница, есть похожие моменты, которые, в общем, для нас достаточно понятны, и есть моменты, которые отличают. Ну, да, для алимтузумаба, да, есть дополнительные позиции. Для акрилизумаба у нас есть набор для онкоскрининга и так далее, и так далее. То есть у нас есть некоторое различие в базовых обследованиях. Следующий важный момент касается, собственно, того, что мы там нашли в этих обследованиях. Мы видели, там есть, сейчас, с вашего позволения, я вернусь, скрининг на определенное наличие антител к определенным инфекциям. И, соответственно, исходя из этого, мы планируем или не планируем вакцинацию. Обратите внимание, да, что для некоторых препаратов в случае наличия отрицательного титра или крайне низкого титра антител к вирусу ветряной оспы требуется вакцинация. Вакцинация, понятно дело, с учетом соотношения риск-пользы и так далее, и так далее. То есть, но, опять же, это тоже накладывает определенный отпечаток на наших пациентов, кому можно, а кому не можно. Но Алексей Николаевич говорил об этом, я еще раз, с вашего позволения, повторю, предвосхищаясь будущий симпозиум, следующий, который будет, что все-таки пока у нас нет практики контроля эффективности путем определения количества антител после вакцинации. Мы считаем, что если вакцинация выполнена, она должна быть эффективна. То есть это, наверное, важный момент. Может быть, в будущем что-то изменится. Что касается самих курсов терапии, здесь как раз очень показательно в отношении клодрибина. Все-таки это пероральный прием в течение 5 дней и последующий через 4 недели повторный прием. В целом может быть осуществлен, ну, если хотите, под Zoom, под Google Meet и так далее, чтобы пациент при вас показывал, как он ест таблетку. Ну, не вопрос никакой, пожалуйста, если хотите контролировать, но это исключает его потенциальное попадание в стационар и минимизирует контакты. Да, это тоже, наверное, важная история, если особенно мы говорим об ограничительных эпидемиологических мерах. Да, тут есть позиции по премедикации. Да, вы знаете, по лемтузумабу достаточно сложная подготовка, если мы хотим избежать рисков. Для крилизумаба госпитализация и длительное пребывание, относительно длительное пребывание в стационаре. Но с фенголимодом это старая история с мониторингом безопасности.
Не менее важен, наверное, не только предварительный, но и последующий контроль. Это тоже значимо, поскольку некоторые препараты, это касается того же самого, например, алемтузумаба, требуют, как вы помните, длительного ежемесячного контроля определенных показателей для того, чтобы проконтролировать и избежать появления и максимально рано предвосхитить появление новых дополнительных побочных реакций и эффектов. Ну, здесь мы видим, что выигрывает у нас крилизумаб, да, нужно перед каждым просто сделать базовое обследование, но клодрибин тоже, в общем-то, где-то примерно на том же уровне, то есть нам нужен только контроль через 2,6 месяцев терапии общего анализа крови. Дополнительные позиции, которые также оцениваются помимо анализов крови, тоже мы можем видеть, что есть определенные нюансы, которые могут нас ограничить, а могут и не ограничить, если мы имеем полный доступ и полные возможности для этого. В общем, это не значит, что мы должны выбирать один препарат, но у нас есть возможности для выбора. Интересная особенность касается инфекции. Ну, здесь, наверное, нужно говорить о том, что в целом препараты более мощные наверняка обладают более мощным воздействием в плане появления новых различных инфекций. Но мы знаем, что есть для некоторых препаратов есть специфическая инфекция, это касается того же алемтузумаба, например, с листериозом. Для большинства препаратов, которые мы обычно используем, это крилизумаб, натализумаб, ну и клодрибин сюда тоже попадает, наиболее частой инфекцией является герпес зостер. То есть мы это должны контролировать, именно поэтому мы вакцинируем пациенты, ну и так далее. Что касается эффективности, здесь всегда очень сложный вопрос. Мы вчера говорили о том, что проценты сравнивать не надо. Проценты, наверное, действительно сравнивать не надо. Но если вы посмотрите, то по показателю number needed to treat мы можем видеть, что в принципе все препараты второй линии сопоставимы между собой в отношении частоты обострений. То есть мы видим, что в общем показатели очень похожи. По отношению подтвержденного прогрессирования инвалидизации за 6 месяцев, ну тоже, да, то есть выбивается здесь у нас только фенголимод, да, несколько меньшей эффективности он обладает в этом отношении. Ну и еще одна позиция number needed to harm, то есть количество пациентов, которые необходимо пролечить, чтобы у одного возник побочный эффект, препятствующий дальнейшему лечению. Но здесь мы видим, здесь, вы помните, показатели должны быть как можно меньше, а здесь как можно больше показатель. Ну, мы видим, да, что как раз две позиции фенголимод и клодрибин. В общем суммарном остатке клодрибин выглядит предпочтительнее, но это не значит, что каждому первому он показан. Смотри пункт 1, в общем, да, и пункт 2. То, о чем спрашивал Фарид Ахатович по поводу различных вариантов. Действительно, мы не имеем препарата со 100% эффективностью. И ну, у нас тоже вот три пациента, которые сейчас получили терапию, и несколько пациентов, которые получали в рамках исследования. По-разному у всех течет. Но, скажем так, гарантированно 2 или даже 4 года у нас есть в большинстве случаев. Что делать, если? Значит, ну, на мой взгляд, если, вот как вот здесь, да, выглядит 3-я и 4-я позиция, отсутствие эффекта – это когда мы видим, что после первого, да, или завершенного первого курса, или после первого приема мы видим появление обострения, то, в общем-то, возможно, мы говорим о том, что данный препарат недостаточно эффективен. Ну, идеальный вариант вот это, то, что описывал Алексей Николаевич, да, мы дали 2 курса, получили результат, и спокойно пациент у нас без всяких обострений. Что делать, если, предположим, вот эти самые обострения возникли через 4 года терапии? На самом деле все, конечно, дискутабельно и не очень изучалось, но, на мой взгляд, вот лично на мой взгляд, мы можем поспорить, но я не вижу никаких препятствий для повторного курса, если он прошел через 4 года. Да, нет поэтому никаких доказательств, но если мы их не будем собирать, мы их в финале так и не получим никаких доказательств. Может быть, я не прав, это нас рассудит время, я надеюсь, и клинические исследования, и наблюдательные исследования. Собственно, поэтому, если мы говорим о старте терапии клодрибином в период пандемии, наверное, это препарат один из самых оптимальных для использования. Да, конечно, есть нюансы, есть боязнь, всегда новый препарат, пациенты, да, новые, как это все будет воспринято, особенно если у вас нет опыта. Но я думаю, что надо включать свою практику и пользоваться. Почему это хорошо? Потому что у нас пероральный прием, потенциально в домашних условиях, достаточно простой мониторинг и нет необходимости частого наблюдений. Теперь то, что касается вакцинации, я буквально еще немножко вашего времени отниму. Ну, во-первых, мы много говорили о том, что инактивированные вакцины для пациентов безопасны. Здесь есть 2 нюанса, надо понимать, и это как раз вот еще одни ножницы такие. С одной стороны, мы должны понимать, что все-таки инфекция достаточно серьезная, она может привести к летальному исходу у наших пациентов, это первое.
Вторая позиция. Мы работаем не только сегодня, но и на завтра, и на послезавтра. Вакцина не должна привести к ухудшению состояния пациента. И именно вот эти два фактора мы должны взвешивать, когда мы что-то используем. Поэтому то, что касается инактивированных вакцин, на мой взгляд, тут не обсуждается. Это многократно было подтверждено, что инактивированные вакцины безопасны в отношении рассеянного склероза. Значит, есть данные по вакцинации от сезонного гриппа, где разные препараты попали в немного разные позиции. И то, что мы, наверное, замечали, пациенты на интерферонах болеют, конечно, существенно реже, да, и, вероятно, и вакцинация у них более эффективна. Опять же, да, еще раз резюмируя вопрос по поводу обострения и вакцинации, на мой взгляд, если вы посмотрите на детское население и вакцинацию, там ребенок должен быть абсолютно стабилен, здоров, да, перед тем, как делать вакцину. То же самое здесь. Мы имеем обострение, мы имеем введение препаратов, возможно, плазмоферез. И на таких условиях вакцинация, наверное, несколько, скажем так, избыточна. То есть, наверное, все-таки это не тот повод. Но, тем не менее, есть у нас некий гандикап, после которого мы спокойно можем вакцинацию использовать. Что касается конкретно вакцинации от SARS-CoV-2, здесь понятно, что после меня будет выступать иммунолог, она скажет гораздо более правильно, на мой взгляд. Но то, что мы имеем по данным на настоящий момент, потенциально безопасными рассматриваются белковые и МРНКовые вакцины. К сожалению, у нас есть некое ограничение в России на использование этих вакцин. И вот этот слайд, который я хотел бы показать, почему, собственно, с чем связаны вопросы по поводу векторных вакцин. Я надеюсь, что это все только данные исследования, которые мы имеем, но не реальная клиническая практика. Обратите внимание, две вакцины, которые очень похожи на нашу, это вакцина Johnson & Johnson и вакцина AstraZeneca. Я обращу ваше внимание на эти позиции. Есть повышенный ответ со стороны Т-клеточный ответ дополнительно. Хорошо это или плохо, я не знаю, но если пациент у нас нестабилен, наверное, это лишнее. Если пациент в стабильном состоянии получает препарат, наверное, это возможно к использованию. Но мы помним, что это, в общем, не так все просто, как казалось на первый взгляд. И то, о чем говорил Алексей Николаевич, израильский пример, он, правда, не очень на нас масштабируется, потому что вакцина не та, но давайте посмотрим, как это выглядит. 555 пациентов с рассеянным склерозом было вакцинировано МРНКовой вакциной. Мы видим, что у пациентов, у некоторых наблюдалось ухудшение состояния непосредственно после инъекции вакцины. По мнению авторов, это связано с повышением температуры тела и в целом с вот этим иммунологическим дисбалансом в первые дни. Обострение, тут сложно сказать, потому что авторы их сравнивали с частотой предыдущие годы. Наверное, это не очень корректно, но в целом мы можем видеть, что явного роста точно нет. Поэтому явная МРНКовая вакцина не обладает эффектом. Единственный момент, который вот тут возникли вопросы, да, я надеюсь, что дальнейшие исследования нам помогут все-таки проставить все точки над «и», это эффективность вакцинации. Да, еще раз, да, эффективность вакцинации мы никогда не проверяли до вот этих вот последних лет. То есть мы делали вакцину, никто же не проверяет БЦЖ, правильно? Сделали, все, галочка стоит. То же самое и здесь. Но есть определенный сигнал, как вчера говорили, поступил сигнал, то, что для препаратов антиб-клеточных имеется некое снижение эффективности потенциального количества, титра антител после вакцинации. Хорошо это или плохо, не знаю, но такие данные у нас есть. То есть антиб-клеточная терапия несколько дает худший ответ. То, о чем говорила Наталья Валерьевна, я, с вашего позволения, свел их вот в одну такую вот графу, да, что можно отменять на время вакцинации, где есть ограничения. Мы знаем, что для кризумаба, лемтузумаба и клодрибина есть позиция. Да, либо мы должны завершить вакцинацию за 4 недели до того, как будет, собственно, использован препарат, либо у нас возникают разные сроки. Это не значит, что сроки прям обязательно 12 недель выдерживать. Вакцинировать вы можете, в принципе, и раньше. Вопрос в эффективности вакцинации. Здесь вопрос только в количественном ответе. Очень важный момент, сейчас активно обсуждается. Да, вы знаете, ВОЗ не принимает эту концепцию бустинга, дополнительного введения дозы. Но по мнению экспертов, тут, к сожалению, ссылка просто на, скажем так, постоянно обновляющийся сайт, на данный момент вероятно, что для тех препаратов, на которых мы видим более низкий ответ, возможно, будет требоваться дополнительная бустинговая доза. Опять же, это дискутабельный вопрос, но важный момент. Но тут еще есть одна интересная история. Вот смотрите, что тут. Да? Значит, МРНК-вакцина в качестве бустинга не очень рекомендована. Ну и есть сейчас данные о том, что и векторная вакцина в качестве бустинга тоже не всегда оправдана. Вопрос, а что же тогда использовать, не знаю что.
То есть это, опять же, дискутабельный момент. Ну и важный момент, бустер должен быть введен не ранее, чем через 28 дней после последнего введения вакцины. То есть не как через полгода мы сейчас говорим о здоровых, а более короткий промежуток, именно для того, чтобы повысить эффективность ответа. Ну и в этом отношении кладрибин, вы видите, тоже достаточно выигрывает в отношении вакцинации, потому что у нас 4 недели до и 4 недели после приема препарата. В общем, в этом есть определенный тоже нюанс и резон. Коллеги, с вашего позволения, вот так я, наверное, завершу. Важный момент диагностики, важный момент определения, что вы можете дать конкретному пациенту. Ну и то же самое касается и вакцинации. Все-таки это индивидуальный вопрос, нельзя всех под одну гребенку. Это, в общем, наверное, правильно. Мы, собственно, для этого и собираемся с вами, обсуждаем эти вопросы. Коллеги, спасибо большое за внимание. Дмитрий Сергеевич, большое вам спасибо. Вопрос один. Дмитрий Сергеевич, у вас вот в вашей клинике с Николаем Николаевичем были случаи тяжелых инфузионных реакций, анафилактических реакций при введении моноклональных антител? Или Бог миловал? Были, но не тяжелые, не жизнеугрожающие. Ну да, были, конечно, и на акрилизумаб, и на лемтузумаб, да. А на натализумаб? У вас просто на слайде натализумаб было написано, ничего не требует дополнительных вниманий. На самом деле вот у нас и в 11, и в 24, и в других центрах были тяжелейшие анафилактические реакции с потерей давления, с реанимационными мероприятиями, поэтому все моноклональные антитела лучше вводить в условиях дневного стационара, где есть противоанафилактическая укладка. Вот как-то у вас... Алексей Николаевич, там не совсем, видимо, корректно у меня указано на слайде. Имеется в виду, что не требуется специальное для каждого предварительное введение там антигистаминных прием и гормонов введения. Да? Но в случае, если это индивидуальная история, да, конечно. У нас был случай, например, гемолитической анемии острой на натализумабе, на первое введение очень серьезно. Даже не анафилактического спектра расстройства. Но, понимаете, это идиосинкразия, тут сложно предположить. Отпускать пациента даже на какое-то время, который находится особенно на натализумабе, каждый месяц они капают, причем аллергические реакции могут развиться в любой момент, не только на первые реакции, но инфузионная реакция бывает, да, хотя конечно, реже, чем на первом введении, но может быть и впоследствии. То есть про это надо обязательно помнить. Еще вопросы есть? Да, Наталья. Спасибо большое за возможность. Я бы хотела дать комментарий, но попрошу президиум и Дмитрия Сергеевича либо поддержать меня, либо опровергнуть относительно вакцинации, бустерной дозы. Смотрите, у нас на сегодняшний день, ну так, по крайней мере, иммунологи говорят, что количественное определение антител, но пока не ясно, насколько это коррелирует с эффективностью вакцинации. Да? То есть сегодня вакцина, ее эффективность оценивается по способности выработки антител, ну и там Т-клеточного ответа. И на этом основании вакцины регистрируются, публикуются. Но реальная эффективность вакцины – это способность ее предотвратить, ну, по крайней мере, тяжелые формы. Да? Вот в этом плане, конечно, пока мы не можем говорить в полной мере, насколько эффективны вакцины, и потому, наверное, бустерные дозы – это тоже вопрос еще долго будет обсуждаться. Поэтому, собственно, я и показал, что это обсуждается. Спасибо, да. То есть эффективность вакцины… дополнить, что на самом деле нигде в мире количество антител, которые образуются после вакцины, не меряют. И вот наши коллеги, вы видели, которые сегодня выступали, они начинают тонко улыбаться, когда я рассказываю, что у нас пытаются оценить ответ на вакцину по уровню специфических иммуноглобулинов. Дело в том, что этот ответ, что это тут только качественный анализ, они есть или их нет. Титр не значит ничего. Более того, активно участвует клеточный иммунитет в борьбе с коронавирусом, который мы не меряем никак. Поэтому, еще раз говорю, здесь есть особенности. Что касается бустера, это и 3-го, 4-го введения. Я думаю, что вот эта вот пропаганда 3-х введений, как наш мэр выступал и говорил, я себе ввел 3-й раз. При том, что у нас 70% населения не вакцинированы 2 раза,
то молодежь реагирует на вот эти все повторные введения крайне негативно. Это получается антиреклама вакцинации. Сколько? 3 раза, 4 раза надо делать, а может быть 10 раз надо делать. Поэтому давайте все-таки договоримся, что касается наших пациентов, молодых лиц, что они должны пройти нормальную двухэтапную вакцинацию. Все, что касается, скажем так, последующих, третьих и последующих, это очень правильно сказал Дмитрий Сергеевич, очень индивидуально. Ребят, ну действительно, если во всем мире, в большинстве стран уровень вакцинируемых превышает 80%, а мы никак до 30% не дотянем, о чем тут можно говорить? Спасибо. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Спасибо вам большое за прекрасный доклад. Следующий доклад особенности планирования семьи у пациентов с РС. Выбор терапии. Слово предоставляется доктору медного Попову Екатерине Валерьевне. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Уже вчера достаточно активно вопросы беременности обсуждались, и есть разные точки зрения. И очень подробно была изложена вся концепция нашими зарубежными коллегами. Но давайте мы немножечко тоже резюмируем все-таки. Действительно, рассеянный склероз встречается чаще среди женщин, чем среди мужчин, и поэтому, наверное, вот эта вот проблема деторождения, она очень актуальна для наших пациенток, потому что это плюс еще и такой самый активный репродуктивный период, когда дебютирует заболевание. Основные опасения у пациенток с рассеянным склерозом, которые связаны непосредственно с беременностью, это, во-первых, как будет протекать заболевание в течение беременности, да, насколько это может повлиять на здоровье плода, течение заболевания после родов, потому что бытует точка зрения, что беременность отягощает течение заболевания. Это еще устаревшая точка зрения. Конечно же, многих наших пациенток интересует, возможно ли сохранить грудное вскармливание и как быстро нужно восстанавливать терапию Питерс после родоразрешения. Также вот касаемо непосредственно, будет ли болеть ребенок, если, например, мама болеет рассеянным склерозом. Ну, уже на сегодняшнем времени есть данные, которые говорят о том, что если в семье встречается один случай, да, это риск намного меньше, чем нежели если в семье уже встречается, до этого было несколько случаев эпизодов рассеянного склероза. Наиболее часто все-таки, да, мы видим, если, например, это близнецы, двойни, да, более чаще все-таки больше вероятность, что второй из пары тоже может заболеть. Поэтому мы всегда своим говорим пациентам, что риски того, что если болеет, например, мама, что это передастся ребенку, они незначительны. И этого момента не нужно, да, бояться. Количество обострений во время беременности, мы с вами знаем, что беременность, как вчера тоже уже упоминалось об этом, имеет такой некий иммуносупрессивный эффект. Мне очень понравилось, как наши коллеги из Моники сравнили его с действием некоторых Питерс, таким иммуносупрессивный эффект, действительно, это правильно. Но после того, как происходит родоразрешение, гормональный фон перестраивается, и к 3-му месяцу после родоразрешения у нас чаще всего идет восстановление активности такой, которая была до наступления беременности, но бывают случаи, когда мы можем увидеть действительно очень гипер такую реакцию. И тут мы с вами должны всегда для себя в голове держать, все-таки эта пациентка до наступления беременности была с умеренной активностью или с высокой активностью заболевания. И от этого наша тактика, она будет, в большинстве случаев очень сильно зависит. Наше с вами решение, на какой препарат и как быстро мы должны будем ее восстанавливать. Были проведены ретроспективные исследования по долгосрочному влиянию беременности на течение заболевания. Было отмечено, что женщины, которые не отказывались от рождения детей, действительно, у них заболевание протекает более благоприятно, и то время, когда естественное течение заболевания переходит в прогрессирующую форму, оно намного больше времени проходит, чем у пациенток, которые отказываются от деторождения. То есть они быстрее переходят в прогрессирующие формы рассеянного склероза. Это тоже говорит о том, что, в принципе, нашим пациенткам надо рекомендовать все-таки, да, не отказываться от беременности.
Риски обострения после родов, ну мы уже обговорили, это то, что действительно в первые 3 месяца за счет гормональной перестройки идет перестройка организма на небеременное такое состояние и возврат активности, которая была до наступления беременности. Какие у нас могут быть с вами маркеры того, что у нас действительно может случиться обострение сразу достаточно быстро после родоразрешения? Ну, во-первых, частота обострения до наступления беременности. И мы с вами знаем, мы тоже проводили, Алексей Николаевич, такую работу, если помните, когда мы отметили, что пациентки, которые были стабильны на Питерс до наступления беременности, у них риски существенно снижаются наступление обострения после родоразрешения. Если пациентка обладала более высоким баллом по шкале ДСС до наступления беременности, у нее тоже риски более высокие того, что может случиться обострение. Ну, Питерс перед зачатием, да, мы говорим о том, что снижают риски. И очень важный аспект, то, что нужно проговорить с каждой пациенткой, что мы не имеем права порой действительно отсрочить возобновление терапии Питерс после родоразрешения. Пациенткам надо объяснять, для чего это нужно. Для того, чтобы сохранить здоровье мамы, чтобы она могла участвовать активно в воспитании своего малыша. Если все-таки во время беременности у нас случается обострение, конечно же, мы с этим обострением достаточно спокойно справляемся при помощи гормональной пульстерапии. Метилпреднизолоном он более предпочтителен и без вреда для здоровья мамы и малыша. Если встает вопрос, например, о проведении МРТ, ну вот здесь, понимаете, если у нас пациентка уже с вами с диагнозом рассеянный склероз и случается обострение, моя точка зрения, что проводить МРТ нецелесообразно. Мы знаем, что есть диагноз, мы знаем, что какие клинические характеристики должны быть для того, чтобы мы диагностировали обострение. Другой вопрос, когда бывают такие случаи, когда дебют происходит во время беременности, да, и здесь мы понимаем, что мы можем сделать МРТ без вреда маме и малышу, соответственно, плода. Но иногда встает вопрос о проведении контрастирования. И здесь чаще всего то, что мы отказываемся от проведения контрастирования, потому что могут быть своеобразные риски. И рекомендуем, конечно, проведение МРТ с контрастированием уже после родоразрешения. А в период беременного такого состояния непосредственно, если нам необходимо, мы верифицировали, что да, действительно есть вовлечение центральной нервной системы, мы обычно не ставим диагноз рассеянный склероз, мы ставим демиелизирующее заболевание и все-таки проводим гормональную пульстерапию. Ну, это непосредственная тактика, которой мы придерживаемся. В отношении часто вопросы действительно пациенток поступают, тем более они обычно к нам накануне родоразрешения приходят для того, чтобы мы дали свои рекомендации анестезиологам, акушерам-гинекологам, как родоразрешать, какое обезболивание применять. Были проведены исследования, которые говорят о том, что наши пациентки могут совершенно спокойно, самостоятельно рожать, ну, за исключением некоторых «но», это индивидуальные, когда мы видим какую-то такую ярко выраженную спинальную симптоматику, мы можем просто опасаться слабости родовой деятельности. И в отношении обезболивания, в принципе, обезболивание, оно зависит от пути родоразрешения самостоятельно или все-таки кесарево сечение. Это первый момент. И второй момент, никаких противопоказаний к обезболиванию в период родов, к анестезиологическому пособию у наших пациенток нет. Мы должны об этом тоже активно и им рассказывать, и говорить акушерам, гинекологам и анестезиологам. Грудное вскармливание – очень дискутабельный вопрос, потому что практически все препараты мы не можем применять в период грудного вскармливания. И здесь стоит такой вопрос, что мы должны с вами как можно быстрее восстанавливать терапию, а пациентка может быть настроена на грудное вскармливание. И вот Дмитрий Сергеевич очень хорошо акцентировал внимание на том, что действительно все-таки современная медицина, она достигла такого уровня, что сейчас действительно достаточно большое количество детского питания, которые могут полноценно заменить материнское молоко. А мы можем совершенно спокойно вовремя восстановить терапию, и, соответственно, у пациентки не будет обострений. С каждой пациенткой нужно проводить работу. Хотя бывает такое течение достаточно спокойное, доброкачественное, когда мы можем позволить, например, при умеренной активности, можем позволить длительное грудное вскармливание. И как показали, например, опыт наших зарубежных коллег, именно при умеренной активности заболевания не возникает при правильном кормлении, непосредственно не возникает обострений. То есть такая своеобразная тоже профилактика обострений. Но опять-таки каждый случай индивидуальный, и мы все больше и больше с вами все-таки наблюдаем сейчас высокоактивное течение рассеянного склероза. Вот здесь все-таки мы должны придерживаться, наверное, такой точки зрения, что как можно быстрее нужно восстанавливать терапию.
Ну, здесь представлены некоторые особенности препаратов, изменяющих течение растительного склероза, на которые необходимо обратить внимание. Во-первых, механизмы действия, как действуют непосредственно, способ применения, насколько препарат способен проникать через плацентарный барьер, не способен. Почему это важно? Потому что некоторые препараты нам необходимо с вами отменять заблаговременно до наступления беременности, то есть проходить некий такой отмывочный период. А есть препараты, которые можно отменять по факту наступления беременности, а есть препараты, которые можно не отменять во время беременности. Поэтому если у нас с вами на приеме молодая девочка, которая планирует беременность, ну не только молодая, слушайте, ну в любом возрасте репродуктивно может планировать беременность, да. Да, поэтому если у нас с вами наша пациентка планирует беременность, мы должны все-таки учитывать этот аспект и понимать, какую мы терапию ей назначаем. Да? И если мы назначаем, например, препарат, который можно применять во время беременности, замечательно. Но бывают случаи, когда мы не имеем такой возможности из-за того, что ей, пациентке, необходим другой препарат. Все-таки, наверное, имеет смысл делать акцент на препараты, которые дают нам некие терапевтические окна, когда может наступить беременность. И, наверное, имеет смысл исключить из нашего с вами такого списка для назначения препараты, которые требуют отмывки. Потому что есть препараты, которые могут вызвать ребаунд-эффект и реактивацию заболевания вот в период отмывочный, и мы получим с вами жесточайшее обострение, и там уже никакой беременности мы думать не будем. Ну вот рекомендации по применению Питерс первой линии, и стоит обратить внимание, что во время беременности, согласно инструкции к препарату, мы можем применять на сегодняшний момент времени два препарата. Это высокодозный интерфероны и глутирамир-ацетат. То есть остальные препараты первой линии мы применять с вами во время беременности не можем. Диметилфумарат мы должны с вами отменять по факту наступления беременности, можем отменять. Что касается терфлинамида, здесь очень все серьезно. Мы должны заблаговременно отменять, проводить процедуру ускоренной элиминации или ждать 3,5 месяца, не меньше. Но бывают случаи, мы знаем, описаны, когда препарат вымывался там, и 12 месяцев, и больше. Поэтому, наверное, терфлинамид – это не препарат выбора для женщины, которая может планировать беременность. Ну, вот здесь представлены непосредственно разные регистры беременности, на основании чего все-таки была внесена в инструкцию изменения по интерферонам, что возможно применять во время беременности. Это германский, скандинавский, глобальная база данных безопасности препаратов самой компании Мерк непосредственно и европейский регистр в случае беременности при применении высокодозных интерферонов. Ну, вот они все показали, что в принципе данный препарат он не повышает риск спонтанных абортов. Использование данного препарата до или во время беременности не повышает риск врожденных пороков развития, и нет доказательных данных о серьезных неблагоприятных исходах беременности у женщин, которые во время беременности принимали высокодозные интерфероны. В итоге мы можем сейчас сказать, что высокодозный интерферон во время беременности, если, например, мы продолжаем прием данного препарата, он никоим образом не влияет значимо на ростомассовые показатели новорожденных. И детишки такие ничем не отличаются, хотя вот Фарид Ахад вчера очень активно задавал вопрос в отношении катамнеза, как долго. Но я думаю, что еще пока не настало время об этом говорить, но нужно собирать информацию, я согласна. Не повышен риск невынашивания беременности, врожденных пороков, преждевременных родов и преждевременного прерывания беременности. В отличие от большинства Питерс, которые мы сейчас с вами имеем, это единственный препарат, который мы можем продолжить принимать во время лактации. Небольшое количество препарата проникает в грудное молоко, но полностью расщепляется ферментами слюнных желез младенца. Поэтому, наверное, все-таки высокодозные интерфероны для умеренной активности непосредственно, если мы применяем, мы можем рекомендовать нашим пациенткам, которые планируют беременность, с учетом того, что можно продолжать и во время беременности, и в период лактации. Здесь представлены рекомендации по применению Питерс второй линии. И обратите внимание, у нас с вами есть препарат, который мы можем применять во время беременности до определенного срока с последующим, например, рестартом или уже переводом в другую терапию. Это терапия моноклональным антителом натализумаб. Есть препарат, который мы должны с вами отменять не меньше, чем за 2-3 месяца до наступления беременности, но мы можем получить с вами ребаунд-эффект. Это препарат финголимод. Что касается препарата акрилизумаб, беременность может наступать не раньше, чем через 6 месяцев после проведения последней инфузии, но там уже следующую инфузию надо делать.
Препарат алентузумаб, замечательный препарат, который дает нам терапевтическое окно не раньше, чем через 4 месяца после проведения завершающей, точнее последней инфузии завершающего цикла. То есть пациентка у нас практически 2 года, да, она лечится, потом она может приступить к планированию беременности. Но препарат отягощен тем, что достаточно большие сложности сейчас, тем более в период пандемии, введение, это соблюдение эпидемиологических режимов, да, многие опасаются. И препарат кладрибин, который тоже нам дает определенное некое терапевтическое окно, когда мы можем приступить к планированию беременности через 6 месяцев после приема последней таблетки. В принципе, да, и вот то, что Дмитрий Сергеевич говорил о том, что хоть там Zoom, хоть какое видео, да, контролируйте, принял эту таблетку или нет. То есть препарат для терапии дома. Это очень удобно для наших пациентов. Препараты, эффективность которых сохраняется после прекращения приема. То есть есть препараты, которые мы должны постоянно с вами принимать, да, вводить в организм, чтобы был эффект. А вот как раз-таки препараты для иммунной реконституции – это те препараты, которые длительный период сохраняют вот это последействие. И как раз-таки они позволяют добиться того, что у нас есть вот эти терапевтические окна. Не только для беременности, для вакцинации тоже. Да, у нас достаточно все это очень благоприятно. Ну и планирование беременности, то, о чем мы говорили, например, препарат кладрибин, то есть первые 2 курса с интервалом 4 недели по 5 дней, через год следующий 3-й, 4-й курс по 5 дней с интервалом в 4 недели, и после приема последней таблетки мы отсчитываем 6 месяцев, и наша с вами пациентка может приступать к планированию беременностей. На этом я заканчиваю. Вот хотелось бы еще показать завершающий такой слайд. Диагноз РС у женщин не должен являться поводом для воздержания от беременностей по многим факторам. Спасибо большое, Екатерина Валерьевна. Вопросы давайте, Стелла Анатольевна. Там звучит фраза, что если польза превышает риски. Вот новые сейчас я не помню, но там звучала эта фраза всегда. Вот в новой я не помню, да, но фраза звучит так, что если польза превышает риски, да. В контексте беременности моя тактика продолжить во время беременности, ну, смотря сколько она получает его. Она получает больше 2 лет, и индекс высокий. До 1,5 назначаем, а у беременной женщины индекс выше 1,5. Но здесь нужно обсуждать, может быть, следующий вариант. Все-таки вести ее на расширенном интервале дозирования до 30-й недели беременности, да, когда мы отменяем натализумаб, и, соответственно, после родоразрешения вот этот будет как раз отмывочный период до родоразрешения, и переводить ее на другой питер. Составлять все-таки, так как натализумаб высокоактивное течение, дать ничего другого и подготовить, получается, мы с вами не успели. Если у пациентки беременной развивается ПМЛ, потому что если мы посмотрим рекомендации у пациентки, индекс выше 1,5, а мы не имеем права назначать, если индекс выше 1,5, она беременная. Она уже прошло 2 года после того, как она получает терапию. И если у ребенка рожденного будут какие-то проблемы, и мы встречаемся с прокуратурой. Поэтому я говорю, это надо обсуждать, каждый конкретный случай. Здесь вот единой точки зрения быть не может по определению, понимаете? С другой стороны, мы с вами отменим, она пойдет в тяжелейшее обострение. Нет, здесь у нас тоже есть тактика назначить ежемесячно метилпреднизолон, конечно, и будет меньше вред, если у пациентки разовьется, например, прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия. Что после 30-й недели, Стелла Анатольевна, идет нормальное функционирование надпочечников самого плода. Если мы даем метилпреднизолон, даже для сохранения беременности метилпреднизолон используется, его назначают беременной до 30-й недели. После 30-й недели его не назначают. Подождите, вы сами себе противоречите. Если у пациентки после 30-й недели возникает обострение, мы легко, и в ваших слайдах было указано, мы купируем обострение, назначая гормональные препараты. Смотрите, значит, по опыту непосредственно нашего пренатального центра, если в зависимости от того, на каком сроке развивается, если мы сейчас говорим после 30-й недели, если это срок ближе уже непосредственно к родоразрешению, мы сначала родоразрешаем, потом пульсуем. Стелла Анатольевна, давайте эту дискуссию позже. У меня один вопрос, который интересует всех.
Вот то, что вы говорили про возможность продолжения препарата во время беременности и кормления, касается данные, полученные оригинальных препаратов, рибифа и капоксона. Экстраполируются ли они на биоаналоги? Согласно законодательству, наверное, да. Согласно этическим нормам, наверное, нет. А в инструкциях российских препаратов не указано? Не указано. Поэтому, например, моя точка зрения, что мы с вами не имеем возможности назначить оригинальный препарат, но есть один препарат, который мы можем назначить, пегилированный. Пегилированный, пожалуйста. Да, Алексей Дмитрий Николаевич, Ильич, да, поскольку была такая интересная у меня опыт ознакомления с российскими инструкциями месяц назад, я могу вам сказать, что читайте их внимательно, потому что не все йогурты одинаково полезны. Так получилось, что для некоторых препаратов действительно полностью транслитерирована из оригинальной инструкции, а для некоторых нет. И причем, ну вот если так, да, переходить на личности, да, например, у оксаглутиран написан четкий запрет. Ну, оксаглутиран мы уже не используем. Это понятно. Забыли про формальная эту жуткую формальная смесь. инструкция есть, она до сих пор, регистрационное удостоверение есть. То есть у нас есть четкая разница между генериком и оригинальным препаратом. Поэтому каждый раз, коллеги, смотрим на конкретную инструкцию тому препарату, Да, который вот получается. не забывайте, что все-таки эти данные получены для оригинальных. Это все да, но у нас есть инструкция, которая Есть нас инструкция. защищает, либо не защищает. Смотрите ее. Да. Спасибо большое. Быстро все перебегаем во второй зал. Там как раз по вакцинации невролог и инфекционист обсуждают вопросы ведения во время глобальной пандемии. Пожалуйста, в бизнес-зал. Клетки, вернее, будучи внесена в состав клетки благодаря определенным липосомам, которые для этого используются, она встраивается в рибосому клетки, и рибосома начинает продуцировать S-антиген. S-антиген выходит из клетки, которая его продуцировала, и запускает иммунный ответ. При этом формируется как клеточный, так и гуморальный иммунный ответ специфический. Вакцины сделаны не вчера, потому что очень часто в отношении ковидных вакцин мы слышим «на коленке сделанные». На самом деле МРНКовая технология, как вы видите, очень давно используется в онкологии, используется она и использовалась в попытке сделать вакцины против других инфекций.
Технология очень перспективная, позволяет сделать вакцину против сразу большого количества инфекций, включая энное количество МРНК от разных возбудителей. Если говорить о вакцине Pfizer, то эффективность ее при клинических исследованиях была показана как 100% в отношении тяжелых случаев и госпитализации. На сегодняшний день известны случаи летальных исходов, описаны, посчитаны в Соединенных Штатах, они примерно 0,2% у полностью привитых. И это, как правило, люди, имеющие факторы риска, то есть это или очень пожилые люди, или люди с фоновыми заболеваниями. Если говорить о Модерне, то в клинических исследованиях она показала чуть меньшую эффективность, хотя на сегодня доказано, что и уровень антител, и длительность сохранения антител при двукратном введении у Модерны выше. Поэтому, например, если Pfizer четко говорит о необходимости 3-й дозы вакцины для людей с факторами риска, то Модерна на сегодня высказывает 2 предположения. Или это использование половинной дозы, или вообще, возможно, более отсроченный период введения 3-й дозы. На сегодня ни CDC, ни ОСИП, которые решают эту проблему, они еще пока к единому мнению не пришли. Что касается эффективности в отношении вариантов, то она несколько ниже, чем в отношении варианта альфа, и для дельта примерно на 10%. Тем не менее считается, что все-таки в целом эффективность присутствует, но в связи с вот такой вариабельностью этой эффективности опять-таки обсуждается необходимость 3-й дозы. И проведены модельные исследования, которые показывают, как быстро в течение полугода будет снижаться иммунитет в зависимости от исходного уровня эффективности вакцины. Здесь, естественно, используется разная эффективность изначальная, посмотрите, от 50, что характерно для Синовака, Синофарма, это убитые вакцины китайские, прелицензированные ВОЗ, и практически до 95% для МРНКовых вакцин. В целом для Дельта на сегодня CDC считает, что все-таки это высокоэффективная вакцина. Ну, это вот из Morbidity, Mortality, Week Report. Точно так же, как необходимость иммунизации на сегодня американцы четко совершенно определяют для детей в связи с тем, что выросла заболеваемость детей, госпитализация детей. К сожалению, появилось большее число системного воспаления, ну, это называется педиатрический мультисистемный воспалительный синдром. Это близкий к Кавасаки, но не совсем. Там разные клинические варианты существуют. По поводу длительности иммунитета и необходимости 3-й дозы дискутируют все, весь мир. И на сегодняшний день считается, что двухдозовое введение дает нам возможность защиты в течение 6 месяцев, а дальше это уже вопрос. Ну и вот вы видите тоже исследования, которые подчеркивают то же самое, как происходит снижение в зависимости от использования различных вакцин. Прорывные инфекции, как я уже сказала, в Америке зарегистрированы. Это в основном люди старшего возраста, как я уже сказала, и люди с хронической патологией. Что дает бустерная доза? Исследования буквально вот недавнего совершенно времени опубликованные. Она дает не только увеличение уровня антительной защиты клеточной, но и формирование, как назвали авторы, гибких антител. То есть антител, имеющих несколько активных центров, способных поэтому связываться с антигенами вариабельными, то есть с мутантами, и усиливающие поэтому защиту от различных мутантов, которые на сегодняшний день присутствуют. Политика стран самая разная. Почему ВОЗ против дополнительной дозы? Я слышала это в предшествующих докладах. ВОЗ считает, что пока мы не привили весь мир, то жалко расходовать вакцину на 3-ю дозу в тех странах, где и так вроде неплохо прививаются. Ну, я думаю, что для людей групп риска, например, пожилых и людей с факторами риска, это, наверное, такое очень своеобразное оправдание, потому что мы не очень привыкли считать, что нужно сначала защитить всех вокруг. Что касается Соединенных Штатов, на сегодня CDC вывесила уже свою позицию в отношении бустерных доз. Вы видите, это те группы, которым 3-я доза будет вводиться с конца сентября месяца. И это пациенты с иммуносупрессией, то, что касается непосредственно ваших пациентов, ну а также люди старшего возраста и медики, которые находятся в угрожающей, естественно, позиции. Эффективность 3-й дозы по данным Израиля, но это популяционные данные, практически в 10 раз выше эффект, чем после 2 введений вакцины. Что касается побочных эффектов МРНКовых вакцин, они достаточно реактогенные, они дают довольно большой процент, почти 2/3 людей дают местные реакции, половина дают общие реакции. Реакции на 2-ю дозу выше, чем на 1-ю. И
даже обсуждался вопрос, а может быть давать дополнительный выходной день людям после второй прививки. Что сразу насторожило в МРНКовых вакцинах, это высокая частота анафилактических реакций, анафилаксии, поскольку традиционно для вакцин считается, что шоки развиваются 1 на миллион доз. Ну, как вы видите, для Pfizer на сегодня это где-то в среднем для МРНКовых вакцин 5, но для Pfizer это выше. Надо сказать, что еще одну неприятность зарегистрировали в связи с МРНКовыми вакцинами, это миокардиты. Миокардиты у молодых людей, мужчин чаще. Развиваются они в первый месяц, в основном в первую неделю, и судя по тому, как они протекают и как они развиваются, это аллергического генеза. Вторая группа вакцин – это вот традиционно убитые вакцины, зарегистрированы, ну вернее нет регистрации на сегодня. Вакцины против ковид ВОЗ прелицензирует, то есть дает им временную регистрацию. Зарегистрированы китайские вакцины Синовак, Синофарм, у них эффективность порядка 60%. Но, тем не менее, вакцины очень дешевые, поэтому большая часть мира, экономически не высоко развитые страны, они используют эти вакцины очень активно. Ну и наша вакцина Ковивак, в отношении которой данные на сегодняшний день не опубликованы у людей по эффективности, ну, я думаю, что они не меньше, чем для Синовака и Синофарма. И эта вакцина формирует преимущественно гуморальный иммунный ответ, так же, как и все убитые вакцины. Да, потому что при введении убитых вакцин мы видим преимущественно антительный ответ. И клеточный ответ специфический, если формируется, то очень незначительный. И третья группа вакцин, которые прелицензированы ВОЗ, это векторные вирусные вакцины на основе аденовирусов, потому что при введении в организм размножаться не может. И несет она ДНК S-антигена. При включении вот этого вектора в клетку, естественно, тоже происходит продукция S-антигена, он выходит вне клетки и формируется тоже специфический клеточный гуморальный ответ. С этой точки зрения воздействие МРНКовых вакцин на формирование специфического иммунного ответа и векторных абсолютно идентично. Различие может заключаться, естественно, в том, что мы используем вектор в виде вируса, хоть он и не реплицирующийся, который тоже может вызывать иммунный ответ. И исходно, когда использовали аденовирус в качестве вектора, встал вопрос, а будет ли эффективна повторная доза, поскольку будут антитела формироваться к аденовирусу, и, соответственно, повторное введение может оказаться неэффективным. Аденовирусы как вектор используются разные. Американцы в вакцине Janssen Johnson Johnson используют аденовирус 26 человеческий, так же, как и первая доза нашей вакцины «Спутник». Вакцина однократного введения, это очень выгодно, и вакцина хранится при нормальной температуре, что тоже очень удобно, потому что и МРНКовые вакцины, и наша вакцина «Спутник» требует минусовой температуры, это, следственно, очень удорожает проведение иммунизации за счет всяких термооборудований и так далее. Эффективность однократной дозы показана практически до 90 и выше процентов для госпитализации тяжелых форм, что для аденовирусных вакцин вообще, в том числе для вакцины Johnson Johnson известно, что они могут вызывать тоже некие побочные эффекты. Что касается реакций, они очень похожи, это тоже общие реакции, местные реакции, и как на все неживые вакцины, это все возникает в первые 3 суток, к 4-му дню все проходит. То, что было выявлено сначала для вакцины AstraZeneca, потом подтверждено и для вакцины Johnson, это развитие вакцин-индуцированных тромбоцитопенических тромбоцитопатий. Частота этих состояний, механизм которых до настоящего времени непонятен, но у людей, которые это развивают, находят антитела к 4-му фактору свертывания, так же, как и в генезе побочных эффектов на низкомолекулярные гепарины. И частота в целом в популяции, я покажу потом эту ссылку, она невелика, она где-то около 4 на миллион доз вакцины. Ну вот ММВР опубликовала данные VAERS, данные CDC и VAERS. Для молодых женщин преимущественно это осложнение характерно, после 50 лет не встречается, и у мужчин практически не встречается. Ну, частоту здесь вы видите.
И вакцина AstraZeneca тоже аденовирусная, на аденовирусе шимпанзе. Выбор для шимпанзе в надежде на то, что у человека нет антител к этому вирусу. Вакцина по эффективности очень близка, где-то тоже порядка 85-90% в отношении тяжелых форм заболевания. Еще раз хочу сказать, что эффективность вакцины может оцениваться по-разному. Да? По уровню антител – это иммунологическая эффективность, и эпидемиологическая или клиническая по предупреждению заболевания, по предупреждению выделения вируса у привитых. Обратите внимание, что для AstraZeneca опубликованы эти данные, я думаю, они такие же для других аденовирусных вакцин. Практически на 60% снижается риск выделения вируса у привитого. То есть, когда он заражается, а заразиться привитой может, то выделение меньше, чем у непривитых. Ну и в отношении AstraZeneca тоже проведено масса исследований по перекрестному иммунитету, по сути дела. Вот, показано, что очень близко для альфа и дельта перекрестный иммунитет. Изучена возможность гетерологического бустера. Вот я слышала тоже на предыдущем докладе, насколько эффективно, а можно ли другую вакцину. Да, такие клинические исследования сейчас идут. МРНК, потом аденовирусная, сначала аденовирусная, потом МРНК. Показано, что это и эффективно, и в принципе несколько снижает количество общих реакций вакцинальных у привитых. Исследования проводились в Италии, исследования сейчас проводятся в целом ряде других стран. В России проводятся исследования по сочетанию AstraZeneca и спутника. Поэтому гетерологический бустер возможен, он эффективен. К сожалению, несколько выше, чем в популяции. Ну и еще опубликованные данные о синдроме Гиены-Барре. Это сейчас изучается, насколько он чаще встречается. Что касается нашей вакцины отечественной, она сделана на основе 2 аденовирусов, как вы знаете, 26 и 5. Вакцина, в отношении которой есть публикации в Ланцете. Вот это перевод из статьи, опубликованной в Ланцете, по результативности первой, второй фазы и третьей фазы показана и эффективность в плане предупреждения заболевания, и реактогенность, и в том числе то, что и были летальные исходы, которые не были ассоциированы с введенной вакциной. Ну и вы знаете, что есть методические рекомендации на сегодня по применению вакцины ГАМ-ковид-ВАК. Пожалуй, это самая изученная из наших 3 отечественных вакцин. И много очень говорится о вспомогательных веществах. Но вот фирма решила вычеркнуть эти слайды, видимо, очень много. Я проверила все те дополнительные вещества, которые входят в вакцину. Полисорбат 80, в отношении которого гудит интернет, вещество, которое получают на основе оливкового масла. Значит, там есть еще 2 вещества. Одно используется для детоксикации, когда есть отравление тяжелыми металлами, а другое вместо натрия бикарбоната при ацидозах. Поэтому все дополнительные вещества, в общем, об этом не стоит говорить. Ну и в зарубежных вакцинах дополнительные компоненты, вот в Johnson & Johnson тот же полисорбат 80 на основе оливкового масла получаемый. Что касается противопоказаний, вы все их знаете. На сегодняшний день постоянным являются только поствакцинальные осложнения или реакция на предшествующее введение вакцины. Ну а все остальное это временное, потому что не было проведено исследований. И если сейчас проводится клин-исследование до иммунизации детей младше, детей с 12 до 18 лет, то как только они будут закончены, будут опубликованы, будет проведена регистрация нашей вакцины для этих пациентов. Беременным вакцинация разрешена при наличии у них факторов риска, о которых, в общем-то, уже говорилось. Ну и частота нежелательных явлений для спутника опубликована на сегодняшний день другими странами. Это и Сан-Марино, это и Аргентина. Здесь вы видите различия в разных возрастных группах, пожалуйста. Ну, все эти публикации есть в интернете, в свободном доступе, вы можете посмотреть. Ничего другого по сравнению с тем, что есть в публикации в Ланцете или то, что известно про аденовирусные вакцины, вообще нет. Ну и последние это субъединичные, где взяты отдельные эпитопы. Прилицензирован почти до конца новый ВАКС Всемирной организации здравоохранения. Эффективность его несколько ниже, чем для аденовирусных и МРНКовых вакцин. Ну и наша Пивак Корона, в отношении которой есть одна единственная публикация
где написана эффективность по уровню антител у 48 людей, которые были привиты на первой фазе. Других никаких данных по ИПИВАХу нет. Ну и еще есть момент в отношении эффективности иммунизации ранее переболевших. Считается, что это хорошо. Однократное введение существенно увеличивает, существенно увеличивает уровень иммунитета и значительно даже более высокий, чем у людей двукратно привитых. Ну а что касается специфической эффективности у пациентов с рассеянным склерозом, передаю слово. Да, спасибо большое. Вы уже видели этот слайд неоднократно, что были выработаны, в принципе, международные рекомендации по вакцинации пациентов с рассеянным склерозом от COVID-19, именно с учетом того, получают ли они какой-либо из иммуномодулирующих препаратов, либо планируется к старту эта терапия. И вы знаете, что, соответственно, были опубликованы те рекомендуемые сроки, которые, в принципе, мы сейчас стараемся с вами соблюдать. В конечном итоге, как я уже неоднократно говорила, во всем мире началась активная вакцинация больных с рассеянным склерозом, и сегодня доступно несколько разных публикаций, которые охватывают когортные исследования. Одна из таких работ, это проведена Анна Тахерон в Израиле. Израиль очень активно включился в вакцинацию именно больных с рассеянным склерозом, у них очень высокая, в принципе, доля пациентов вакцинированных, они использовали как раз пфайзеровскую вакцину. И на что они в первую очередь решили обратить внимание? Это то, что беспокоит пациентов. Есть ли риск развития обострения после вакцинации и, собственно, как переносится сама вакцинация пациентами с рассеянным склерозом. Ну, вы видите, что вот в первой части таблицы представлены, собственно, демографические данные на этих пациентов, которые получили и первую, и вторую дозу, и по которым им удалось собрать сведения. Вы видите, что это были абсолютно разные пациенты, что в плане возраста, что в основном как раз диапазон возрастной, да, более 60%. Это были пациенты в возрасте до 55 лет, но тем не менее и 30% составили пациенты старше 55 лет. Абсолютно разные были пациенты по уровню инвалидизации по шкале ДСС, и пациенты получали терапию иммуномодулирующую различную и наблюдались с разным типом течения. Собственно, что получили? Получили, что, во-первых, обращаю внимание на нижнюю часть вот этой таблицы, это обострение, да? То есть у них на первой дозе только у 2% пациентов наблюдалось обострение рассеянного склероза после проведенной введения первой дозы, и у менее чем 2% пациентов после введения второй дозы. Средний период после проведения вакцинации, то есть вот дозы до развития обострения, составил примерно 15-16 дней. А вот сами побочные эффекты, нежелательные явления, которые наблюдались на фоне проведенной вакцинации, они в целом ничем не отличались от тех самых опубликованных, о которых говорила Сусанна Михайловна. Следующая работа была опубликована на итальянской когорте пациентов. Вы видите, что итальянцы включили в исследование 324 пациента с рассеянным склерозом, которые тоже получили вакцинацию пфайзеровской вакциной. У 28 из 324 пациентов была выявлена инфекция коронавирусная, подтвержденная методом ПЦР. И вы видите, что практически все пациенты, то есть 99%, получили 2 дозы вакцины со средним интервалом, как и положено, 21 день. Здесь тоже коллеги в первую очередь поставили задачу посмотреть, не ассоциируется ли вакцинация с риском развития обострений. И они подчеркнули, что до проведения вакцинации за 2 месяца до у пациентов только наблюдалось, вот у всей этой большой массы пациентов 6 было зарегистрированных обострений. И, соответственно, после проведения вакцинации у 7, соответственно, пациентов наблюдались обострения, после чего они сделали вывод, что, соответственно, статистических различий после проведенной вакцинации и до вакцинального периода не было. Средний интервал между первой дозой вакцины и развитием обострения уже здесь был несколько большим, 44 дня. Дальше, собственно, еще одна опубликованная работа, тоже по итальянской когорте, которая для себя поставила задачу анализировать именно гуморальный ответ на проведенную вакцинацию. Они в это исследование, правда, пока включили достаточно большое количество пациентов, 780 пациентов. Вы видите, что основная масса этих пациентов получала иммуномодулирующую терапию. Тоже вакцинация проводилась вакциной, собственно, МРНК, это пфайзеровской вакцины, и часть пациентов получила вакцинацию модерной. Они измеряли, соответственно, измеряли уровни антител к коронавирусу. Проводилось это измерение за неделю до вакцинации и через 4 недели после. Ну, собственно, коллеги получили вот такие данные.
Специально выделили они, собственно, группу пациентов, которая была без иммуномодулирующей терапии, 87 пациентов, для того, чтобы подчеркнуть, что все те препараты, которые находятся по уровню выработки гуморального ответа по сравнению с пациентами без иммуномодулирующей терапии на таком же уровне, что эти препараты, соответственно, не влияют на способность пациента выработать ответ на проведенную вакцинацию. И лишь те пациенты, которые, как и уже и ранее звучало, получали препараты именно анти-CD20 или пациенты, которые находятся на терапии фенголимодом, у них, соответственно, степень выработки ответа была ниже. Еще одно в этом году опубликованное исследование, оно касается когорты пациентов в Великобритании. Здесь вы видите, что в исследование были включены данные 473 пациентов с рассеянным склерозом, которые наблюдались в 5 медицинских центрах Великобритании. Они провели сначала предварительно анкетирование своих пациентов на предмет, болели или не болели они коронавирусной инфекцией, соответственно, вакцинировали или не вакцинированы эти пациенты, и дальше тоже провели исследование уровня гуморального иммунитета у этих пациентов. Вы знаете, что в Великобритании используются две вакцины, Pfizer и Oxford AstraZeneca одобрены, ну и, соответственно, и вот плюс несколько пациентов получили Johnson & Johnson вакцину, поэтому у всех этих пациентов тоже анализировалась возможность на фоне иммуномодулирующей терапии выработать иммунный ответ. Что получили наши коллеги в Великобритании? Они тоже продемонстрировали, что пациенты на фоне терапии фенголимодом или на фоне терапии анти-CD20 препаратами, ну, у них наблюдается самый низкий, скажем так, уровень ответа на проведенную вакцинацию. И вот поэтому сейчас в Великобритании они даже приняли решение, я вот читала одну из последних публикаций, приняли решение, что всем тем пациентам, которые именно на анти-CD20 терапии, вообще сейчас не проводить по графику положенную инфузию, провести бустерную дозу и только после этого, собственно, провести инфузию укролизумаба. Соответственно, она будет отсрочена по отношению к тому графику, который должен был быть у этих пациентов. Есть работы, которые тоже касаются непосредственно анализа способности пациентов на натализумабе выработать иммунный ответ. Вы видите, что здесь пациентов, в принципе, в этом исследовании было немного. Пациенты были вакцинированы тоже файзеровской вакциной, и тоже у них исследовался уровень гуморального ответа именно к спайк-протеину. Поэтому тоже было показано, в принципе, что эти пациенты в состоянии хорошо вырабатывать ответ на фоне терапии натализумабом. И различий между уровнями иммуноглобулинов G у тех пациентов, которые получали рассеянный склероз, а их сравнивали со здоровым контролем, соответственно, не было. И очень важно, что те пациенты, которые получали натализумаб в расширенном интервале дозирования, тоже позволяли выработать абсолютно такой же уровень гуморального ответа, как и пациенты на стандартном интервале дозирования. Еще есть одна работа, которая была посвящена оценке именно выработки гуморального ответа на вакцинацию пациентов, которые получают как раз именно фенголимод, укролизумаб или клодрибин. И, в принципе, было показано, что на фоне клодрибина хорошо формировался тоже гуморальный ответ, а вот пациенты, опять-таки, на фенголимоде и укролизумабе значительно в меньшей степени давали возможность, эти препараты давали возможность выработать гуморальный ответ. Ну и сейчас я хотела спросить, соответственно, Сусанну Михайловну, вы уже частично коснулись вопроса, как проводится оценка эффективности вакцинации, ну и вот как относиться к тем данным, которые, соответственно, представлены нашими западными коллегами. Вообще хорошо надо относиться, чушь плохо относиться-то. Но вообще надо сказать, что есть традиционная оценка иммунного ответа при вакцинации в виде выработки антител, но при этом для рутинных инфекций мы все знаем, какой уровень антител является защитным. Да, и при каком уровне антител люди точно не заболеют и сколько он будет сохраняться. Ну, есть некие исключения, но, например, в отношении менингококковых вакцин и пневмококковых вакцин это уровень антител, он тоже такой условный. Да, считается, что вот условно при таком уровне антител человек защищен, потому что стопроцентных доказательств, в общем, нет. И в отношении коронавирусной инфекции мы тоже не знаем, какой уровень антител является защитным и как долго он будет сохраняться. Но вы видели, что уже через 6 месяцев после вакцинации идет снижение, и при инфекции описано, начиная с месяца после инфекции и до 9 месяцев, у кого как, тоже происходит снижение уровня антител. В связи с тем, что мы не знаем вот этих вещей, Всемирная организация здравоохранения, в частности, это Европейское бюро, опубликовала такой документ, который говорит о том, что наличие антител – это лишь свидетельство того, что человек или болел, или был привит, ну, в зависимости от того, какие антитела определяем. При этом все-таки на сегодня мир решил определить
некий стандарт, чтобы все тест-системы, которые существуют, можно было сравнивать. И ввел понятие такое БАО единицы измерения антител. Точно так же, как существует система пересчета в эти БАО, и вот здесь вы видите еще документ наш уже российский, который отсылает нас к международному стандарту и дает коэффициенты в приложении к этому документу, коэффициенты пересчета. Вот то, что вы видите, там защитные, незащитные, это таким образом опубликовали в интернете, я поэтому привожу, это фирмы, которые производят оценку антител. Общий подход следующий. Вне зависимости от того, какой у вас уровень антител, иммунизацию делать нужно. То есть прививки нужно сделать. И сделать как первичный комплекс, так и в нашей стране это принято для всех людей, да, в тех странах, о которых мы уже упоминали, для групп риска, в частности в Соединенных Штатах, сделать ревакцинацию. То есть несмотря на то, что есть защитные титры антител. Ну и я хочу сказать, что то, что вы слышали, да, это достаточно стереотипный эффект иммунизации у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию. Помимо группы людей с рассеянным склерозом, есть огромная группа людей с системными заболеваниями, которые тоже получают моноклональные препараты. Есть онкологические пациенты после трансплантации, которые получают массивную иммуносупрессивную терапию. И для них проведены точно такие же исследования. Показано и снижение недостаточности, скажем, по сравнению с популяцией иммунитета после второго введения, и необходимость введения третьей дозы в связи с этим. Ну и очень много обсуждается вопрос с клеточным иммунитетом. У нас на сегодняшний день нет тест-систем, которые бы позволяли определять клеточный иммунитет популяции, да, к конкретному какому-то возбудителю. То, что известно, что формируется клеточный иммунитет, это на основании тоже таких косвенных моментов. У привитых определяли активацию Т-клеток путем оценки продукции гамма-интерферона под воздействием, соответственно, химерных каких-то антигенов. И таким образом сказали, поэтому существует специфический клеточный иммунитет. Никаких других у нас мер измерения его нет. Поэтому все равно мы косвенно ориентируемся с вами на то, что человек сформировал антитела, и чем, так сказать, выше этот уровень, тем больше у нас надежда на длительность защиты. Ну и в качестве, скажем так, рекомендаций, я думаю, как раз вы их, наверное, озвучите как специалист. Ну, все страны, те, которые уже достигли и 60% уровня привитости населения и выше, говорят о необходимости соблюдения дополнительных мер. Да, это маски, это мытье рук и так далее. Проведены большие очень и математические исследования, и популяционные исследования, которые свидетельствуют о том, что ношение масок на 30% снижает риск развития заболеваний. Особенно это касается людей, находящихся indoor, то есть внутри помещения. Если мы не можем с вами соблюдать 2 метра, если мы с вами не имеем постоянного проветривания, то не нося маски, мы, соответственно, увеличиваем риск инфицирования привитых в том числе, которые будут разносить эту инфекцию в дальнейшем в свои семьи, где есть непривитые люди. Ну и там, где мы не можем прививать детей, пожалуйста, эта картинка, это во всех странах сейчас практически западного полушария, дети до 12 лет, которые не могут получить вакцину Pfizer, обязательное ношение масок на протяжении всего дня пребывания в детских учреждениях. Ну и в заключение по поводу того, что нужен ли или не нужен нам высокий охват вакцинации, при том, что мы понимаем, что вакцина не стопроцентно эффективна. Да? Нет стопроцентно эффективных вакцин. Но чем больше количество людей привито, тем больше все-таки шансов на то, что они защищены, снижается риск передачи инфекции, будет снижаться риск развития, еще раз повторюсь, мутантов. И поэтому это говорит о важности и необходимости иммунизации. Спасибо. Спасибо огромное, Сусанна Михайловна. Коллеги, если есть у кого-то вопросы, то, пожалуйста, у нас еще есть пару минут для того, чтобы вы их смогли задать. Я думаю, что Сусанна Михайловна вам постарается на них ответить. Пожалуйста, при ревакцинации лучше использовать ту же вакцину, которая была вакцинация, или новую? Нет. На сегодняшний день в наших методических рекомендациях Министерства здравоохранения написано, что поскольку нет собственных исследований по гидрологическому бустеру, лучше использовать ту же самую. Если ее нет, то использовать ту, какая есть. Ну, на самом деле у нас в основном есть спутник и спутник Лайт. Что касается зарубежных исследований, то я уже говорила, что проводятся исследования по гетерологическому бустеру. Это основано
на том, что повторное частое введение аденовирусных может привести к их неэффективности за счет формирования антител к аденовирусу. Но на сегодняшний день и AstraZeneca, и Johnson провели дополнительные исследования по бустеру их собственных вакцин, показали, что это эффективно. Поэтому в Великобритании AstraZeneca применяется для бустерного введения группам риска. Johnson & Johnson пока СИП не принял это решение, но тем не менее оно рассматривается о повторном введении Джонсона. Больше нет вопросов, коллеги? И так уж, наверное, Ну, тогда еще раз, Сусанна Михайловна, спасибо огромное за очень информативную презентацию. Спасибо. Надеюсь, что... Коллеги, я предлагаю продолжить наше непрерывное заседание. Они у нас одно в одно перетекают прямо. Значит, я, к сожалению, остался один. Игорь Дмитриевич доехать не смог. Андрей Михайлович пошел докладывать. И, тем не менее, время уже, так сказать, адекватное настало. И мы начинаем симпозиум, название которого звучит как нейродегенерация, начало или последствия аутоиммунного воспаления. И предполагалось, что у нас выступит Ханс Питер Хартунг, вот, но, к сожалению, один раз он смог выступить онлайн, а второй, значит, там связь оборвалась. Ну, какие-то технические моменты, вот, и вместо выступления Ханс Питера Хартунга мы предлагаем выступить Владимиру Роговскому с докладом «Микробиом при рассеянном склерозе». Просим, Владимир. Надо нажать на кнопку. А я привык, что он не работает. Да. Здравствуйте. Разрешите представить вашему вниманию доклад «Кишечная микробиота и рассеянный склероз. Роль уролитина А». Итак, в настоящее время мы по праву можем считать микробиоту самым крупным органом. Причем не только самым крупным органом, но еще и конкретно самым крупным иммунным органом. До 80% иммунной системы у нас локализована в области кишечника. Соответственно, в развитии Т и Б клеток стимулируется различными резидентными микроорганизмами кишечника. Как именно кишечная микробиота связана с иммунитетом?
Ну, во-первых, это базовая стимуляция иммунитета, и во-вторых, это тонкая настройка, регуляция иммуновоспаления. Что касается базовой стимуляции, например, в предельном варианте, если мы имеем дело с безмикробными животными, у них, например, не развивается экспериментальный аутоиммунный энцефаломиелит. А если их потом реколонизировать после индукции, то он разовьется. То есть, условно говоря, нет микробиоты, нет иммунитета. Как кишечная микробиота вообще может что-то регулировать? Два основных механизма. Во-первых, это антигенная стимуляция. То есть микробиота — это огромный пул антигенов, которые находятся в непосредственной близости от наибольшего скопления иммунных клеток в организме. И, во-вторых, это продукция биологически активных веществ. То есть своего рода микробиота — это фабрика по выпуску нужных соединений организму. А если бы у нас было одно слово, чтобы ответить на вопрос, что делает микробиота для иммунитета, мы бы сказали, это толерантность. Мы можем в настоящее время предполагать, что иммунологическая толерантность — это универсальный процесс, связанный с воспалением. И более того, это активный процесс. Так же, как, например, элиминация, уничтожение антигена. Процессы неотвечаемости на антиген — это тоже активные процессы. И практически на каждом уровне иммунной системы существует звено противоположность. Например, то есть одно звено у нас обеспечивает элиминацию антигена, а второе звено обеспечивает его сохранение. И то есть, когда мы говорим об иммунитете, у нас выполняют две важнейшие функции. Как известно, первая — это распознавание чужого, а вторая, не менее важная, это ответ на вопрос, этот чужой, он опасный или не опасный. Вот для этого нужна толерантность. Например, если у нас есть М1, М2 макрофаги, М1 провоспалительные, М2 соответствующим противовоспалительные, они могут друг друга переходить. Клетки TH17 провоспалительные, да, усиливают нейровоспаление при рассеянном склерозе, но могут переходить в Т-регуляторные клетки, которые уже будут его подавлять. Там также дендритные клетки. Есть просто дендритные клетки, есть дендритные клетки регуляторные, толерогенные, которые тоже подавляют воспаление. Как микробиота может это воспаление подавлять и опосредовать толерантность? Самый такой простой ответ — это она сама генерирует воспаление низкой интенсивности. То есть хроническое воспаление низкой интенсивности, оно часто ассоциировано с иммуносупрессией. Это если, например, мы говорим об опухолях, либо если же мы говорим о норме, то с иммунотолерантностью. Потому что там, где у нас есть постоянная продукция каких-то медиаторов воспаления, по механизму отрицательной обратной связи происходит и продукция противовоспалительных медиаторов. И если мы имеем постоянное низкое воспаление, мы имеем толерантность. И микробиота, она ответственна в норме за вот это постоянное низкое воспаление. Да, то есть микробиота его генерирует, воспаление низкой интенсивности, и на выходе мы имеем толерантность. Соответственно, этот процесс довольно тонкий. Если он нарушен, то широкий простор для воспалительных заболеваний. Кишечная микробиота регулирует иммунный ответ на уровне всего организма, да, то есть не только на уровне кишечника. Она вовлечена в продукцию провоспалительных цитокинов, интерлейкина 6, ИЛ-23, клеток TH17, но также она вовлечена в экспансию Т-регуляторных клеток. Какие есть механизмы у микробиоты? То есть как именно она уже на таком молекулярном уровне воздействует на иммунитет? Во-первых, механизмы, с помощью которых она контролирует воспаление. Бактерии участвуют в синтезе короткоцепочечных жирных кислот, например, бутирата, которые могут индуцировать Т-регуляторные клетки, а также вызывать М2 поляризацию микрофагов. Как это происходит? На иммунных клетках есть специальные рецепторы AHR, то есть рецепторы ароматических углеводородов. И эти рецепторы детектируют факторы внешней среды, в особенности вот эти метаболиты бактерий, и вызывают иммунную супрессию или тонкую постройку иммунной регуляции в сторону противовоспалительного эффекта. Также, например, полисахарид А. Вот он опосредованно ТОЛ-рецепторами второго типа увеличивает пролиферацию Т-лимфоцитов, которые продуцируют интерлейкин-10, то есть противовоспалительный цитокин. Также у микробиоты есть оружие, да, целый арсенал, чтобы воспаление, наоборот, усиливать. Вообще локальное воспаление, оно способствует росту микробиоты, потому что такие факторы воспалительные, иммуно-нейрорегуляторные факторы, как, например, серотонин или гистамин, они являются факторами аутокринными для микробиоты. То есть она их сама синтезирует, и они нужны ей, чтобы увеличивать ее рост. И также она вызывает синтез, например, серотонина, дофамина, гистамина окружающими клетками. То есть, опять же,
Для организма это тоже имеет свою пользу, что локальное вот это хроническое воспаление, оно опосредует иммунную толерантность. Таким образом, кишечник своего рода школа для иммунных клеток, а микробиота — учителя. Например, иммунные клетки, мобилизованные из кишечника, они способны подавлять воспаление у животных с экспериментальным аутоиммунным энцефаломиелитом. Какие у нас есть данные по рассеянному склерозу? С одной стороны, у нас есть главный вопрос. Изменение кишечной микробиоты при рассеянном склерозе – это причина или следствие? Строго говоря, ответ мы не знаем. Но что мы знаем? Что при рассеянном склерозе, как и при других аутоиммунных заболеваниях, снижается уровень бактерий, продуцирующих бутират. Также у нас есть целый ряд противоречивых относительно данных по конкретным бактериям, которые какие-то исследования говорят, что одни увеличатся, какие-то другие. Но еще один такой краеугольный камень, помимо снижения бактерий, продуцирующих бутират, это снижение общего разнообразия микробиоты при рассеянном склерозе. Например, согласно нашей недавней работе, при первично прогрессирующем рассеянном склерозе вероятного снижения разнообразия микробиоты. Также, например, согласно нашим данным, то есть мы переходим к тому, что мы сами получили, существует ответ микробиоты на терапию Питерс, например, на интерферон бета. Причем он, интересно, гендер-специфичный. Вот он был зафиксирован только у женщин, обнаружено снижение содержания определенных бактерий фирмикутов филума. Но на самом деле стоит сказать, что есть исследования, которые вне зависимости от пола фиксировали увеличение данных бактерий. Но вот у женщин обнаружено снижение. Причем именно на уровне кластридий, среди которых есть кластридии, продуцирующие бутират, важные для воспаления, для регуляции воспаления. Таким образом, с одной стороны, однозначности по конкретным бактериям пока нет. То есть нельзя какую-то назвать хорошей, какую-то плохую, тем более говорить о каком-то возбудителе. Но вот эти все предыдущие результаты, они получены были с помощью 16S-типирования фекальной микробиоты. Тут есть тонкий нюанс, что, строго говоря, мы не знаем. Мы не можем сказать, что фекальная микробиота это именно та, которая есть чуть выше и которая важна для вот этой оси кишечник-мозг. Есть и другие пути исследования микробиоты. Например, это анализ маркеров микробиоты. Что это значит? Бактерии продуцируют определенные жирные кислоты, уникальные для бактерий. То есть, например, наш организм их не продуцирует. И это специфичная продукция. То есть можно поставить в соответствие определенный маркер, определенную жирную кислоту и определенную бактерию. И если мы проведем хроматографию с масс-спектрометрической детекцией, мы можем с достаточной степенью чувствительности в различных биологических жидкостях эти маркеры посмотреть. Что мы сделали в одном нашем исследовании недавнем? Мы посмотрели маркеры микробиоты в цереброспинальной жидкости. Что мы увидели? Достоверное увеличение целого ряда маркеров микробиоты по сравнению с контрольной группой. То есть это те пациенты, у которых не подтвердился диагноз. Какую-то одну группу, ассоциированную с рассеянным склерозом, опять же, мы не нашли. То есть можно говорить о возможном полимикробной инфекции, что, в принципе, подтверждает различные предыдущие данные. Например, в недавнем исследовании 2018 года было показано наличие грибковой инфекции и бактериальной в ткани ЦНС пациентов с рассеянным склерозом. При этом у контрольной группы не было обнаружено подобных структур. Вообще, когда мы говорим о микробиоте, о ее влиянии на нейровоспаление, всегда есть один важнейший фактор, о котором не всегда говорят. Это питание. То есть что будет производить микробиота, какие биологически активные факторы, зависит от того, что она будет есть. Что является пищей для бактерий. Например, вот эти неперевариваемые углеводы, которые содержатся, например, в различной растительной пище. То, что мы называем пищевые волокна. Именно из них, например, синтезируется бутират. И у нас получается такой эффект, что эффект питания на различные заболевания аутоиммунные, он зависит от индивидуального состава микробиоты. Вот чуть-чуть с параллельного не аутоиммунного заболевания, но мы можем привести пример недавнего исследования в Корее, там, где они смотрели эффект горького шоколада, они там его любят, на показатели настроения. Вот они получилось, что 85% какао влияет, а 75% какао не влияет. То есть у них было такое серьезное исследование. И они показали, что это ассоциировано с увеличением разнообразия микробиоты. То есть там, где оно влияет на показатели настроения по определенной шкале, есть параллельное увеличение разнообразия микробиоты. Таким образом,
что мы пока скажем, что питание не только влияет на микроциркуляцию, это мы знаем, там насыщенные жиры и тому подобное, но еще и на микробиоту. Таким образом, также и на воспаление. И в итоге способен моделировать иммунологическую толерантность. Среди факторов питания при рассеянном склерозе, те, которые относятся к микробиоте, это, как мы уже сказали, различные пищевые волокна, то, что является пищей для бактерий, и из которых они делают вот эти самые биологически активные соединения, такие как бутират. А также полифенолы. Вот наша последняя часть будет про такой полифенол уролитин А. Полифенол — это соединение с различными фенольными группами, у них есть несколько в составе, и для них почти всех характерно противовоспалительный эффект. Например, они блокируют циклооксигеназу, снижают транскрипцию фактора НФКПБ, да, то есть противовоспалительный эффект. Но есть одно но у полифенолов. Как правило, они плохо всасываются. Вот какие примеры полифенолов? Там кверцетин в красной вине содержится, да, поэтому сухое красное считается полезным. Там ряд полифенолов в оливковом масле существует. Там в зеленом чае пигалокатехингалат. Они все, безусловно, полезны. Инвитро очень много данных по противовоспалительной активности, есть данные инвиво, но проблема в том, что низкая биодоступность. То есть мы не знаем, насколько вот данные инвиво, они коррелируют именно с клиникой. Вроде как коррелируют, но большие, хорошие исследования, они в этой области довольно редки. И здесь мы переходим к роли уролитина А. Вот уролитин А — это метаболит элаговой кислоты элагитонинов. Элагитонины — это такие полифенолы, которые находятся в растительных продуктах, и особенно их много в гранатах. Как и остальные полифенолы, они обладают низкой биодоступностью. Кишечный микробиот их метаболизирует и превращает вот этот элагитонин, сначала он превращается в элаговую кислоту, а потом в уролитины. Из них уролитин А самый активный. И что важно, что биодоступность уролитина А существенно выше, чем у элаговой кислоты. Ну, то есть выше на самом деле на много порядков. И это все еще полифенол. Вот мы видим ее химическую структуру. Как и у всех полифенолов, у них есть повышенная электронная плотность. И они способны формировать различные, как правило, водородные связи с различными мишенями. То есть это те вещества, которые не могут сильно влиять на какой-то рецептор. То есть бессмысленно ожидать какой-нибудь активности, как у антитела или у каких-нибудь агонистов, антагонистов рецепторов. Но они могут модулировать много мишеней различных. Например, на пути передачи сигнальной транслукции в звене воспалительном. И таким образом при долговременном приеме могут оказывать противовоспалительный эффект. Так вот, уролитин А синтезируется в зависимости от типа кишечной микробиоты. То есть он может у кого-то в зависимости от индивидуального состава микробиота продуцироваться, а у кого-то не продуцироваться. Опять же, получается, люди едят один и тот же условно полезный фрукт, но эффект будет разный в зависимости от состава микробиоты. Какие есть исследования? Вот на данном этапе у нас есть исследование эффектов уролитина А при экспериментальном аутоиммунном энцефаломиелите. Пероральный прием — это важно, пероральный, то есть это мы говорим о том, что у препарата есть хорошая биодоступность, да, у вещества. Он подавлял прогрессирование экспериментального аутоиммунного энцефаломиелита у мышей. При этом, если мы смотрим на уровни иммунной системы, у нас снижалось количество воспалительных клеток в ЦНС, TH17, а уровень интерлейкин-10 повышался. В то время как, интересно, на периферии иммунный ответ был затронут незначительно. Каков механизм? Авторы считают, что это прямое действие на вот этот самый рецептор AHR, то есть рецептор ароматических углеводородов, который как бы фиксирует факторы окружающей среды и подстраивает работу иммунной системы. То есть какой у нас, условно, будет макрофаг? М1 провоспалительный или М2 противовоспалительный? Там какая будет клетка? TH17, которая будет усиливать нейровоспаление? Или она станет регуляторной клеткой, которая будет, наоборот, его подавлять? Какие есть клинические эффекты? Исследований пока мало. Есть одно исследование, недавно законченное, по общей безопасности у пожилых пациентов. Оно показало, да, очень хороший профиль безопасности. Это неудивительно, как у большинства полифенолов. И, например, можно привести исследование, закончившееся недавно, опубликованное в этом году, по клиническому эффекту препарата на основе растительных компонентов граната. То есть у них было масло гранатовых косточек и была определенная наноформа этого масла гранатовых косточек. То есть наноформа, как правило, это значит липосомальная форма для увеличения биодоступности. И они показали улучшение когнитивной функции пациентов с рассеянным склерозом. То есть, опять же, возможно, в это вносит вклад уролитин А. Это вопрос дальнейших исследований. Механизмы, еще раз, уролитина А
суммируем. Во-первых, это модуляция вот этих самых рецепторов ароматических углеводородов, в ходе чего, например, иммунные клетки вырабатывают меньше интерлейкина-6, да, который важен для нейровоспаления. И во-вторых, это модуляция фосфорилирования. То есть у него есть та особенность химической структуры, которая позволяет ему снижать фосфорилирование, например, на таком сигнальном пути, как там, фосфоэтилмазидол-3 киназа, протеин киназа Б, НФ-КПБ. То есть в процессе этого общий иммуновоспалительный ответ снижается. И все это на фоне высокой биодоступности. Заключение. Итак, подведем итоги. Баланс воспалительных медиаторов стен кишечника требуется как для сохранения иммунологической толерантности в ЖКТ, так и для толерантности в центральной нервной системе. Существенную роль в этом балансе играет именно микробиота. Один из факторов действия микробиота – это метаболизм, соединение, которое имеет изначально низкую биодоступность, в соединение, которое обладает и высокой биодоступностью, и иммунотропным эффектом. Соответственно, перспективы новых исследований, которые сейчас проводятся различные, чтобы выявить именно вот такой треугольник, трехстороннюю связь. С одной стороны микробиота, с другой стороны определенное питание, факторы диеты, и с третьей стороны клиническая симптоматика при рассеянном склерозе. Вот, спасибо за внимание. Спасибо, Владимир. Коллеги, вопросы какие-то есть срочные? Да, Ольга Олеговна? Скажите, пожалуйста, очень интересный доклад, спасибо. Как вы контролировали элементарные факторы не у мужчин, а у людей, больных рассеянным склерозом? Спасибо. Да, у людей мы пока еще, конкретно мы еще пока не контролировали. У нас, кстати, есть. Так, а какого исследования уже нету? А есть довольно много исследований по диете при рассеянном склерозе. Например, там исследование условной палеодиеты, там, где, допустим, у них много белков и много растительной пищи. Соответственно, были действительно там две группы пациентов, она придерживалась одной диеты, другой, и были эффекты именно на клиническое течение рассеянного склероза. У нас была вот на конгрессе прошлом, который был Российский конгресс неврологов, именно по этому доклад еще в 2019 году. И, в принципе, таких диет довольно много. Они проводились еще с 60-х годов. Там, как это часто бывает, сначала результаты были очень оптимистичные. То есть вроде они выявили, что растительное питание, там, безмясное питание, без насыщенных жиров вообще почти вылечивает. Потом выяснилось, что вроде не так, не совсем так. Но, в общем, исследований много таких. Спасибо большое. У меня два коротких вопроса, если время останется. Первый вопрос касаемо нейротрансмиттеров. Значит, среди вот указанных нейротрансмиттерных систем, вовлеченных в регуляцию кишечной микробиоты, серотонин является наиболее изученным. Вот в связи с этим есть какие-то данные на сегодняшний день касаемо развития депрессивных расстройств и изменения кишечной микробиоты? Вот в этом направлении есть какие-то работы? Достаточно их или это только начинают изучать? Да, по депрессии есть работы, есть клинические исследования, они, как всегда, не настолько говорящие, как инвиво. Есть исследования, например, инвиво, когда удавалось у безмикробных мышей индуцировать депрессию и трансплантация микробиоты от пациентов с депрессией. Понятно, все, принципиальный момент ясен, то есть связь есть. И второй вопрос, короткий тоже, вот касаемо рутина А. Концентрации, которые используются в экспериментах инвитро, они сопоставимы с теми, которые мы можем определить инвиво? Ну, да, очевидный тоже вопрос. Вот по урулитину А это большое его преимущество, потому что, например, он достигает 10-20 микромоль в плазме крови, и такие концентрации, они работают инвитро. Например, у полифенола там эпигалокатехингалата концентрации в организме, там, условно говоря, 1 наномоль, а люди используют в 1000 раз больше, чтобы чего-то достичь. То есть, да. Есть ли еще вопросы какие-то? Значит, у меня предложение какое? У нас тут еще есть доклад Ирины Николаевны по микробиоте. Мы, может быть, сейчас ее заслушаем. Вот. А потом можем некую, так что называется, 2-3 минуты краткое резюме по этим вещам. Наши результаты в продолжении предыдущего исследования. Мой доклад посвящен также роли микробиоты, но основной эффект я буду делать именно на перспективы лечения рассеянного склероза пробиотиками.
Но прежде чем говорить о том, что идет какое-то изменение состава микробиоты, с которым сейчас связывают практически любое заболевание, будь то аутоиммунное, онкологическое, аллергическое, метаболические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, нейродегенеративные заболевания, надо определить, что же такое нормальная микробиота, что она из себя представляет. Ну вот считается, что в нормальных физиологических условиях в кишечнике существует баланс микроорганизмов, которые обладают провоспалительными и противовоспалительными свойствами. И 90% всего микробиома составляют два филума, это бактероиды и фермикуты. В меньшем количестве присутствуют актинобактерии, протеобактерии, вирукомикробы и тонерикуты. И, собственно, максимальная представленность на уровне рода составляют микроорганизмы, принадлежащие к этим филумам. Что же приводит к изменению кишечной микробиоты? Если мы посмотрим на данный слайд, то мы легко заметить, что это практически и генетика хозяина, и влияние иммунной системы хозяина, и регион проживания хозяина. Большое влияние оказывают диетические факторы, факторы гигиены, инфекции, стиль жизни. По сути дела, это те же самые факторы, которые относятся к средовым факторам рассеянного склероза. И поэтому микробиота кишечника сейчас рассматривается как такой фактор взаимодействия генетических факторов и факторов окружающей среды. И кроме того, микробиота обладает способностью к эпигенетической регуляции. На сегодняшний момент, ну вот на данном слайде суммирована так схематично роль микробиоты в патогенезе рассеянного склероза. То есть нарушается баланс микроорганизмов, будь то увеличение видов, которые стимулируют дифференцировку Т-хелперов 17-х, или уменьшается популяции микроорганизмов, которые стимулируют дифференцировку регуляторных клеток, повышается проницаемость кишечного барьера, или, как его называют, дырявый кишечник, то, что действительно сейчас показано у пациентов с рассеянным склерозом. Микробные компоненты и сами микробы поступают в циркуляцию, развивается системное воспаление, про которое предыдущий докладчик говорил. В результате повышается проницаемость гематоэнцефалического барьера, и иммунные клетки, и бактерии имеют возможность мигрировать в забарьерное пространство, запуская комплекс всех патологических процессов ЦНС, включая нейровоспаление, демиелинизацию и нейродегенерацию. Ну вот этот слайд уже показывала коллега на российско-греческом симпозиуме. Это исследование из Института Макса Планка, опубликованное в журнале Nature, где показана действительно вовлеченность микробиоты в запуск аутоиммунной демиелинизации, потому что у безмикробных мышей заболевание не развивалось. Позже этой группой было показано, что трансплантация фекальной микробиоты от больных пациентов с рассеянным склерозом вызывает заболевания у животных в большем количестве, и заболевание протекает в более тяжелой форме, чем трансплантация микробиоты от здоровых доноров. В настоящее время изучение изменений микробиома при рассеянном склерозе проводится в различных странах. Это и Америка, и Япония, и Китай, Голландия, Испания, Италия, в России. И вот здесь суммированы наиболее часто описываемые изменения. И я хочу обратить ваше внимание на бифидобактерии, которые увеличиваются у пациентов с рассеянным склерозом, и лактобациллы, которые уменьшаются у пациентов с рассеянным склерозом. И, кроме того, на группу протеобактерий, принадлежащих к семейству энтеробактериация, это практически родственники нашей нормальной кишечной палочки, которая также страдает у пациентов с рассеянным склерозом.
В данных исследованиях не выделялись отдельно группы нелеченных пациентов и получающих ПИТРС, и мы вот здесь среди своих исследованных пациентов выделили группу больных до года, причем часть пациентов находилась в стадии ремиссии, часть пациентов была в стадии обострения. Следующую группу мы выделили больных со средней длительностью заболевания 7 лет и ДСС меньше либо равно 3 балла, и группу длительно болеющих пациентов с длительностью от 13 до 30 лет, с длительностью, с ИДСС 3,5, от 3,5 до 8 баллов. И мы видим, что, конечно, спектр изменений различается в данной конкретной группе. И если опять-таки обратим внимание на изменение структуры самого филума актинобактерий, то мы видим, что бифидобактерии увеличиваются у пациентов в стадии обострения и увеличиваются у пациентов при длительном заболевании и с высокой тяжестью заболевания. Так. Мы также оценили состав микробиоты у пациентов на разных ПИТРС. Это и пациенты на алимтузумабе, терифлюнамиде, фенголимоде. Небольшое количество пациентов у нас было на интерфероне и на глутирамироацетатах, поэтому мы их объединили в единую группу. И мы видим, что и у больных с низкой тяжестью, и у больных с высокой тяжестью есть совершенно специфические микробные профили, которые характерны для определенных ПИТРС. И видим, что наиболее драматичные изменения в микробиоме отмечаются у пациентов на фенголимодной терапии. Таким образом, как течение заболевания, так и иммуномодулирующая терапия так и иммуномодулирующая терапия изменяют состав кишечной микробиоты, что приводит к развитию как расстройств желудочно-кишечного спектра, так и психоэмоциональным нарушениям. И мы предполагаем также, что эти изменения могут модулировать течение рассеянного склероза и влиять на терапию, проводимую, снижая ее эффективность. Но встает вопрос о том, что нужно у этих пациентов корректировать состояние дисбиоза. Традиционно для этого в гастроэнтерологии используются пробиотики. И там показано, что, изменяя состав микробиоты, можно улучшить состояние расстройств функций желудочно-кишечного тракта и улучшить психоэмоциональное состояние. Такие работы есть. Мы предполагаем, что пробиотиками можно также улучшить течение рассеянного склероза и повысить эффективность иммуномодулирующей терапии. Что же такое пробиотики? Пробиотики по определению Всемирной организации здравоохранения – это микроорганизмы, приносящие пользу хозяина при приеме в адекватных количествах. Однако, что такое адекватное количество, это не определено. Кроме того, пробиотики обычно используются либо в терапевтических целях, как лекарственные препараты, они используются как добавки в пищевые продукты, и сейчас очень модно использование биоактивных добавок. И вот эти два компонента, они, конечно, никак не контролируются, никак не регламентируются никем и не контролируются. Сегодняшняя фармкомпания представляет свыше 100 различных пробиотических препаратов, и встает вопрос, какой пробиотик нам выбрать, что использовать для коррекции дисбиоза. Если мы посмотрим на состав различных пробиотиков, здесь представлен, конечно, неполный перечень разных препаратов, то мы заметим, что
Красным цветом здесь выделены препараты, содержащие бифидобактерии, которые, напоминаю, у пациентов с рассеянным склерозом повышаются как в стадию обострения, так и при тяжелом течении. Мы протестировали ряд таких препаратов, как в моносостоянии, так и в комплексах. И вот здесь вот я вам хочу представить только один эксперимент. Из всех протестированных пробиотиков или пробиотических штаммов наибольшую эффективность оказали энтерококки. Эти данные я представляла неоднократно на разных заседаниях. У нас получен патент на их использование при рассеянном склерозе. И вот среди лактобацилл мы протестировали довольно широкую линейку этих микроорганизмов, и оказалось, что наибольшую эффективность оказывает именно лактобациллюс рhamnosus. Мы сделали двойную комбинацию из этих двух эффективных штаммов и действительно показали, что эта комбинация снижает тяжесть заболевания экспериментального аутоиммунного энцефаломиелита у крыс. Но когда мы добавили в эту смесь бифидобактерии, предиктивный эффект практически полностью ушел. При анализе микробиоты мы тоже видим, что у контрольных мышей постепенно идет нарастание бифидобактерий, при хронизации, особенно при хронизации процесса. И у животных, которые в состав пробиотика были включены бифидобактерии, у них такой же профиль на пике заболеваний у животных, как и у контрольной группы. Таким образом, вот, мы предлагаем такой алгоритм для подбора пробиотиков перед назначением пациентов. То есть первоначально нужно, конечно, определить состав микробиоты, выяснить, есть ли дисбиоз или нет. Причем мы предлагаем использовать для данной цели сертифицированную систему колонофлор производства ООО «Альфа-Лаб». Мы работаем с ними совместно. Сейчас мы расширили спектр определяемых микроорганизмов, включив туда и руминококки, и розебурию, и метанобактерии. Затем мы не отказываемся от традиционного бактериального анализа на посева кала на дисбиоз. В результате мы можем в системе инвитро подобрать к выявленным патогенам именно те пробиотики, к которым эти патогены будут чувствительными, потому что оказалось, что практически к большинству предлагаемым пробиотикам, ну, конечно, мы не все 100 смотрели, но мы смотрели там порядка 15 различных пробиотиков, и вот к большинству, особенно бифидосодержащих пробиотиков, выявлены патогены резистентны. Затем в наших исследованиях мы выявили, что пробиотики могут блокировать активность иммуномодулирующей терапии, и в частности вот энтерококки блокируют действие глутирамира ацетата, и мы стали тестировать сочетаемость этого эффективного пробиотика с другими питерсами. К счастью, ни при флинголимоде, ни при телефлюнамиде мы такого эффекта не наблюдали, что очень важно, потому что именно эти группы пациентов страдают наиболее выраженным расстройством, дисбиотическим расстройством. Ну и, конечно, после действия оценка эффективности проведенной коррекции и назначение повторного курса или даже нескольких курсов. Мы не рекомендуем пациентам применять очень длительные курсы. Все курсы у нас в течение 4 недель для того, чтобы не вызывать чрезмерной активации иммунной системы. Ну и как отдельный пункт, это, конечно, оценка эффективности проведенного дисбиоза на течение рассеянного склероза. Это то, что мы еще пока не делали. Так. Ну вот здесь вот я покажу, что действительно применение энтерококков
снижала уровень бифидобактерий, тогда как вот второй пробиотик, который мы использовали, ацепол, он обладал, наоборот, бифидогенным действием. Ламинолакт, содержащий энтерококки, увеличивал уровень бактероидов и хорошо снижал атипичную палочку, повышая уровень нормальной Escherichia coli. Кроме того, мы показали, что именно использование энтерококков обладает психомодулирующим действием. И именно в группе, получающей ламинолакт, не наблюдалось увеличение уровня депрессивности у пациентов. Так. Ну и хочу сказать о перспективах, над которыми мы планируем работать в ближайшее будущее, потому что мы считаем, что из существующих пробиотиков вот только энтерококки сейчас могут быть использованы, и то с определенными ограничениями, поэтому необходимо для данной категории разрабатывать специфические пробиотики. И вот одно из перспективных направлений – это разработка аутопробиотиков на основе выделенных микроорганизмов из состава из кишечника самих пациентов. У нас уже были предварительные исследования, и хорошо себя зарекомендовали лактокомплексы. Хочу поблагодарить большой коллектив и экспериментаторов, и клиницистов, которые работают с нами в данном направлении. Благодарю за внимание. Извините, что задержала. Спасибо, Ирина Николаевна. Вопросы есть? Да, Михаил Валерьевич. Спасибо большое. А вот у вас был интересный очень эксперимент, где оценивалась клиническая эффективность пробиотиков в отношении экспериментального течения, экспериментального аутоиммунного энцефаломиелита. Вот пробиотиками терапия проводилась уже у грызунов с воспроизведенным экспериментальным аутоиммунным энцефаломиелитом. То есть оценивали ли вы профилактический эффект пробиотиков на развитие? На самом деле, самые первые эксперименты мы вводили пробиотики до индукции заболевания. Там был хороший эффект, но смысл таких экспериментов для практики он менее значимый, чем когда мы вводим пробиотики уже не скажите. Запущен. Там нет профилактическое действие есть, оно выше, чем лечебное. Оно даже выше. То есть, лечебное. процент вот сложно сказать. То есть не воспроизводится, да, экспериментальный аутоиммунный энцефаломиелит вот при предварительном таком лечении? Показывают, что снижается тяжесть заболевания, но мы, поскольку работаем не на линейных животных, мы используем довольно большие репрезентативные группы. У нас там каждая группа не менее 30 крыс, и поэтому там эффекты хорошие. Спасибо большое. Спасибо большое за сообщение. Подскажите, пожалуйста, как вы оценивали влияние пробиотика, вот как вы говорите, неэффективности или снижение эффективности глутирамира, ацетата и других питерс на Ну, это мы тоже проверяли на модели на животных. Дело в том, что вот энтерококки, ну так нам повезло, что это был первый пробиотик, с которым мы работали. И поначалу мы, конечно, не верили в такую силу пробиотиков. И основной упор делали на усиление активности, ну, как бы именно иммуномодулирующей терапии. То есть мы хотели скорректировать дисбиоз, чтобы повысить эффективность глутирамера ацетата. Это вот наши первые работы были такие. Но оказалось, что в этой комплексной группе у нас протективный эффект ушел. У нас энтерококки оказывали такой же по силе протективный эффект, как глутирамер ацетат, а в совместной группе эффекта не было. И оказалось, мы еще смотрели там иммунологические показатели у животных, и оказалось, что в один и тот же момент времени они просто стимулируют разные популяции иммунных клеток, которые, скорее всего, антагонистически направлены. И поэтому при совместном применении эффект ушел. Такого не наблюдалось, когда мы пробиотики использовали на фоне введения финголимода и терифлюнамида, потому что это очень важно было.
Коллеги, есть ли еще вопросы? Да, какие надо назначать или какие мы можем сейчас назначать у пациентов с рассеянным склерозом? Используют бифидобактерии. Я поняла о том, что сказать, вот это. Бифидобактерии, ну вот на мой взгляд, бифидобактерии лучше не назначать, не использовать, использовать пока любые лакта, но вот лакта и энтерококки, лакта и энтерококки. Мы проверяли также вот те пробиотики, содержащие бактилис субтилис, они тоже как бы не очень хорошо. Да. Есть лак, как он? Ну, в общем, ясно. Ну, да, вот. Но из лактобацилл, вот то, что есть сейчас в линейке, предлагается производителями, там в состав входит либо лактобациллус ацидофилус большей части, но вот мы показали, что он обладает все-таки бифидогенным действием. Поэтому здесь нужно очень осторожно тоже их использовать. Вот. Ну, а все же из современных вы можете назвать нам безопасные хотя бы пробиотики? Ну, по крайней мере, использовать лакта, но не бифида. Лакта, но не бифида. Да. Все, спасибо. Так, ну давайте последний, потому что мы уже как бы немножко выходим. У меня не вопрос, а маленькое дополнение. Вот к вопросу про пробиотики. Понятно, всем интересно, как бы, что же делать практически. И вот в процессе наших консультаций с микробиологами, с которыми мы работаем, мы тоже у них спрашивали про пробиотики, там, как что, запланировать ли работу. И вот они считают, что возможно оптимальные метабиотики. Это какая штука? То есть нет оптимального пробиотика, так же как нет Питерса оптимального, правильно? Все разные, у всех индивидуальная микрофлора. А вот метабиотики, они содержат метаболиты различных бактерий, которые, как предполагается, конечно, все надо исследовать, а исследования идут, именно помогают расти той микрофлоре, которая будет более подходящей данному пациенту. Там, допустим, есть хилак форте, например, вот такие названия, то есть именно метабиотики. Тоже стоит обратить внимание, по крайней мере. Ясно. Спасибо. Ну что ж, значит, просто по времени мы немножко уже здесь чуть выпадаем, да, поэтому я просто завершу. Вот очень направление интересное. Во-первых, микробиом такая одна из топ-тем сейчас вообще на всех больших крупных конференциях, да. Во-вторых, накопился такой некий критический уровень понимания, который помогает нам встроить микробиом в патогенез рассеянного склероза. Вот. Значит, соответственно, мы, честно говоря, этой проблемой достаточно давно занимались и сейчас продолжаем потихоньку заниматься. Вот. И у нас тоже есть собственные результаты, поэтому мы очень давно назначаем пробиотики. Перед этим сорбенты назначаем пациентам, чтобы все барахло убрать из кишечника, да, так сказать, как-то немножко ситуацию стабилизировать. Вот. Потом после сорбентов пребиотики, это как раз то, о чем Владимир говорил, хилак форте и другие, вот, всякие лактусаны, там, дюфалаки и так далее. Уже потом, собственно, переходим к пробиотикам. Вот. Понятно, что это требует специальных исследований. Значит, пока, в общем-то, они нуждаются в организации, эти исследования. Вот. Но Ирине Николаевне огромное спасибо вот за то, что она продолжает и продолжает, несмотря ни на что, так сказать, исследовать и исследовать. И каждый раз дает нам какие-то новые данные в качестве пищи для размышлений. Вот. Поскольку, ну, может быть, еще будет возможность что-то еще чуть-чуть поговорим. Пока Ольге Олеговне слово, микро-РНК и их участие в патогенезе рассеянного склероза. Есть звук? Да? Уважаемые коллеги, мой доклад будет посвящен участию микро-РНК, маленькие молекулы микро-РНК, не зря называются микро, в патогенезе рассеянного склероза. Вы видите авторов, из которых вот 3 последних присутствуют на этой конференции. Так.
Пока не в ту сторону. Так, не знаю. Да, пожалуйста. Что-то... Я, наверное, глупо сделаю, не ту кнопку нажимаю. Есть подозрение, что вот на эту надо нажимать. На какую? На верхнюю? Вот нет, вот сюда пальчик поставьте, вот на эту кнопку, нижняя. Я ниже нажимала, понятно. Все, спасибо большое. Вы видите, что на сегодняшнем заседании удивительным образом один доклад перетекает в другой, и их объединяют общие слайды. Вот этот так, но я уже стала хулиганить. Слушайте, беда. На предыдущем докладе у Ирины Николаевны мы видели компоненты, которые определяют развитие рассеянного склероза, и была речь о генетических факторах и о факторах внешней среды, к которым добавлялась микробиота. И у нее уже было написано, что в развитии этого заболевания принимают участие эпигенетические механизмы. Надо сказать, что эпигенетические механизмы направлены на регуляцию генной экспрессии, мы разберем это на следующем слайде, и посредством вовлечения эпигенетических механизмов может осуществляться влияние факторов внешней среды. Это катастрофа. Значит, я сказала об экспрессии генов, о регуляции генетической экспрессии. Коротко в этой аудитории, я думаю, все это знают, но нам будет легче сегодня оперировать терминами, если мы будем говорить о том, что исследования на уровне ДНК – это генетические исследования. После этого информация, записанная в ДНК, транскрибируется или переписывается на уровень РНК. И это, если ДНК – это геном, то все РНК, которые функционируют в нашем организме, считанные из генов, это транскриптом. Мы привыкли, что ДНК переписывается в виде мРНК, кодирующей или матричной РНК, который при трансляции в рибосомах приводит к синтезу белков. Сегодня мы знаем, что на долю белок-кодирующих генов приходится всего несколько процентов генетического материала ДНК. И в огромной степени транскрипция направлена на синтез так называемых некодирующих ДНК. И эти РНК или выполняют структурную роль, что сегодня за пределами темы нашего разговора, либо же они принимают участие в регуляции. И это будет негативная посттранскрипционная регуляция в случае микро-РНК. Итак, ДНК транскрибируется в виде некодирующей микро-РНК, а она уже влияет на зрелую мРНК и подавляет считывание информации в этой мРНК в белке. Таким образом, мы имеем дело с важнейшим регуляторным механизмом. Микро-РНК, малые некодирующие, малые молекулы, они работают как одноцепочечные. Вот зрелая, у них свои гены, порядка 2500 зрелых микро-РНК присутствует в организме. И вот эту посттранскрипционную регуляцию экспрессии генов они осуществляют, связываясь с мРНК, мы про нее уже сегодня поговорили. мРНК – это мишень для микро-РНК. И это связывание приводит либо к деградации мРНК, либо к подавлению трансляции. Так или иначе, это еще один барьер на пути реализации генетической информации. Для микро-РНК характерны два важных свойства. Одно из них называется вырожденностью. Это значит, что уровень экспрессии одной микро-РНК может регулироваться, одной мРНК может регулироваться многими микро-РНК. Вот у нас одна мРНК зелененькая, и куча разных микро-РНК на нее влияет. И второе свойство – плиотропностью. Это значит, что одна микро-РНК может влиять на несколько разных мРНК-мишеней.
В результате создается очень сложная сеть, и микро-РНК действует как негативный регулятор экспрессии более 60% белок-кодирующих генов. Играют ключевую роль в регуляции пролиферации клеток, дифференцировке, регуляции иммунного ответа и воспаления. Наше исследование было направлено на выяснение роли отдельных микро-РНК в развитии рассеянного склероза. Надо сказать, что мы активно пользовались так называемым hypothesis-free approach, это, простите, что я падеж употребляю, подходом, когда мы проводили полнотранскриптомный поиск микро-РНК, ассоциированных с формированием рассеянного склероза и с активностью его течения. В ряде случаев мы прибегали к старому верному кандидатному подходу. Выбирая по функциям возможную роль микро-РНК, мы смотрели их эффект. Важно сказать, у нас была достаточно обширная коллекция, потому что это очень дорогое исследование, и наши все больные не получали иммуномодулирующих препаратов. И группы были составлены сопоставимые по полу и возрасту. Вот вам результаты полнотранскриптомного профилирования микро-РНК у больных рассеянным склерозом по сравнению со здоровыми контролями. Исследование проводилось отдельно для мужчин и отдельно для женщин. Значит, больные мужчины против здоровых мужчин, больные женщины против здоровых женщин. У мужчин мы наблюдали повышенную экспрессию аж, я прямо до смерти боюсь, что я не то нажимаю все время. Простите. Я кнопку проскакиваю. 84 микро-РНК. При этом, вот они, 84. При этом для некоторых микро-РНК была повышенная экспрессия, для некоторых повышенная. У женщин, в принципе, то же самое. Но что удивительно, что из этих микро-РНК общих было всего 2. То есть, получается, совершенно разные спектры микро-РНК вовлекаются в зависимости от пола. Как расположены эти микро-РНК на хромосомах? Вот здесь вот все хромосомки перечислены, мужчины отдельно, женщины отдельно, и точечками показано число микро-РНК в каждой хромосоме. Ну вот здесь с повышенной экспрессией одна микро-РНК у мужчин, у женщин будет другая несколько картина. Таким образом, профили дифференциально экспрессирующихся микро-РНК при рассеянном склерозе различаются в зависимости от пола, и гены распределены довольно равномерно по всем хромосомам и у мужчин, и у женщин. Но у этого процесса, боже мой, ну как вот я ухитряюсь проскакивать мимо, есть одно серьезное исключение. Это исключение 43 микро-РНК, которые повышенно экспрессируются у мужчин по сравнению с контролем на одной и той же 14-й хромосоме. У женщин ничего подобного мы не наблюдаем. Таким образом, у нас колоссальное исключение. Большинство генов микро-РНК с повышенной экспрессией, у нас их было-то всего 84, сгруппировано на хромосоме 14. Что же расположено на хромосоме 14? На этой хромосоме расположен импринтированный локус. Я по времени не очень укладываюсь, не буду вам его называть. Что такое импринтированный локус? Это локусы геномные, которые характеризуются моноаллельной экспрессией кодируемых генов. По-простому. То есть экспрессия идет либо с отцовской хромосомы, либо с материнской. Вот такое количество микро-РНК экспрессируется с одного единственного локуса. И все, что здесь покрашено синим цветом, для всего этого мы увидели повышенную экспрессию. Мы, конечно, были совершенно потрясены этим результатом. Следующая стадия. Полагается использовать более чувствительный метод. Ой, боюсь нажимать, прям не могу. Ну. И валидировали полученные результаты методом real-time PCR, более чувствительным. Посмотрите, у всех мужчин гарантированная экспрессия повышена, всех микро-РНК, которые мы использовали с высоким уровнем значимости, у женщин нет.
еще добавил поправку на множественное сравнение выдерживать, но это уже не принципиально. Вот еще десяток микро-РНК, и опять такая же история. И вот, если на все, по крайней мере, вот на первые 7 микро-РНК глянуть, так сказать, сбоку, то мы увидим такую веселенькую историю. У нас, у мужчин, мужчины у нас зелененькие, как мы уже с вами договорились, у больных уровень экспрессии вот этих всех микро-РНК повышен. А теперь посмотрим, что было у здоровых. И тут мы упали в обморок натурально, потому что оказалось, что у здоровых, у мужчин уровень экспрессии этих микро-РНК значительно меньше, чем у женщин. И это повышение связано с тем, что уровень экспрессии этих микро-РНК как бы догоняет у мужчин тот уровень, который имел место у женщин. Для всех представленных микро-РНК была выявлена значимая взаимосвязь между статусом здоровья, болезни и пол. Вот такие вот ножницы. Вот, пожалуйста, вспомним, что женщины болеют рассеянным склерозом в 2 раза чаще, им не надо преодолевать этого барьера. И они, как правило, болеют легче. А у них-то уровень экспрессии этих микро-РНК пониже, он практически не меняется. Дальше мы сейчас побыстрее все это сделаем. Мы наблюдали согласованную экспрессию. Это турнирная таблица. У мужчин отдельно, у женщин отдельно, у здоровых, у больных. То есть этот локус шпарит весь целиком. Все 44 вместе, как паровоз и вагоны. Это полнотранскриптомное профилирование у больных рассеянным склерозом в обострении по сравнению с ремиссией. В принципе, идея та же самая. У мужчин свои 40, у женщины свои 37, общих 1 микро-РНК. Но здесь никаких выдающихся локусов в природе нет. У всех равномерно распределено по 2 хромосомам. Это проверка этих результатов с помощью real-time PCR. Здесь мы гены выбирали с помощью кандидатного подхода. Здесь значения, уровни значимости были ниже, чем при статусе больной-здоровый. Поэтому мы уже решили надежным образом выбрать микро-РНК и опять такую же историю получили. Вот вам, пожалуйста, у мужчин все различия значимые, а у женщин нет. Так. Осталось что? Осталось мне вам сказать несколько слов, что на основании этого мы смогли понять. Мы стали исследовать функциональную роль микро-РНК, ассоциированных с формированием рассеянного склероза у мужчин. Мы говорим сейчас исключительно про них. Идеология такая. Я вам говорила, вырожденность и плеотропность, 2 свойства. Значит, чем больше у одной микро-РНК мишеней, тем она важнее. И вот мы выбрали микро-РНК с разным числом мишеней. И дальше посмотрели, а в какую сеть сигнальную будут складываться все эти мРНК-мишени, то есть белки задействованы в каком методе функционирования. Что же мы получили? Это имеет место активация сигналинга через рецепторные тирозин-киназы. Тут отдельные пути, мы не будем сейчас тратить время на их анализ. Аналогичные исследования в зависимости от активности рассеянного склероза. Заметьте, микро-РНК другие, но набор-то у нас колоссальный, 2500. Мы можем оттуда много чего вытрясти. Что же получилось? Оказалось, что эти сигнальные пути объединяются по типу участвующих в них рецепторных тирозин-киназ в те же 5 групп, что и при формировании рассеянного склероза. То есть, в принципе, совершенно очевидны какие-то ключевые механизмы, которые могут регулироваться с помощью микро-РНК. А выбор этих микро-РНК может быть самым разнообразным, учитывая особенные свойства этих молекул. И в результате вот мы кладем это вместе и фактически получаем идентичную картину. Микро-РНК, дифференциально экспрессирующийся при формировании рассеянного склероза и при изменении активности его течения, преимущественно вовлечены в регуляцию сигнальных путей, активируемых через рецепторные тирозин-киназы. Я не буду зачитывать вам заключение, я обо всем этом говорила, но все-таки на 5-м пункте я хочу остановить внимание. Полученные результаты могут стать отправной точкой не только для дальнейшего
изучения функционирования и роли вовлеченных микро-РНК, но они, безусловно, могут быть использованы для разработки методов лечения в будущем. Поэтому мы считаем эти результаты принципиально важными. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Галина. Действительно, очень интересные данные получены. Есть ли вопросы, коллеги? Ну, поскольку здесь больше количество клиницистов, да, так все потихоньку зависли. Вот. Значит, их надо осмыслить, эти данные, а потом применить ближе к делу в терапии. Владимировна Притеченская, Новосибирск. Здесь у нас не видим. АУ. Да? Значит, Игорь Дмитриевич Столяров. Видео. Ну, с больного с рассеянным склерозом. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, тема моего сегодняшнего выступления – мозг пациента с рассеянным склерозом. Это материал в основном подготовленный сотрудниками Института мозга человека. Мозг больного с рассеянным склерозом, его изучение очень важно для правильной диагностики и терапии больных с рассеянным склерозом. Нужно четко представлять, какие патологические процессы происходят в мозге больного с рассеянным склерозом. Прежде всего, как мы прежде и представляли, это воспалительные очаги. В последнее время значительное внимание уделяется исследованию атрофических процессов в головном мозге. Очень важно функциональные нарушения, которые происходят у больных с рассеянным склерозом. Воспалительные очаги клинически манифестируются прежде всего в виде обострения. Мы это хорошо представляем как неврологи-клиницисты. Это хорошо понятно при анализе очаговых поражений с помощью магнитно-резонансной томографии. Атрофия. Постулировано в настоящее время, что атрофия – это и есть основной материальный патологический субстрат инвалидизации. Функциональные нарушения сопровождаются компенсаторными процессами. Они очень важны для того, чтобы понимать, каким образом нам проводить адекватную реабилитацию. И все это, безусловно, центральные вопросы оценки эффективности патогенетической терапии рассеянного склероза. Прежде все процессы в головном мозге на определенном этапе сводились к процессам, в нашем понимании, сводились к процессам демиелинизации и нарушения целостности аксона. За последние годы, конечно же, эти представления, не отвергая основной постулат, претерпели очень большие изменения. В настоящее время мы говорим о том, что рассеянный склероз – это нейроиммунологическое заболевание, понимая не только то, что с одной стороны есть структуры серого, белого вещества в центральной нервной системе, прежде всего в головном мозге, с одной стороны, а с другой стороны есть периферическая центральная иммунная система. Мы хорошо представляем, что иммунологические процессы происходят в самом головном мозге. Мы представляем, что многие клетки нервной системы являются иммунокомпетентными клетками. Последнее исследование фолликулов, лимфоцитарных фолликулов, особенно подчеркивает важную роль иммунокомпетентных клеток внутри головного мозга в развитии и в прогрессировании рассеянного склероза. Какие основные вопросы иммунопатогенеза рассеянного склероза в настоящее время актуальны? Главные вопросы. Что запускает дисбаланс иммунной системы, приводящий к образованию очагов при рассеянном склерозе? Каковы эффекторные иммунные механизмы, приводящие к повреждению тканей центральной нервной системы? Каковы антигенные мишени иммунологических реакций? Конечно же, определенные компоненты в ответах на эти вопросы мы находим. Но, к сожалению, все эти вопросы пока что далеки от полного прояснения и использования. Результат – то, что новые варианты терапии возникают, и то, что мы пока что не можем излечить рассеянный склероз. Каким образом мы можем судить о состоянии иммунопатогенеза рассеянного склероза? Каким образом мы можем судить об иммунологических маркерах эффективности терапии?
Если мы говорим о нейрокомпонентах, то все относительно просто. Мы видим конкретные клинические проявления, конкретные симптомы. Мы с помощью магнитно-резонансной томографии и других нейровизуационных методик четко видим топику нарушений и ее связь с клиническими проявлениями. Если говорить о иммунологических маркерах и параметрах, то все значительно сложно. Пока что до конкретной топики иммунологических нарушений в головном мозге говорить преждевременно. Мы в основном используем и исследуем биомаркеры, отражающие иммунологические реакции. Это те биомаркеры, которые отражают нарушения в иммунной системе, биомаркеры повреждения гематоэнцефалического барьера, биомаркеры демиелинизации, биомаркеры оксидативного стресса и эксайтотоксичности. Главное, биомаркеры повреждения аксонов и нейронов. Это совсем близко к оценке эффективности терапии. Биомаркеры глюоза, биомаркеры ремиелинизации и восстановления. Некоторые из этих биомаркеров в последнее время привлекают особенный интерес. Прежде всего, это хитиназа-3 подобный протеин, это глиальный фибриллярный протеин, это понижение уровня витамина D и легкие цепи капа-фри и, конечно же, легкие цепи нейрофиламентов. Значительный потенциал нейроиммунологии в настоящее время направлен на исследование этих биомаркеров. К сожалению, ни один из них не дает в настоящее время конкретный инструмент для оценки эффективности терапии у конкретного больного и для диагностических целей. Хотя, конечно же, с ними связана наша надежда. И, конечно, очень важный момент – это создание неких гибридных подходов, соединяющих нейровизуализацию и нейроиммунологию, которые позволят в реальности увидеть динамику патологического процесса в центральной нервной системе с помощью иммуномаркеров. На этом слайде мне хотелось бы особое внимание обратить ваше на то, что иммунная система представлена, можно так сказать, в центральной нервной системе, в головном мозге. Это в виде менингиального воспаления, эктопических лимфоидных фолликулярных структур, которые связаны с более быстрым прогрессированием, корковыми очагами, воспалением в белом веществе, атрофией, аксональной гибелью. Мы с вами понимаем, что рассеянный склероз – это характерная черта рассеянного склероза. Принципиальная значимость, негативная значимость рассеянного склероза состоит именно в развитии прогрессирования. И тут лимфоидные фолликулярные структуры играют очень значительную роль. Говоря о последних достижениях в нейроиммунологии, давайте не будем отходить и сбрасывать со счетов ключевую концепцию патогенеза рассеянного склероза, ибо это прежде всего распад аксонов бляшки при рассеянном склерозе. На этом слайде видно, что прежде всего эти процессы происходят в активных бляшках, но также и в хронически активных, в неактивных и даже в нормальном белом веществе. Основное проявление демиелинизирующего процесса на МРТ и в целом это, конечно же, многоочаговое поражение вещества мозга. Если классически это просто поражение в белом веществе, то сейчас, обращая внимание даже на этот классический слайд, мы можем говорить о том, что это поражение, которое не только в белом, но и в сером веществе. Это положение, которые сосредоточены на границе с ликвором, ибо там в первую очередь разворачиваются иммунопатологические процессы. Для клинических очень часто к нам приходят пациенты, буквально несколько дней назад и ранее, принося снимки, МРТ-снимки, которые мы рекомендовали бы не делать. Ну или проще говоря, если к нам приходит больной без снимка, мы часто бываем этому рады. Почему мы говорим, давайте делать снимок на мощном 3-тесловом МРТ, давайте делать обязательно с контрастированием и с шейным отделом спинного мозга. В таком случае мы получим максимально возможную в настоящее время информацию. Ту информацию, которую можно будет сравнить с последующим снимком, получая максимальный диагностический эффект и в ряде случаев, делая
ставить диагноз без дальнейшего наблюдения. Важная очень проблема диагностики рассеянного склероза – это дифференциальная диагностика с опухолевым процессом. И тут есть два подхода с рядом других заболеваний сходной природы. Тут есть разные подходы. Один подход – это нейрохирургическая биопсия. Вы понимаете, что это достаточно инвазивный метод. Другой вариант – это применение МРТ и ПЭТ, которое с высочайшей долей вероятности позволяет действительно ставить правильный диагноз в пользу или рассеянного склероза, или опухоли. Вот вы видите на снимке, на нижнем снимке, что значит, поставлен диагноз опухоли с помощью применения перфузионной методики. Значит, ПЭТ-методика с метионином также позволяет значительно упростить проведение диф-диагностики при подозрении на рассеянный. Действительно, комбинация МРТ и ПЭТ-методик, в частности ПЭТ с метионином, может быть эффективно использована для диф-диагностики опухолевых и демиелизирующих поражений как головного, так и спинного мозга. Ключевой патологический процесс, который развивается в головном мозге, это атрофия, это прежде всего уменьшение объема паренхимы мозга, это все знают. С этим никто не спорит, но принципиально это именно с изменением клеточного состава. В настоящее время, безусловно, то, что это основной маркер тяжести заболевания, и это способ оценки эффективности терапии. Нейропатология серого вещества при рассеянном склерозе, атрофия белого вещества – важный процесс, но наиболее интересно представляет исследование атрофии коры головного мозга, потому что в этой ситуации это манифестирует раннее появление. Атрофия коры, независимо от поражения белого вещества и обострений, коррелирует с клиническими нарушениями и проявляется уменьшением объема и плотности коры. Эти процессы, атрофические процессы, идут как в мозге здорового человека, так и в мозге больного. Разница только в темпах. Если это рассеянно, это, предположим, в 10 раз чаще. Но в последнее время вот этот постулат тоже подвергается несколько сомнению. Качественно атрофия у здорового, возрастная атрофия, и атрофия у больного с рассеянным склерозом – это одни и те же процессы или нет? Есть аргументы и за, и против. Показатели атрофии в большей степени коррелируют с инвалидизацией и другими клиническими проявлениями, чем очаговые изменения. Это во многом определяет уровень неврологических нарушений. Нашими сотрудниками показано, что объем очагов в субтенториальных структурах отрицательно коррелирует с объемом паренхимы мозга, что может свидетельствовать об однонаправленности очаговых и диффузно-дегенеративных процессов при рассеянном склерозе. Важно не только сделать МРТ при подозрении на рассеянном склерозе, при подозрении рассеянного склероза. Важно не только проследить динамику этих процессов. Конечно, сейчас желательно, чтобы исследования проводились на 3-тесловой аппаратуре, чтобы эти исследования проводились, я очень рекомендую, в одном и том же месте, ибо это позволяет действительно серьезно оценить динамику. Это принципиальный вопрос в случае, если обсуждается вопрос продолжения или переключения современной терапии. Конечно же, поражение серого вещества головного мозга у больных с рассеянным склерозом, напомню, что приоритетные исследования были сделаны в нашем институте, они подчеркивают то, что многие неврологические и когнитивные нарушения именно связаны с этим показателем. Конечно же, все патологические процессы, которые развиваются в головном мозге у больного с рассеянным склерозом, это одна из возможностей оценить эффективность терапии. Новые Питерс должны воздействовать не только на воспаление, но и на нейродегенерацию. Я не буду подробно описывать все подходы по оценке эффективности, нейровизуационной оценке эффективности у больных с рассеянным склерозом при создании новых препаратов. Хотелось бы обозначить несколько штрихов. Один из эффективных пероральных препаратов
фингалимод значительно снижает количество воспалительных очагов по данным МРТ при длительности заболевания менее 3 лет. Мы с вами говорим о том, что очаговые поражения, в частности, это прекрасный маркер наличия или отсутствия эффективности той или другой терапии. Натализумаб, первый моноклональный препарат, снижает среднегодовую частоту обострений на 68% с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что влияние на МРТ-активность колоссальное, 92%. Почему? Потому что, конечно, МРТ-данные – это наиболее важные и наиболее чувствительные показатели эффективности. Абаджо – важный очень существенный инструмент в терапии рассеянного склероза. Мы видим существенное воздействие на очаговые, прежде всего, поражения в головном мозге. Алимтузумаб – моноклональный препарат, очень сильный препарат. Мы много и подробно уделяли внимание использованию его уже в реальной клинической практике. Действительно, мощнейшее уменьшение атрофии головного мозга и, соответственно, резкое замедление или остановку развития процессов инвалидизации. Диметилфумарат. Снижение риска появления новых гадолиниевых активных очагов. Это тоже очень важный параметр развития патологического процесса, по которому мы судим об эффективности Питерс. Это последний слайд. Я хочу поблагодарить всех, кто слушает это выступление, и передать самые лучшие пожелания от сотрудников Института мозга человека, которые занимаются терапией рассеянного склероза. Спасибо. Спасибо, Игорь Дмитриевич. Он нас не слышит, к сожалению. Да, ну что ж, так передадим ему потом. Вот. Значит, итак, коллеги, симпозиум наш завершается. Значит, вопросы нейродегенерации мы обсуждали относительно, может быть, немного, но я обращаю ваше внимание, что сегодня была фундаментальная лекция Ханса Питера Хартунга, где фактически все эти вопросы были подняты и очень детально освещены. Вот. Ну и если название симпозиума, так сказать, нейродегенерация начало или последствия, то я думаю, что все давно уже поняли, что и начало, и последствия. Да. Да, Алексей Николаевич. Количество участников редеют, но для тех, кто присутствует и в этом зале, в следующем, сейчас здесь через 7 минут, да, будет следующий симпозиум, и мы постарались сократить заключительную часть нашего конгресса. В программе там есть совещание по регистрам, но мы достаточно активно обсудили регистры во время симпозиума, поэтому закрытие будет в районе 6-10 часов. Пожалуйста, передайте всем коллегам, особенно тем, кто представлял постерные доклады, потому что мы будем поздравлять победителей. Спасибо. Хорошо, спасибо. Коллеги, ну мы завершаем, и последняя мысль, да, вот поскольку сегодня очень много говорилось о микробиоме, хочу просто две маленькие ремарки, так сказать, завершение этих вещей. Во-первых, показано в больших эпидемиологических исследованиях, что так называемая западная диета, да, вот этот фастфуд, это фактор риска развития заболеваний в больших эпидемиологических исследованиях. Значит, вывод из этого простой, вообще-то говоря, да, значит, питание пациента с рассеянным склерозом, на который мы не обращаем практически никакого внимания, так сказать, может быть патогенетическим фактором, как Авиценна в свое время говорил, да, и как тибетцы говорят, что еда должна быть вашим лекарством. И, между прочим, есть так называемая в разных умных книжках противовоспалительная диета, то есть та диета, которая содержит продукты, которые гасят воспаление. И вот эту противовоспалительную диету, сейчас есть даже определенные работы, которые пока при рассеянном я не знаю таких работ, но при других заболеваниях, при болезни Крона, при ревматоидном артрите я видел работы, где эта противовоспалительная диета начинает исследоваться. Я надеюсь, что мы доживем, да, до такого замечательного времени, когда мы будем нашим пациентам говорить, что вот вам вот эта противовоспалительная диета необходима для того, чтобы контролировать этот процесс, кроме Питерс, безусловно. Вот, это две маленькие ремарки, так сказать, в
перерыв.
Так, уважаемые коллеги, мы продолжаем наше заседание. И тема нашего симпозиума – новые методологии лечения демиелинизирующих заболеваний. И первый доклад представит Людвиг Капас в заочном видео. Hello, my name is Ludwig Kapos, and I want to thank Professor Alexei Boyko and the organizing committee for inviting me to talk to you. Of course, I would have much preferred to join you in person, but this, as you know, is much more difficult these times. We hope that soon there will be other opportunities to meet and to also discuss from closer together with esteemed colleagues in Russia. The subject I was assigned is the future of monoclonal antibodies in MS therapy. Here are my disclosures. In my presentation, I will, after a short introduction, discuss the two main kinds of monoclonal antibodies in MS, blocking and cell-depleting monoclonal antibodies, and at the end discuss some remaining challenges and future directions. If we have an overview of the armamentarium available for the treatment of multiple sclerosis, we see that the third category here, the highly effective injectables that have been approved for the treatment of MS, are exclusively monoclonal antibodies. So there is no doubt that, especially when we are asking for a high efficacy therapy, monoclonal antibodies are center stage in multiple sclerosis. What are the reasons for this center stage position? First of all, monoclonal antibodies, due to their high specificity for receptors on or specific molecules, can be seen as smart missiles. This leads to less off-target effects, to an overall good tolerability, with two exceptions. One is immunogenicity in different forms, and also in some cases, because these are large proteins that are metabolized and partly expressed in the liver, they may also lead in rare cases to liver toxicity. The fact that monoclonal antibodies are large molecules has also the negative side, especially for CNS disease, that they have no or very low blood-brain barrier penetration. So the main effects are exerted in the periphery, as seen from the central nervous system. In order to reduce immunogenicity, the initially developed monoclonal antibodies that were completely murine have been combined with human parts in the molecule, with the so-called chimeric that bear the ending ximap. Examples are rituximab or ublituximab, and those that are even more, have even larger, or the great majority of the molecule by human part, the humanized with the ending of zumab. Typical examples: ocrelizumab, natalizumab, alemtuzumab. And then monoclonal antibodies that are completely
human without any murine parts, and these are called MUMAP. The best example is ofatumumab in the area of MS. With this transformation, usually we have a decreasing immunogenicity. What about blocking antibodies? Let's speak about the first to be approved in the treatment of MS, natalizumab, an anti-VLA4 antibody that is approved for the treatment of active relapsing multiple sclerosis. Since its official or second introduction earlier in this century, in 2008, we have long-term observational studies, and here an example, the natalizumab observation study top, where you see that there is a sustained reduction of the annualized relapse rate over time in this observational study to rates of 0.2 or even less per year in an active relapsing MS population, and that this effect is sustained over years, more than 8 years of observation. Nevertheless, there is some grade of disability worsening or progression that is observed, but the percent, and you see on the left side at the end of in the Kaplan-Meier curve, approximately nearly 30% at the end of the observation period of 8 to 10 years had disability worsening. On the other side, we have also the same or even a little bit higher percentage of patients who improve as compared to the initial state when they start therapy. What are the key features? We know now, I think I didn't need to convince you, that there is a high and long-term efficacy in relapsing MS. Unfortunately, effects in progressive MS, as shown in the ASCENT study, were only marginal. But of course, as we know, there is the PML risk that is now, through stratification measures and mitigation measures, better under control. One important aspect is JC virus antibody testing, and in those who had no previous immunosuppressive treatment, also the JC virus antibody index, a regular MRI controls according to a defined protocol, and in the last years emerging, not fully proven in its superiority or equal efficacy, extended interval dosing. We will be hearing more at the next ECTRIMS, where the results of a controlled study will be presented. What about other blocking monoclonal antibodies that are not cell depleting but interact with the effects of certain receptors or cells? One of them, anti-IL-2, was approved for MS, but unfortunately had to be withdrawn because of the induction of autoimmune phenomena that were seldom but very serious. Two others, anti-IL-6 receptor satralizumab and anti-complement 5 eculizumab, have been approved recently for the treatment of NMOSD. One experimental drug should be mentioned, temelimab, or formerly GNB-AC1. This is an anti-human endogenous retroviral envelope protein, have W envelope, which seems to be involved in autoimmunity in the central nervous system, and its elimination or binding might have therapeutic effects. This is still to be proven. The first studies have not been fully convincing on that. Now, the mainstay of monoclonal antibody therapy in multiple sclerosis, as you see here in the list, includes first anti-CD52 antibody, alemtuzumab, which is a pan-immune cell antibody, depletes nearly all immune cells in the periphery, and has also been shown to have a high and long-term efficacy in relapsing MS.
in some patients, at least, we also hope to achieve a kind of immune reconstitution by the severe immunosuppression or depletion of immune cells that occurs with this treatment. The problem are adverse events. On one side, infections, especially in the first weeks or months after the two cycles of treatment, and infusion-associated reactions that are more severe than with other antibodies through the full depletion of cell lysis that occurs, and more seriously, secondary autoimmune diseases, and more recently described in open field observations, vascular complications that made this substance to be a second or even more third line in the treatment of multiple sclerosis in most settings. Those antibodies that seem to have changed the field or been game changers, to use this expression, are anti-CD20 antibodies. And the first was introduced or entered the stage in the publication by Dr. Hauser and others in the New England Journal of Medicine in 2007 in a phase 2 study that showed a very early and complete effect in suppressing inflammatory activity in MRI, but also relapse rates. And the way how these anti-CD20 antibodies work is through antibody-dependent cellular cytotoxicity, also complement-dependent cytotoxicity, and in addition, antibody-dependent cellular phagocytosis. It has also been shown that anti-CD20 antibodies may also induce apoptosis. Through this seminal study, the attention has been drawn to the role of B cells in MS, which has been thought to be a T-cell driven disease. And we have seen that B cells may exert several activities, several effects in the autoimmune pathogenesis of MS. On one side, antigen presentation, then antibody production, something that is known since many years. Then they also produce pro-inflammatory, but also anti-inflammatory cytokines. And they also seem to be responsible for a large part of the so-called ectopic lymphoid follicles that we find, especially in more progressed stages in multiple sclerosis. So this clinical observation in a clinical study and the further follow-up, of course, that I will be mentioning later, led to a different view of the immune pathogenesis of multiple sclerosis, which involves active parts of B cells, T cells, but also macrophages, especially local macrophages in the CNS, which in this triangle at the end of the day are also possible targets for pharmacological treatments. It has also led to other view of the effects of other drugs. You see here in the row of B cell development from pro-B cells through to plasma cells, anti-CD20 are taking this part from pre-B cells into memory B cells, only marginal low effects on plasma cells. On the other side, anti-CD19 has a more broad spectrum over the whole row. And for example, anti-CD52 has a distinct effect on B cells of the memory type. And we see also that S1P receptor modulators have effects on parts of the B cell population, and even natalizumab, as you see here, and dimethyl fumarate. So our appreciation of what is done by already longer introduced other drugs has changed towards more of an effect directly also on B cells. And I want just shortly to mention atacicept, which is a recombinant molecule that
blocks not only transitional B cells, but also plasma cells, and has led in a clinical study, phase 2 study, to adverse effects. So a slight variation, probably because of the elimination of some memory B cells or IgA expressing cells, led to this adverse effect. So the path that we can use in order to achieve a positive therapeutic effect may be quite narrow. Following the first investigation in relapsing MS, in the assumption that B-cell targeting would also help in progressive MS, a second trial was performed, which unfortunately was overall negative, although it created some subgroup analysis or resulted in some subgroup analysis that then led to the respective study in primary progressive MS with the next agent to enter the stage with ocrelizumab. Just to mention that off-label use of rituximab is quite frequent in relapsing MS, but also in progressive MS cases, and this is just paired propensity-matched analysis from our center together with 2 other centers that shows that over the long run in secondary progressive MS with active disease, there was a better course under treatment with rituximab. And this is just again the multiple event analysis of the same control paired study, which shows over a period of up to 10 years a clear beneficial effect of this treatment, of course in an uncontrolled setting with rituximab. Observational studies have also contributed to a better assessment of the risk, especially of infections, and this is a study from Sweden, which shows, as you see here in this line, a steeper curve, so a higher risk of serious infections, a shorter time to the first serious infection under treatment with rituximab in different doses and intervals. You see here also an increased risk, but less so with natalizumab and fingolimod as compared to the normal population or to a population treated with interferon beta or glatiramer acetate. Now, I already mentioned ocrelizumab, which is a humanized monoclonal antibody that binds to very similar part of the long loop extracellular loop of the CD20 molecule. The pivotal studies in relapsing MS are well known, have shown in comparison to interferon beta 1A 3 times a week, a significant and pronounced effect on relapse rates, nearly 50% reduction, and also a reduction of the percentage of confirmed disability progressions, and a very and nearly complete suppression of focal inflammatory activity in MRIs, and also an effect in reducing the rate of brain volume loss in this population as compared to interferon. As already alluded to, there is a third study in primary progressive MS, and it shows also not as pronounced effect on slowing down confirmed disability progression, but significant, and certainly also in many patients valuable effect, and the expected effects on inflammatory activity, which of course is lower in this population, and also an effect after the first year, in the second year, on brain atrophy. Fortunately, the effects are sustained. In the meantime, we have up to 8 years of observation in the follow-up studies with a quite good attrition of the patients, and you see that the rates of relapses are reduced to less than 1%, 10%, so down to 2 or 3% in the last years, and also that the effect
on disability progression that has been gained in the controlled phase is sustained over time. Here is the recent publication in neurology that shows the 6.5 years of overall observation. A long-term effect was also achieved and sustained in primary progressive population, as shown in this also recently published analysis of the follow-up study. A positive observation, also in the meantime published in neurology, shows that the rate of infections overall in both populations was not increasing. Perhaps you can have the impression in the last year of observation, but this is still to be followed up, of course, in even longer observations under this continuous B-cell depletion. And the same is true that the initial or at least the warning that there might be an increased malignancy rate was not confirmed in the follow-up that in the meantime spans longer than 7 or 8 years. One reason of concern is the slow decrease of immunoglobulins, especially immunoglobulin G. It has been calculated also in these long-term observations, approximately 3% per year. It was not associated clearly initially with an increased rate of infections, but over the longer observation, there may be a relation to more infections with this in those patients who show an immunoglobulin G reduction. Another issue that is still open is the dosing. Is it too high or is it too low? Indications by in subgroup analysis or by exposure to the drug showed that those who had a higher exposure due to lower body weight and also shown in lower numbers or more complete depletion of B cells in the periphery had a better outcome, not regarding relapses or MRI activity, but regarding disability progression. And this is the reason why there is now an ongoing study with higher dose, both in relapsing MS and also in progressive MS, comparing a higher dose, which seems to be also quite well tolerated, also for longer time periods as compared to the officially approved dose. Now let's move to the humanized monoclonal antibody ofatumumab, which is more different in the reaction to the CD20 receptor. As you see, it binds a different epitope on the long loop and also additionally an epitope on the short loop of the receptor, which may have implications also to the specific profile of action and side effects. The results have also been published, as you see here, a clear effect this time compared to teriflunomide, both on annualized relapse rate and also on disability progression, and the same effect seen with ocrelizumab on inflammatory focal activity, an effect on neurofilament light, a specific marker of neuroaxonal damage and loss, but not a significant effect as compared to teriflunomide in regarding brain atrophy. The adverse event profile was quite benign overall, and nothing that led to the assumption that there is a higher rate of infections or also malignancies in comparison to teriflunomide. Interestingly enough, also not up to now, at least in this observation period, not a clear effect on reduction of immunoglobulin G. The same is true for adverse events, no clear difference or nothing really disturbing in this profile. And perhaps to mention the last of these anti-CD20 antibodies, ubrituximab, which is a bioengineered molecule and has shown efficacy in a phase 2 study and now is
completing within this and next year the phase 3 program. We expect very similar results regarding efficacy. The question is if the tolerability overall will be different from those that have been already mentioned in this talk. Last to be mentioned is anti-CD19 inebilizumab. This has not been approved in MS, but due to a positive study in NMOSD. So what are the open questions with the use of monoclonal antibodies? I expect them to continue being a center stage in our treatment options and also being used more and more in the treatment of early and perhaps not immediately appearing as aggressive multiple sclerosis, except especially anti-CD20 antibodies, but also natalizumab if we take the precautions that I've already mentioned and perhaps also with the extended interval dosing. The problem, of course, or the picture may be changing over time with experience with the COVID pandemic, where we have seen that especially anti-CD20 antibodies may lead to a higher infection rate and a less complete response to a vaccination. So here the jury is still out, and we will hopefully learn more within the next 1 or 2 years about the risks and perhaps the necessary mitigation. The question is how long B-cell depletion should last, and perhaps even more important is this kind of treatment sufficiently targeting, not only preventing progression if we start early. So do we really reach the compartmentalized immune response? And may a group of drugs that have appeared and are now in phase 3 studies, the BTK inhibitors, may provide an answer as an alternative or perhaps an add-on to anti-B-cell treatments with monoclonal antibodies. I hope this provided an overview of the current situation and further developments with monoclonal antibodies. And I want to thank our group in Basel that you see here in this picture, and of course you for your attention, and happy to take questions. Thank you very much. Good afternoon. My name is Kees. Good afternoon. My name is Christoph Salmai, and I would like to thank for inviting me to this interesting meeting, specifically to Professor Alexei Boyko. So I'll be talking about the safety of B-cell therapy. So for anti-B-cell therapy, of course, it's top-line therapy today in multiple sclerosis. So it is very important to have a knowledge about the safety of this therapy. So I divided my talk into 2 parts. First, I will talk about the early adverse events, and then I will talk about long-term adverse events. My talk will be pretty much dependent on the data generated with ocrelizumab, since this drug is already on the market for 3 years, and I will talk a little bit about ofatumumab as well. So let's start with the early adverse event. So you're gonna have here the pooled data from the phase 3 program from 2 OPERA studies, and from on the left side and on the right side, the oratorio study. And I believe you can see that the most frequently reported adverse events in both studies were infusion-related reactions. So infusion-related reactions occurred in a close time correlation with administration of ocrelizumab, and they occur predominantly after the first infusion. And you can see here that the frequency of these reactions in both studies, OPERA and oratorio, was at a level of 27%.
However, with time, you can see here that the frequency, and especially pretty quickly, already after the second infusion and the third one, the frequency of infusion-related reactions were much less frequent. And on most occasions, these reactions were moderate and mild. Very rarely they were severe, and exceptionally rarely they were life-threatening. Actually, nobody died because of these reactions during this program. It was a very large phase 3 program. Similarly, in afatumumab, we have injection-related reactions because this drug is given by subcutaneous injections once a month. And again, at the initiation of therapy, you can see there's some rate of injection-related reactions at the level of about 14-15%, whereas quickly, with time, these symptoms are resolved. The mechanism of the infusion reactions was defined as a cytokine release syndrome. So this is no anaphylactic reactions. There was very few anaphylactic events, and on most occasions, the symptoms were relatively mild. Still, to prevent this infusion-related reactions, we are giving patients a low dose of metronidazole and antihistaminic drug, and then you can see that the frequency of these adverse events is significantly reduced. And it was seen both in the remitting relapsing patients in the OPERA program and in primary progressive patients in the ORATORIO program. So in summary, infusion-related reactions are a common early adverse event in patients receiving anti-CD20 treatment. They were experienced by 30 plus patients treated with ocrelizumab, both in remitting relapsing patients and primary progressive patients. And on the primary mechanism for this reaction was cytokine release storm. And IgG dependent anaphylaxis as a potential mechanism was rare, and there were no very serious cases of anaphylaxis. And metronidazole antihistamine treatment is recommended to reduce the frequency and severity of infusion-related reactions. So now I move to infections. This is another side effects which can be expected in treatment like ocrelizumab. And here you can see that the most frequent infections were related to upper and lower, particular upper respiratory tract. But I think this slide is very illustrative, because here you can have a data for all infections on the left side and the serious infection on the right side. And the upper row is showing data from OPERA studies. It means from the remitting relapsing patients. And please note that all infections were almost equal between ocrelizumab and interferon beta, whereas the serious infections were less frequent in ocrelizumab than interferon beta. And in the lower panel, you can see that for serious infections, ocrelizumab was the frequency of serious infections were equally frequent in ocrelizumab arm as in placebo arm. So this data clearly showing that always we are using a very potent drug which can influence the important segment of immune system. The rate of infections is not particularly increased. Here we're having the herpes infections. We know that using anti-inflammatory drug, it is important to assess this type of infections, but particularly frequent in this scenario. So you can see here that with herpes infections, in OPERA studies, the frequency of herpes infections was higher than in ocrelizumab than in interferon beta, almost by 80%. Whereas in ORATORIO, there was still higher frequency of herpes infections, but slightly lower comparing to placebo. So we need to be cautious about these infections. Although some other immunity is not particularly affected by ocrelizumab. You can see the specific humoral immunity against mumps, rubella, and varicella zoster during the OPERA trials.
And you can see that the level of immunity was very much similar to the control interferon beta arm. So when we talk about infections, we need to also remember about immunoglobulins, because they were talking about the anti-B cell therapy, so to some extent it was expected that the patients might have a lower level of serum immunoglobulins, and actually this is the case. You can see here that IgM was decreased in the patients treated with ocrelizumab by 16.5% within the phase 3 program. And whereas IgG level was decreased also, but significantly less, only by 1.5%. And this data were also similar with primary progressive patients. This is in the lower row. And there was also some decrease in neutrophils. So of course, these results all immediately raise the question about how they might correlate with the higher rate of infections. But before we get to that, please here look at the data of the long-term data for serum immunoglobulin levels. The upper figure, this is IgM, the lower figure is IgG. And you can see that in the open label extension, so when with the continuation of the treatment up until 6 years, the level of IgM was systematically going down. And at the 6th year, there was a 55% reduction of IgM in ocrelizumab treated patients versus the baseline, whereas in IgG, the decrease was lower, but still very, very visible. And now we will have now we can have a data how this data on the decreased IgM and Ig level correlate with the infection rate. And you can see that there is some correlation for IgM patients with IgM below the lower limit of normal. They had infections rate increased by 100%, whereas for IgG, there was also increase in patients with IgG levels below level of normal comparing to the upper limit of normal. But in both cases, you should know that the number of patients with this with the levels below the lower limit of normal was relatively low for IgG, only 14 cases. So it definitely influenced the data, and we need to continue an observation on immunoglobulins levels in correlation with infections, and for the subsequent years, and to make a final conclusion how this decrease may correlate with the infections rate and the safety of this drug. For ofatumumab, there was no imbalances between treatment groups referring to infections. You can see here on the slide a number of infections like influenza, sinusitis, bronchitis, and actually the difference between ofatumumab and teriflunomide was quite negligible. So there was only with exception with herpes zoster, which is at the bottom of the table, and you can see that again in ofatumumab there was slightly higher rate of this type of infections versus teriflunomide. So for the liver abnormalities, this is okay. The anti-B cell therapy is very, very safe. You can see here that when you compare the transaminases levels in patients treated with ocrelizumab versus interferon beta on the left figure, or ocrelizumab versus placebo on the right figure, in patients from oratorio, primary progressive patients, you see there was significantly less frequency of this adverse event in ocrelizumab treated patients. And then we're having data on malignancies, which is very important. Of course, also for drugs which influence immune system. And here we are having all malignancies during the phase 3 program in opera and oratorio. And there were some figures, some data which raise some concerns regarding the malignancies in oratorio study in patients, primary progressive patients. You can see there was
about 3 times increased. And particularly there was concerns about frequency of breast cancer in female patients and also in oratorio, because it was also quite higher comparing to the control, although the actual numbers were low. There was 0 versus 4 cases. But of course, still there was some interest. So I will come to the malignancies rates, how this was solved with the long-term observation period and the time, and I will show the data in a little later. But here we also have data of atumelumab, the other anti-CD20 monoclonal antibody, which was licensed just for a few months ago. And here there was any difference between the frequency of malignancies, various types of malignancies in atumelumab treated patients versus teriflunomide. And there are some other clinically relevant abnormalities. There was no particular point to be discussed. Maybe we can stop for a second with steroid functions and with OPERA studies. There was the difference in thyroid dysfunctions between ocrelizumab and interferon beta showed that ocrelizumab did not induce particular disorders of thyroid, whereas with interferon beta, 2% of patients, as expected, had some thyroid function problems. And then we have a slide on fatalities. There was no particular difference in fatalities in the phase 3 program between ocrelizumab and interferon beta or placebo. On most occasions, these cases were related to suicide or mechanical or road traffic accidents. So, although in oratorio there were a couple of 3 cases of pneumonia. And now I show little data on the long-term data from the extension of phase 3 program. And this is the design of this observation program. So you can see on the left side, the OPERA 1, OPERA 2, and oratorio. And on the right side, that all these patients were continued as an open label extension, plus some phase B studies, which are listed at the bottom. And you can see here that overall rate of infections and serious infections on the right side with this longer exposure did not increase. So you can see that until the February 2018, the frequency of infections, all infections and serious infections continued to be low and was not different from the phase 3 programs, from the control studies. And importantly, there was no unconfounded cases of PML in ocrelizumab treated patients from all cohort of patients treated with ocrelizumab in the open label extension. So there was actually 10 cases until the cutoff of this analysis. And there was 8 cases which were carryover from natalizumab, 1 case after fingolimod treatment, and 1 case which was defined as immunosenescence. So definitely there was a clear difference in ocrelizumab frequency comparing to some other important drugs in multiple sclerosis. And this is these 2 slides on malignancies, which I would like to draw your attention in particularly, because this is a long-term observations, and these patients are coming from all of this ocrelizumab treated patients from all the studies which I showed just before. And these are data from the Danish registries and from the American SEER registries. And you can see here that the frequency of all malignancies in this large number of patients cohort were exactly as expected from this data from these registers. So there was no risk for the higher rate of malignancies. And particularly important, also the same analysis for the breast cancer also showed that using the data from these 2 registers, that the frequency of breast cancer in the patients treated with, female patients treated with ocrelizumab was within the expected rates
register data. And I would just to say a few words about ocrelizumab and effectiveness of vaccination. And with ocrelizumab, there was a specific trial which was called VELOS, which addressed this issue. There were a couple of antigen used for vaccinations, like several influenza strains and for vaccinations in pneumonia and against KLH new-antigen and anti-tetanus titer. In all cases, there was some decreased immune response, in patients treated with ocrelizumab versus control patients, specifically for tetanus, as you can see, but still all the on this immune outcomes were above protective titer level. So it means that it was concluded that although in the VELOS study that ocrelizumab showed some decrease of to mount humoral immune response, still the responses to vaccines and new antigens were within the protective level. And at the end, I would like to spend also a short time for the pregnancy. And we have at that cut point, which is indicated here, we have slightly 100 maternal ocrelizumab exposed pregnancies. And you can have the outcomes listed in this slide. But in conclusion, we can say that reviewing these cases, there are any suggestions of increased risk for fetal abnormalities or adverse pregnancy outcomes. But of course, according to the general knowledge and practice, treatment of ocrelizumab should not be initiated during pregnancy and ocrelizumab should not be used during pregnancy unless the potential benefit to the mother overrides the potential risk of the fetus. And some cases like that did happen. We have also experience with that, and actually nothing particular happened to these patients. And because IgG is excreted to the breast milk, ocrelizumab should not be. So women who are treated with ocrelizumab should be advised to discontinue breastfeeding during this therapy. So in conclusion, we can say that the reported adverse events during ocrelizumab treatment were consistent with in the extension periods, were consistent with the early observations and were maintained at a low level. The most frequent reported adverse events with ocrelizumab were related to infusion-related reactions and nasopharyngitis and upper respiratory tract infections. On most occasions, these two kind of adverse events were mild to moderate in severity. There was some increase of herpes infections, which should be remembered. And in case, and the rate of malignancies in ocrelizumab-treated patients remain within the range reported in epidemiological databases. And overall, the proportions of patients clinically relevant abnormal laboratory data and hepatic values were absolutely within normal ranges. And but of course, the long-term follow-up and the post-marketing requirement studies will monitor patients' safety, and we need to do it, to be completely on the safe side, to have all the information which are required. So at that point, I would like to thank you for your attention and wish you successful continuation of the meeting. Thank you very much. Следующий доклад. Кеселеринг, Швейцария. Реабилитация в нейроресторации при рассеянном склерозе. Ladies and gentlemen, dorogai dami I gospodi, it is my great pleasure to talk to you on
topic of my heart, rehabilitation in multiple sclerosis. I must confess that I'm a bit sad that I cannot be in person with you. I would have loved to come to Nizhny Novgorod. I even have booked a wonderful boat trip from Astrakhan to Moscow. But there will be other occasions to come and to visit your country, which is so beautiful and full of magic, and which, in my conviction, has a great future. I'm Jörg Hessling, working for many years and decades in neurology in Switzerland, at the Department of Neurology and Neurorehabilitation at our center in Valence, in the mountains, and I'm also in the Center of Neuroscience at the University of Zurich, here in Switzerland. And for those of you who come to visit us, you are most welcome in our clinic in Valence. As always, we have to give a declaration of interest, and my interest, I must declare, would be to come to Russia again, soon, hopefully, and the planned trip on the MS Stislav Rastropovich from Astrakhan up the Volga to Moscow and then back by train to Nizhny Novgorod would be wonderful. For my interests, which I have to declare, I have interest in resilience since birth. Resilience for me are the uplifting forces. Applied learning since school age, and I can confess, although an old man now, that this has been uninterrupted since. I do my learning exercises by practicing and rehearsing music, the cello, hopefully mostly every day since November 1960. And I do apply what we know about neuroplasticity to our neurological patients in Valence, here in Switzerland, and elsewhere since 1987. And I have been teaching on many places, mainly at the Center of Neuroscience in Zurich, in Bern, at the University, Danube University in Krems, and Università San Raffaele a Milano. I was a co-founder of ECTRIMS long ago, and president of ECTRIMS on various occasions, and chairman of the IMSB, the International Medical and Scientific Board of MS International Federation. As for studies, I was in many data monitoring committees of studies which led to multiple sclerosis treatments, the last one on what turned out to become fingolimod. And I'm a member of the International Committee of the Red Cross, and there the president of the Physical and Rehabilitation Program and of the Health Commission. And I'm an honorary president of the Swiss Multiple Sclerosis Society. In our place, Valence, where I am, long ago there had been originally Russian neurologist, Konstantin von Monachov. It provided me with the opportunity to write my first paper in Russian, Konstantin von Monachov, Ruski, Основатель швейцарского неврологического общества, which, with the help of Alexei Boyko, I was able to publish in your Journal of Neurology. And he, in fact, he developed a concept which we do now use, but he examined it in some animal studies, mainly with rabbits and cats, and described it as diaskesis, meaning what we call now neuroplasticity. This has been described again, and Konstantin von Monachov really is an inventor of this concept, saying that our brain is an organ which all the time is renewed until death, but this rebuilding of the configuration in the brain has to be organized, and that is what we try to do in neurorehabilitation. So the main function of our brain is that we use it. That's why I say
use it or lose it, and I have put a little selfie beside to show how I am in a few years. And for you with Russian language, I'm pleased to say Bez truda ne vynaveš rybku iz pruda, saying without effort you won't get even a little fish from the pond. So you have to do something, and the same is true for our brain. We have to be active. You cannot just stay here in the pond and say, I want to have a fish. No, you have to organize yourself in order to bring the fish out of that pond. The person whom I like very much is, of course, Charles Darwin, and he has written in his autobiography, which is a motto for myself: if I had to live my life again, I would have made a rule to read some poetry and listen to some music at least once a week. Perhaps the parts of my brain now atrophied could have been kept active through use. So use is the key. And I have thought of that when I was a little boy, survival of the fittest. Famous one, American president even, has recommended do what you can with what you have where you are. So wherever you are, with whatever condition you are in, you can improve something. And I have described these dimensions of resilience in a paper which came out in European Neurological Reviews. And I have described these dimensions of these uplifting forces in the domain of the body, physical domain, with fitness and stamina. We have to be careful with the nutrition. We have to have plans for rest and recovery in order to have resilience. In the mental domain, it is important that we have a self-belief. And I always say the abbreviation MS is not only multiple sclerosis, but also more self-confidence. And this is important for all of us. It does not mean that we feel better than anyone else, but that we want to do with what we have the best which is possible. In the emotional domain, we have resilient forces if we try to control impulses and regulate our emotions. It does not mean that we avoid emotions, but that we have, with a realistic optimism, also a little bit of waiting before we let out all our emotions. So I'm not in favor of this sending out Twitter messages immediately every morning from the White House or so. And then even as a doctor, I allow myself to have this fourth dimension mentioned, the spiritual domain. It is important for all of us to know that our patients will come with questions in this domain concerning their and our values and beliefs and empathy, and that we have to reach out. This is described in a paper, Neurorehabilitation in Multiple Sclerosis, Resilience in Practice, some time ago. We know for MS therapies we have made great progress in the past years. The treatment of relapses is still with corticosteroids. We have many factors now which are able to modulate the immune system. It started with the interferons, glatiramer acetate is well known, and then these monoclonal antibodies, some oral medications, you all know this. And we have part symptomatic therapies where we have means at hand, not so good as we would like to have them to be, but for treating spasticity, bladder problems, pain, etc., we have medications to relieve the symptoms. But for me, of course, and today's talk, neurorehabilitation still is the most important part of treatment for our MS patients. This can be in an inpatient setting or in outpatients.
important is that we follow an integrated clinical care pathway. We need the descriptions of the patients and their relatives concerning their needs and goals. Then we follow the assessment with the therapist's functional descriptions of the problems concerning mobility, self-care, activities of daily life, communication, daily occupation, social interactions, etc. And then, this is important, we set in an interdisciplinary setting the common goals. And these common goals must be clear and meaningful, realistically achievable and measurable. Assessment of goal achievements must be integrated. And then we have this setting where the patient always is in the middle and we therapists and doctors are around, and the important point is that we have good communication between us. This is the key of a functioning team. As I said, we set the goals, we make a therapy plan, and in the therapy plan it's already described when the evaluation of the goal achievement will take place, and according to this evaluation, this assessment, we set the goals new. And this evaluation in our place is done every week, and without interruption. Every patient is seen by a doctor on the day the patient is coming into the clinic. Then it is discussed on that first day with the therapists and the nurses. The therapy plan is set up together. This organization is very important, and it is a pleasure for all of us, if the team is functioning, to talk together and to set the therapy plan in communication with the person with MS and the caregiver. We have also described that in more detail in a book, which probably should be translated into Russian, with the good friends Giancarlo Comi in Milano and Alan Thompson in London. We have put together that book, which is a reference. It appeared with Cambridge University Press. We have also several other publications with the colleagues in Melbourne, Fari Khan and Bhaskar Amartya. The important point here, in a nutshell, rehabilitation is a recurrent planning process. Important is the problem assessment, the goal setting, which I described, and the identification of appropriate treatment regimens. Fundamentally, rehabilitation always is an education and training program designed to enable, or as we say, empower the person with impairments to maintain or regain life activities. So quality of life is the important goal of rehabilitation. We can describe neuroplasticity related to MS in different levels. We as clinicians have not a direct approach to the cellular level, but our colleagues, mainly in the Center of Neuroscience in Zurich, for myself, they demonstrate to us on that cellular level what happens as a functional adaptation, say axonal sprouting, changes of synaptic stability, reorganization of synapses. And on the tissue level, we know such functional adaptations in the form of resorption of edema, rearrangement of sodium channels on axons, remyelination. And then we as clinicians come into play on the system level when we can describe and also show the takeover of functions via the contralateral homologous cortex or by enlargement of representation zones, as we also know from rehabilitation of patients after stroke. And most important, the behavioral level, that patients can learn novel motor and cognitive strategies.
our colleagues demonstrate also how on the tissue level the organization takes place. And the important point is that even far away from the lesion, which we see in the tissue, a lesion can have an effect, of course, but even remote from that lesion, we see that the central nervous system is organizing itself again, in that new connections are formed. I don't go into detail, which is most interesting, but for us as clinicians and rehabilitation specialists, it's interesting to apply such knowledge to our patients. We have tried to translate that also in different activities. We had a working group of the WHO on multiple sclerosis some years ago, and it was there that we could influence this new wording of the international classification of functioning, which is more interested in describing activities of patients rather than disabilities, and we are interested in their participation in social life rather than describing handicaps. And it's clear to everybody that environmental factors play a role as well as personal factors, the personal history. But this has changed the attitude vis-à-vis the patients with multiple sclerosis, in that we are more interested in what they are able to do rather than their disability. Of course, we know all these scales here, the expanded disability status scale or the Kurtzky scale, but we know also that for a long time many MS patients do well. And a very striking example for me is this old lady, 93 years old, who has MS since the age of 18. She has never had medications, and in her old person's home she is happy, and she wanted to come to thank me that I had treated her so well 30 years ago, but without medications. It is important that we know such causes of the disease. MS has many symptoms, we all know that, but for us the most important point is that we are aware that these symptoms interact. So we have complex interferences. We do not have a patient with one symptom, but rather a mixture of all, and we have to take that into account. For instance, mobility is an important fact. I have described that some time ago. And for us, the important thing with which I will end, because my time is limited, is clear that inactivity is a risk factor in MS. We need training. Physical inactivity worsens multiple sclerosis. We have done several studies on that point, demonstrating clearly and statistically significantly that some factors which we consider important in the recovery of function are changed by training, that is physical training. We have described that in various papers and are convinced. The most recent research concerns sleep, because we know sleep is favorable for brain plasticity. I can't go into too much detail. We have developed the Valence nightcap, where we can do some electrophysiological studies on sleep behavior or sleep disturbances in MS, and where I'm particularly interested in is recovery of function due to rehabilitation. We have described that recently with these young ladies. Some time ago we have shown that an exercise training program has an effect on aerobic fitness, on fatigue, health perception, etc. And this was an important paper. It was in fact a milestone in rehabilitation, and I'm still pleased that it is one of the most accessed articles in our multiple sclerosis journal.
It's clear to everybody that physical activity in MS is important. We can use machines, but the most important are the good therapists who have to be trained to do the adequate therapies. We can use such machines like here, the robot, but it's not the crucial thing. The crucial thing is really that you remain active. We have developed also some aids here coming out from physiological studies, which were quite special, developing for treating this Uthoff phenomenon, a cooling garment which then can be used and is patented, and which clearly shows improvement by cooling some body functions, improving the performance of such patients. I don't go into more detail. As I said, I'm very sorry I cannot be with you in Nizhny Novgorod. I would have loved to be there, but I'm sure there will be other occasions, because my good friend Alexei Boyko, who used to be in Valence on several occasions years ago, with him I always have a good collaboration, although now it is on distance, unfortunately, but hopefully we will meet again at Ruktrims at another occasion. Thank you very much, and spasiba большое. Уважаемые коллеги, я предлагаю поддержать Юргена Киселинга. Давайте встанем, потому что мы устали здесь сидеть. Мы знаем, что неподвижный образ жизни – это фактор риска многих заболеваний. Поэтому я предлагаю, можете поднять руки вверх, наклонить голову, пройти вокруг. Кому надоело сидеть, можно уйти. Это не проблема у нас с вами. И в 2020 году мы знаем, что хотите, садитесь, хотите, походите, постойте, потому что все устали сидеть, я тоже устала сидеть, и я вас прекрасно понимаю, потому что это вредно. В течение столь длительного времени мы все с вами сидим. И вот в 2020 году появилась новая специальность – врач физической и реабилитационной медицины. И эта специальность очень важна для нас. Если раньше я в том числе заблуждалась и считала, что действительно нужно лечить болезнь, назначать симптоматическую терапию, заниматься нашими пациентами, то теперь врач реабилитационной медицины не лечит. Мы не лечим определенное заболевание, мы восстанавливаем функцию. Мы знаем, что течение любого заболевания индивидуально, в том числе, конечно же, и течение рассеянного склероза. И я могу привести вот обзор клинических исследований. Это было проведено 39 исследований с 1 по 16 год, в которых доказано, что наиболее актуальными направлениями являются и коррекция когнитивных нарушений, о чем сказал Юрген, двигательных нарушений. Все это влияет на качество нашей жизни с вами. И все методики, которые сейчас мы знаем, это повышается уровень силы, подвижности, выносливости, и все это влияет на когнитивные функции. И настрой пациентов, конечно, уже должен быть уже в дебюте заболевания. Мы знаем, что если дебют с двигательных нарушений, то мы назначаем пациенту не только Питерс, не только симптоматическую терапию, но желательно назначить курс и реабилитационных мероприятий, которые будут помогать ему. Здесь приведен обзор 53 достоверных исследований, в которых доказано, что физическая нагрузка повышает и уровень активности, и доказано, что пациенты и с умеренными, и выраженными двигательными нарушениями по шкале ДСС от 1 до 6 баллов, они показывают хорошую толерантность физической нагрузки и подтверждение необходимости ранних сроков реабилитации. Реабилитация показана при всех формах течения рассеянного склероза, влияет и на когнитивные функции, на болевой синдром, на баланс, на походку. И вот смотрите, путь к вторичному снижению качества жизни. Но думаю, мы понимаем, что это означает, если не заниматься физической нагрузкой. Это влияет и на мышечную слабость, сидячий образ жизни. К сожалению, мы тоже, коллеги, с вами много сидим. Нужно тоже заниматься профилактикой.
ограничение ежедневной физической активности, снижение качества жизни, нарушение сна, питания. И здесь можно приводить много факторов. Какие основные правила организации у пациентов? Нужно рассчитать интенсивность занятий, потому что все зависит от выносливости, от коморбидного фона, от настроя пациентов, частота нагрузок, тип занятий и продолжительность. Нужно составить расписание, учитывая синдром хронической усталости, желательно проводить реабилитацию в утренние часы. Какие причины отказа от реабилитации? Если мы неправильно поговорили с пациентом, не дали ему установки, это трудности с транспортировкой, нужно нам поменять время, договориться. И когда пациент говорит, что у него недостаток свободного времени, все эти вопросы решаемости, они преодолимы, если есть настрой как пациентов, так и врачей. Приведу пример свежей статьи, она действительно мне понравилась. Это эффективность 10-недельной мультимодальных танцтерапий. Это интервенционные программы были применены у пациентов с рассеянным склерозом. Пациенты были разделены на две группы. Это танцевальная группа и художественная группа. И они должны были вживую в дальнейшем, когда заканчивается процесс реабилитации, выступать на сцене. Мы видим, что пациенты были достаточно тяжелые, пациенты нуждались в поддержке при ходьбе. Мы видим, что возраст самый разный был, от 29 до 52 лет. Это данс-терапия, арт-терапия от 40 до 65 лет. И все упражнения в данс-терапии, занятия с пациентами проводил один и тот же инструктор. Данс-терапия 2 раза в неделю в течение 10 недель, продолжительность 90 минут. Ну и вы видите, чем занимались пациенты. И тренировка, и хореографические упражнения, и в быстром, и в медленном темпе. Подход был индивидуальный. И вот группа художественная, арт-терапия как раз Мария Евгеньевна в соседнем зале представляла у пациентов Московского общества пациентов с рассеянным склерозом, когда они занимаются арт-терапией. Вот здесь представлены живописи, фотографии, видеосъемка, поэзия. И групповые встречи продолжались 90 минут, они были 1 раз в неделю, проведены мастер-классы, даже приглашались артисты, были совместные репетиции, пение и так далее. И что было получено? Вот данс-терапия, она оказывает положительное влияние на утомляемость, физическую работоспособность, координацию и даже на когнитивную функцию. И рекомендованы дальнейшие исследования с привлечением более крупных выборок с последующими изменениями, а также со сравнением танцев в различных группах инвалидности у пациентов с рассеянным склерозом. И вот здесь я могу привести пример. Эта статья нас очень вдохновила. Мы занимались полгода с нашими пациентами. Было 20 пациентов. Осталось наиболее таких вот, все-таки, которые смогли дотянуть до конца. И это было 6 пациентов. Причем, знаете, если вначале был какой-то негативный настрой, то в дальнейшем они действительно и до сих пор просят. Они отдельно не хотят ходить на танцтерапию, они хотят заниматься у нас в центре, в отделении реабилитации. Инструктор был специально подготовлен, и было выступление к Дню медицинского работника. Ну, в общем-то, я даже и не планировала. Пришла наша администрация области, руководящие органы. И, конечно, наши пациенты, они рассчитывали, что мы будем просить дополнительное финансирование для лекарственного обеспечения, но когда они увидели наших пациентов, танцующих танго, наша администрация даже расплакалась, поэтому, в общем, было очень эмоционально. И вот какие мы получили результаты. Данс-терапия, она влияет и на улучшение по тестам баланса Бирка, 20-минутной ходьбы, 6-минутной ходьбы и СДМТ. Вот системный обзор в исследовании, это европейское исследование, приняли участие 279 пациентов с рассеянным склерозом из 17 европейских центров. И гипотеза заключалась в том, чтобы активные подходы к лечению, насколько они влияют на пациентов, значительно влияют на подвижность в сравнении с пассивными подходами. Тоже группы пациентов были, и мы видим, что пациенты и тяжелые, у которых шкала ИДСС к 6 баллам приближалась, и более легкие, они также были распределены по полу, по возрасту, по шкале ИДСС. И необходимо отметить, что в этом исследовании приняли участие пациенты со всеми формами течения рассеянного склероза.
И что было получено? Что в группе с улучшением пациенты получали больше сеансов индивидуальной терапии, оно и понятно, что индивидуальная терапия будет более эффективна. И в подгруппе с легкой степенью инвалидности около 60% отмечали улучшение во время силовых упражнений, в то время как около 70% улучшенных получали самострейчинг, а в группе средней тяжести только 30% с улучшением получали аэробную тренировку, в то время как 50% без улучшения получали пассивную мобилизацию и растяжку. И мы видим вот эти группы с улучшением, и шкала EDSS 6 баллов составила, мы видим число пациентов и какие были они сделаны выводы. Они считают, что наши выводы являются важным шагом в открытии черного ящика физической реабилитации, в предоставлении рекомендаций оказания помощи в будущих исследованиях по определению характеристик эффективности физической реабилитации. Их консенсусное мнение, они считают, что нужно больше практики, и насколько больше остается без ответа, и насколько необходимо рекомендовать физическую нагрузку. Так, это я уже в другую сторону листаю. И вот смотрите, траектория любого хронического инвалидизирующего заболевания. Действительно, мы назначаем лечение, но тем не менее заболевание прогрессирует, переходит из ремитирующего в вторично прогрессирующее течение, несмотря на то, что мы назначаем лечение нашим пациентам. И здесь, конечно, нужно присоединить и, может быть, усилить то Питерс, который мы назначаем нашим пациентам, и еще и реабилитацией. Потому что проведены исследования, и в которых, ну я не знаю, по крайней мере, Алексей Николаевич рассказывал, что были публикации, в которых аэробная нагрузка можно рассматривать как в качестве препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза. И вот это наше исследование, которое мы провели в период пандемии, я о нем уже много рассказывала, всех пациенты были сопоставимы по полу, по возрасту. Единственное, я могу сказать, что мы взяли в исследование пациентов и с вторично прогрессирующим, и с первично прогрессирующим рассеянным склерозом. Несколько этапов было, у нас и в дневном стационаре проходили реабилитацию, они в клинике Института мозга интенсивную, возвращались, проходили телереабилитацию. Всех пациентов смотрел оценивающий невролог, потом они проходили реабилитацию у нас в центре, затем в клиническом институте мозга. Они помещались в удобную палату пациенты, по полу, естественно, и неврологический статус у этих пациентов был сопоставим. И вот когда мы назначаем реабилитацию, очень важен этот реабилитационный цикл. Вначале необходимо составить анализ реабилитационного статуса. Что мы хотим? Нужно оценить приморбидный фонд, независимость пациента, текущую тяжесть проблем пациента, которые привели к тем симптомам, которые у него есть, и факторы окружающей среды. Действительно, семейный фактор имеет важное значение. Если, как мы помним, вот в первый день нам рассказывали, что муж пациентки не разрешал ей использовать препараты Питерс, то же самое, насколько семья верит в реабилитационные мероприятия и провести диагностику нарушений сенсомоторного кольца. Вот эти основные реабилитационные метрики, которые используются в клиническом институте мозга. Затем нужно провести целеполагание. В чем он заключается? Цель, сгенерированная пациентом, может абсолютно не совпадать с целью, которую себе поставил пациент или семья. Цель может быть сформирована или переформулирована медицинским работникам, чтобы максимально предоставить полезность формулировки цели, но она непосредственно связана, должна быть с ожидаемым уровнем изменений. И необходимо обсудить. Ну, например, цель пациента, он хочет вернуться на полный рабочий день. Я уже говорила, что, например, пациентка, чтобы прийти вовремя на работу, чтобы ее не уволили, она должна отвезти ребенка в школу. И для нее очень важно, как она интенсивно сможет ходить. Она боится идти, потому что она передвигается зимой с помощью опоры, так как она боится, что она упадет. И для этого, чтобы она выполнила цель, у нее нужно ходить на работу пешком 2 километра, ей нужно 40 минут. Вот за 40 минут она должна
дойти. Стереотип ходьбы нарушен, низкая толерантность нагрузки, естественно, страх падения. И вот этот МС-пазл, который мы должны с вами решить, когда мы назначаем реабилитацию наших пациентов. Проводится оценка рисков и ограничений. Это болевой синдром. Если у пациента что-то болит, естественно, реабилитацией заниматься он не будет. И нам нужно решить депрессию. Мы уже говорим, как важно назначать антидепрессанты, спастичность. Потому что когда долгое время развивается спастичность, что происходит? Мышца укорачивается, и уже есть изменения в суставах, и поэтому проведение всех реабилитационных мероприятий затруднительно. Если у пациента варикозное расширение вен нижних конечностей, гипертоническая болезнь, ИБС и сахарный диабет, и еще какие-то изменения, конечно же, мы должны учитывать это. И риск падения. Формирование программы. Программа должна быть сформирована. Это перечень диагностических, терапевтических действий, вмешательств, хронологической последовательности. И мы должны учитывать цель пациента. И она должна быть действительно достижимой, и она должна назначаться в конкретной фазе того реабилитационного процесса. Формируем программу, назначаем адъювантную модуляцию репарации мозга. Она состоит из немедикаментозных и медикаментозных. Потом немедикаментозные модуляции, они могут быть сенсомоторного кольца самые различные. Это и эфферентный сегмент, центральный сегмент, афферентный чувствительный. Затем мы проводим мониторинг реализации нашей цели. Цели достигнуты или нет, потому что время и усилия, затраченные на совместную постановку целей, могут быть потрачены впустую. Так как если цель недостижимая, пациент разочаровался, в дальнейшем он не будет заниматься реабилитацией. Кто и как должен отчитываться о достигнутом прогрессе, если он существует? Семья, реабилитационная команда. Проводится обход реабилитационной команды. Смотрите, выставляется бальная оценка эффективности достижений целей, критерии написаны и ведется дневник. И что дальше? А дальше у нас мы показываем, смотрите, это сплошная телереабилитация, потому что если у пациента мы видим улучшение, то нам нужно эти улучшения сохранить. Телемедицина и реабилитация сейчас для нас очень актуальна в период ковид-эпидемии. Мы видим, что в США проводятся попытки массового внедрения йоги. Мы тоже в центре занимались йогой и пилатесом, и тоже были получены хорошие результаты. Вот смотрите, занятия под контролем инструктора. Когда пациенты знают этого инструктора, инструктор знает пациентов, знает их физическую активность, проблемы. И это пациенты, у которых шкала ИДСС до 7 баллов. Вот тоже они занимаются в малой группе. И что мы получили? Мы получили улучшение у пациентов в группе реабилитации в тесте 6-минутной ходьбы, в СДМТ-тесте. И комплексная контролируемая программа тренировок, конечно же, она улучшает и функциональные возможности, и даже при проведении непродолжительного курса лечения у наших пациентов. Какие можно сделать выводы? Что наше исследование показало эффективность, безопасность интенсивной реабилитации. У нас не было ни одного обострения осложнений у пациентов, и в настоящее время эффективность проведения реабилитации доказана на любой стадии заболевания. Мы благодарим всех сотрудников, которые принимали участие. Вот 2 реабилитолога-невролога у нас сидят в зале, которые активно занимаются нашими пациентами. И какие мысли домой? Программа нейрореабилитации, в том числе и для пациентов с рассеянным склерозом, это комплекс базовых адъювантных модуляций, направленных на гармонизацию сенсомоторного кольца. Благодарю вас за внимание. Все, если вопросы есть, ко мне готова ответить. Я торопилась, честно, я понимаю, что все устали. Спасибо. Мы много слышали докладов о медикаментозном лечении, ну и, наверное, не так много о немедикаментозном. А скажите, пожалуйста, возможно ли подготовка, может быть, вы в курсе, готовятся ли клинические рекомендации по реабилитации пациентов с рассеянным склерозом? Ну, тут, наверное, Мария Николаевна так говорит, нет, 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 но вообще на самом деле мы предлагали, чтобы в клинических рекомендациях в наших, которые висят на сайте Министерства здравоохранения, есть раздел по реабилитации, есть, но мы можем вносить свои изменения. Я думаю, что если
мы пригласим профессиональных реабилитологов. Я скажу вам честно, что в 2020 году я сама поступила, и на кафедре второго меда у Галины Евгеньевны Ивановой я прошла обучение полгода. Я честно вам скажу, я старалась для пациентов с рассеянным склерозом, но я поняла, что я не реабилитолог. Я совсем не реабилитолог. Я так люблю неврологию. И когда пошла онкология, гематология, заболевания сердечно-сосудистой системы, мне так стало, ну вот как-то совсем скучно. Я поняла, нет, я буду лучше очень узко реабилитировать пациентов с рассеянным склерозом. Но я должна пройти была этот первичный курс, чтобы понимать, чем мы занимаемся и что делаем. Ну, я могу сказать только о нашем опыте. Мы отправляли пациентов в клинический институт мозга. Там прекрасная организация, там есть ФУФ, они проводят курсы обучения по реабилитации, они не длительные курсы. В общем-то, как раз готовится мультидисциплинарная бригада. Это, конечно, прекрасно, но разве потоком-то не отправишь? Клинические рекомендации нам поставлены задачи, потому что я в группе разработки, ну так, возглавляю кафедру реабилитации, да, должны быть отдельные клинические рекомендации по отдельной специальности физической реабилитационной медицины. Но это, к сожалению, довольно будет не очень скоро, потому что все это на общественных началах мы делаем. На сегодняшний день мы сделали только там несколько, например, реабилитация Белкин, еще там команда. А пока на сегодняшний день, как паллиативная помощь, принято решение разделы по клинической реабилитации включать, то есть по реабилитации в общие рекомендации по нозологии, что прекрасно сделала Стелла Анатольевна. Я еще хотела добавить, понимаете, у нас с вами, ну, я сама такая же, вот узконаправленная. Они же считают, что нужно реабилитировать функцию. Какая разница? Или парализация от инсульта, травмы, или от рассеянного склероза. Но у них, конечно, есть особенности, подход должен индивидуальный, таргетный. Но вот все-таки я как невролог считаю, что у нас свои должны быть клинические рекомендации по реабилитации пациентов с рассеянным склерозом. Реабилитологи так не считают. Это я так поняла. Нет, но общаясь с Андреем Августовичем, ну, это понятно, но у них свое есть, у них направление, что реабилитируется функция, да, да. Это мы в курсе, это все есть, но тем не менее, если подходы к реабилитации болезни, такого нет. Врач физической и реабилитационной медицины реабилитирует функцию, а не болезнь. И это установка общая. Какие-то вопросы есть? Да, у вас хорошая статья вышла. Даю трубку. Значит, вот в этом журнале, который вы все получили, наверное, да, опубликовали мы как раз вот на просто вот статью большую по принципам реабилитации программы у больных с рассеянным склерозом. Это общее пока то, что... Но а каждая клиника, мне кажется, учитывая возможности и знания, может там разрабатывать, ведь каждый центр может разрабатывать свою индивидуальную программу реабилитации. Ну, в общем, а до клинических рекомендаций настолько все далеко, что просто конца не видно. Да. Но это по спастичности. У нас вот только одна, так сказать, работа, это по транскраниальной магнитной стимуляции при спастичности, да, вот. И там как раз в этой статье приводится, но это вот маленький какой фрагмент, вот одно из возможностей индивидуальных подходов по реабилитации при рассеянном. Конечно, таких возможностей нет вообще, по-моему, ни у кого еще, чтобы создать вот такую, как Кисерлинг, сейчас мультидисциплинарную бригаду огромную. Нет, у нас, ну, я не знаю, в научном центре неврологии пока этого нет. Мы надеемся, что у нас откроется новый корпус, там будет огромный, так сказать, как раз реабилитационный центр и реабилитация, и это будет через год, как нам обещают. Ну вот, а так пока вот каких-то узких таких программ по реабилитации, вот так конкретных, что хотят неврологи, пока, к сожалению, нет.
Спасибо большое. Ну, при паркинсонизме тоже уже были работы, у них вышли, я читала рекомендации по реабилитации пациентов с паркинсонизмом, тоже были. Николай Николаевич, вы скажете? Нет? Ну все тогда. Спасибо большое. Спасибо, что вы были с нами. Двигайтесь, берегите себя, больше спите, меньше ешьте. Лучше были психические составляющие на фенголимоде, потому что пациенты, возможно, на натализумабе, они не очень были уверены в своем будущем, как долго им будут помогать этот препарат, хотя общее влияние препарата на качество жизни более заметное. Вот это окрелизумаб тоже проанализировали, намного меньше больных, всего 32, но причем разного типа течения, вы знаете, показания к окрелизумабу, это первично прогрессирующий высокоактивный рассеянный склероз и ВПРС с обострениями. И здесь отмечено достоверное улучшение через 12 месяцев множества показателей, причем показатели психического состояния, качества жизни пациентов наблюдается уже после первого введения, в течение первых 6 месяцев. С чем это связано, не очень понятно, но те, кто работают с окрелизумабом, может быть, замечали, что после первой инъекции у пациентов отмечается определенное улучшение настроения, подъем жизненных сил, они начинают более активно двигаться, но уже через 12 месяцев такого эффекта от следующей капельницы уже не наблюдается, но вот 6 месяцев даже по шкале депрессии Бека отмечается позитивная динамика. С чем это связано, не знаю, это надо еще думать и изучать. Эта динамика показателей удовлетворенности лечения по литературным данным, удовлетворенность лечения помимо того препарата, что получает пациент, оказывается, зависит от демографических факторов, молодой возраст и мужской пол, вот по этим данным в большей степени удовлетворены тем лечением, которое они получают. Особый разговор, наши сейчас пациенты достаточно долго живут, и, конечно, отношение к качеству жизни у молодых пациентов и пожилых разное. У пожилых очень сильное влияние социальных факторов, наличие депрессии, которые мы обсуждали, возрастной, в том числе депрессии, и, конечно, количество коморбидных состояний, которые наблюдаются у пациентов старше 60 лет, присоединяются многие сосудистые факторы и так далее, они, конечно, влияют на оценку пациентами качества жизни. Нельзя забывать и про персональные
особенности личности человека, что тоже отражается в том, как он заполняет эти вопросники качества жизни. И здесь вот несколько проведено работ, которые показывают, что темперамент влияет на результаты исследования качества жизни, и невротические пациенты, циклотемический темперамент, как и депрессия, существенно ухудшали показатели по всем шкалам, которые сообщают пациенты. Невротически больные, они больше тревожны, озабочены тем, что будет в будущем, даже если сейчас все хорошо. И, конечно, чаще бывает депрессия, тревоги, конфликтные какие-то ситуации. Коморбидность уже рассказала Екатерина Валерьевна. Я хочу помимо депрессии и тревожности еще раз самого разного генеза, который может наблюдаться у этих пациентов, отметить повышенный риск артериальной гипертензии и гиперлипидемии. И часто на МРТ появляются у людей в возрасте новые очаги, совершенно не обязательно, что эти очаги, в том числе и похожие на демиелинизацию, помимо типичных сосудистых, они связаны с активацией рассеянного склероза, поэтому трижды подумайте, прежде чем у пациента, особенно старше 65 лет, идти на эскалацию терапии, если вам кажется, что имеется отрицательная динамика по МРТ, она может быть связана с самыми разными причинами, в том числе с коморбидными состояниями, которые очень сильно влияют на качество жизни пациентов. Причем, если проанализировать эти данные, то средние показатели по всем используемым шкалам, а здесь, видите, больше 560 больных по самым разным шкалам оценки качества жизни и удовлетворенности терапии. Средние показатели были самые высокие у лиц без сопутствующих заболеваний и снижались по мере увеличения количества коморбидных патологий, но только психологические шкалы, а не физические, отражали число коморбидности, хотя физически были прямо связаны с уровнем инвалидизации. Это не только при рассеянном склерозе. Вот здесь показано такой же анализ, который проводили при других заболеваниях, например, при болезни Паркинсона. И еще более интересные данные были получены хирургами при изучении качества жизни. Оказывается, качество жизни после операционного лечения по поводу хирургического операционного лечения, показатели качества жизни были достоверно ниже у тех больных, у которых до операции отмечалась депрессия. То есть это продолжается и дальше это влияет на оценку состояния пациентов. Но вот это вот то, что я уже рассказывал вам, это 4 типа депрессии. Реакция на хронические нарушения наиболее частая причина депрессии у наших пациентов, особенно здесь показаны клинические симптомы, которые влияют на это. Но я уже говорил, отвечая на вот предыдущее сообщение, что очаги в височных, теменных, лобных долях, общий объем очагов. И есть пару работ очень интересных, показывающих, что как когнитивные функции, так и частота депрессии по ряду работ коррелировали с количеством очагов в мозжечке. То есть это вот достаточно интересный такой момент. Что еще надо помнить? Да, мы еще раз призывают использовать вот эти шкалы, чтобы учитывать точку зрения пациентов на проводимое лечение, но это все шкалы психометрические, поэтому их результаты зависят во многом от способа определения, от того, как задается вопрос,
на каком языке, какой требуется период вспоминания, личностные особенности, о чем я уже говорил, наличие так называемых ложных ответов на сложные вопросы, субъективные вещи, плацебо, ноцебо эффекты. То есть все это влияет именно на методологию определения, не на качество жизни, а именно на то, что получается как результат тестирования. Поэтому это не такая простая вещь, и надо учитывать очень многие психометрические особенности, почему сложно переносить оценку качества жизни в простой, скажем, электронный опросник, потому что он не учитывает множество вот этих вот факторов, которые влияют на результаты определения, на measurement. Тем не менее, очень многие шкалы, сообщаемые пациентами, они сейчас переносятся в электронный вид. Очень популярная в Северной Америке так называемая электронная система MyMS, когда сообщают пациенты и о качестве жизни, и удовлетворенность лечения, и отвечают на различные нейропсихологические тесты. В Европе более распространена нарком-МС система, и вот эти вот методы и активного, и пассивного анализа результатов, сообщаемых пациентами, это абсолютная необходимость современной медицины. Внедряются эти мобильные технологии, только еще раз они должны учитывать, то есть если определяются какие-то нейропсихологические тесты, обязательно привязывается шкала оценки депрессии для того, чтобы исключить неспецифическое влияние депрессивного состояния на результаты исследования когнитивных функций. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, давайте, Михаил Ильич. Совершенно верно. С точки зрения влияния на клиническое течение заболевания, на патогенез. Да, это большая задача, которую мы обсуждали на ряде симпозиумов. У нас даже есть на кафедре аспирантка, которая занимается копинг-стратегией. Но у нас часто бывает, что те, кто занимаются рассеянным склерозом, девушки, они уходят в декретные отпуска, 1, 2, 3. Есть неврологи, занимающиеся рассеянным склерозом, которые 4 раза за это время успевали побывать в декретных отпусках. И вот тема зависла, но это очень интересная тема, как формируются копинг-стратегии. Что это такое? Это совладание с заболеванием, это принятие его, и выработка соответствующих адаптационных каких-то внутренних механизмов для того, чтобы жить с данным состоянием. Вы совершенно правы. Опять же, если говорить про зарубежную медицину, у нас сегодня мы уже прослушали с вами больше 25 докладов зарубежных коллег. Они, конечно, уделяют очень большое внимание выработке правильных копинг. Но, Михаил Ильич, вы далеко не уходите, пожалуйста, идите, сменяйте меня с вашим докладом о механизмах действия уже этих препаратов. Спасибо большое, Алексей Николаевич. Уважаемые коллеги, я в сообщении перейду от вопросов клинических, касаемо терапии первой линии, к вопросам патогенетическим, а именно к механизмам действия глутирамира ацетата. Я тезисно, наверное, расскажу, собственно, о строении препарата. Я думаю, что уже хорошо мы все это знаем. О том, что глутирамир ацетат представляет собой уксусно-кислую соль синтетических полипептидов, образованных 4 природными аминокислотами. Вот, кислоты — это те, которые, собственно, формируют основный белок миелина. То есть можно говорить о некой схожей структуре глутирамира ацетата с аутоантигенами центральной нервной системы. Важно отметить, что
длина этих полипептидов, равно как и последовательность аминокислот, она варьирует, является непостоянной, ввиду чего не представляется возможным выделить фармакологически активные молекулы. То есть это действительно препарат с точки зрения своего строения уникальный. То же самое касается и функций. Несмотря на то, что механизмов действия препарата при рассеянном склерозе, несмотря на то, что препарат, в общем-то, уже длительное время исследуется и хорошо себя зарекомендовал в рутинной клинической практике, тем не менее полного понимания, как именно глутарамир ацетат работает, не достигнуто. Можно выделить несколько механизмов, которые подразумеваются как доминирующие. Первый механизм связан с так называемым конкурентным связыванием с Т-клеточным рецептором на антиген-презентирующих клетках. То есть это тот случай, когда глутарамир ацетат является ложной мишенью для аутореактивных Т-лимфоцитов. При этом важно, что это не прямое действие глутарамира ацетата, а именно опосредованное через антиген-презентирующие клетки. То есть антиген-презентирующие клетки, дендритные клетки, вероятнее всего, захватывают глутарамир ацетат, представляют его, и дальше это уже является ложной мишенью для Т-лимфоцитов, которые начинают условно атаковать глутарамир ацетат. Второй обсуждаемый механизм действия – это индукция и активация глутарамира ацетат специфических Т-лимфоцитов. Речь идет о так называемых Т-клетках с фенотипом TH2, которые способны продуцировать противовоспалительные факторы. В общем-то, речь идет именно о мягком воспалении, которое при длительном воздействии формирует иммунологическую толерантность. То, о чем сегодня Владимир Станиславович Роговский рассказывал, когда говорил о естественной иммунологической толерантности и механизмах формирования, имея в виду хроническое воспаление. И следующий механизм – это нейропротективный эффект препарата, главным образом за счет выработки БДНФ. О TH17 клетках достаточно много уже сказано. Я тезисно напомню, что это одна из адаптивных субпопуляций Т-хелперов, которая по существующим представлениям играет одну из ключевых патогенетических ролей при рассеянном склерозе. Действительно, TH17 иммунный ответ носит, как правило, выраженный аутоагрессивный характер, в связи с чем и предполагается критическая роль этого ответа при ряде аутоиммунных заболеваний, не только рассеянного склероза, псориаз и ряда других. При этом важно помнить, что TH17 иммунный ответ зависит не только от самих Т-хелперов 17 типа, что ключевое значение в индукции этого ответа, конечно же, играют опять-таки антиген-презентирующие клетки, которые дирижируют вот этим вот ансамблем наивных Т-лимфоцитов, регулируя их дифференцировку. Таким образом, вот эта ось, дендритные клетки, CD4 позитивные Т-лимфоциты с последующей дифференцировкой в интерферон гамма продуцирующие Т-лимфоциты, интерлейкин 17 продуцирующие, или же дифференцирующиеся в противовоспалительные Т-регуляторные клетки, являются одной из таких вот ключевых осей, и, в общем-то, именно с функционированием вот этих иммунных популяций и связана эффекторная фаза рассеянного склероза. И, как ни странно, когда мы исследовали влияние глутарамира ацетата, анализировали те данные, которые уже на сегодняшний день имеются о влиянии глутарамира ацетата на функции TH17 клеток, не было обнаружено нами данных о влиянии, собственно, этого препарата на функции TH17 клеток. Всего лишь несколько статей, которые главным образом были проведены в условиях экспериментального аутоиммунного энцефаломиелита на уровне экспрессии МРНК интерлейкина 17 в очагах, собственно, в очагах центральной нервной системы у грызунов. Таким образом, целью нашего исследования было изучить влияние глутарамира ацетата на индуцированный дендритными клетками TH17 иммунный ответ у больных рассеянным склерозом. То есть мы хотели проследить влияние этого препарата именно на ключевые события в эффекторной фазе заболевания. Итак, на слайде представлены задачи. Я тезисно скажу, что мы оценивали влияние глутарамира ацетата первое на функции дендритных клеток, на то, как дендритные клетки продуцируют провоспалительные цитокины, на то, как дендритные клетки способны реализовывать процессинг, то есть антиген-презентацию, и активировать TH17 клетки. Кроме того, поскольку таких данных не было о прямом влиянии глутарамира ацетата на TH1 и TH17 клетки, мы решили также исследовать возможный, вероятный механизм прямого воздействия препарата на функции этих провоспалительных TH1 и TH17 клеток. Критерии включения, не включения, я опять-таки тезисно скажу, что это были пациенты с ремитирующим рассеянным склерозом, которые находились в стадии ремиссии. Это были пациенты, получающие глутарамир ацетат не менее 6 месяцев. И, соответственно, это были те пациенты, которые не менее 6, как минимум 6 месяцев не получали
кортикостероидную терапию. В целом можно говорить о том, что была подобрана вот такая особая популяция пациентов с оптимальным ответом на терапию и с достаточно мягким течением рассеянного склероза. Почему брали мы именно таких пациентов? Поскольку вот мы впервые такое исследование проводили, мы, очевидно, просто стремились устранить дополнительные кофакторы, которые прямо или косвенно могут повлиять на интерпретацию полученных результатов, ввиду обострения и других каких-то факторов. Методология достаточно стандартизированная. Это набор клинических методов и, конечно же, иммунологические подходы, связанные главным образом с культивированием клеточных культур, то есть инвитро мы получали TH1 клетки, TH17 клетки и дендритные клетки. И далее мы смотрели о том, как инвитро различные концентрации глутирамера ацетата влияют на их основные функции. Что же было установлено? На первом этапе мы изучили влияние глутирамера ацетата на продукцию цитокинов всеми Т-клетками. То есть это были CD3 позитивные Т-лимфоциты, куда входили и CD4, то есть Т-хелперы, и CD8 супрессоры. И вот в этой обобщенной популяции было установлено, что глутирамер ацетат оказывает прямой ингибирующий эффект и на продукцию интерлейкина-17, и на продукцию интерферона гамма. Помимо собственно, оригинального препарата, который мы изучали, это препарат Капоксон, мы также исследовали препарат Тимиксон. И мы, кроме того, что оценивали собственный эффект препарата, также еще и оценивали сопоставимость этого влияния у оригинального препарата и у воспроизведенного глутирамера ацетата. Вот на этих графиках видно, что, во-первых, и в первом, и во втором случае и у больных рассеянным склерозом, и у здоровых доноров глутирамер ацетат оказывает дозозависимый и ингибирующий эффект как на продукцию интерлейкина-17, так и на продукцию интерферона гамма. Мы решили углубиться, и из этой фракции всех Т-лимфоцитов мы методом иммуномагнитной сепарации выделили прицельно CD4 позитивные клетки, именно Т-хелперы, чтобы уже более таргетно, прицельно посмотреть о влиянии глутирамера ацетата именно на Т-хелперы. И, в общем-то, результаты, полученные на CD4 клетках, на Т-хелперах, были абсолютно сопоставимы с таковыми, полученными на общей популяции Т-клеток, что опять-таки подтверждает противовоспалительный эффект препарата. Обнаружив вот такой эффект, мы решили о возможной его неспецифичности. Может быть, это эффект препарата, который связан просто с подавлением функциональной активности всех Т-лимфоцитов. Ничего подобного. Мы провели исследование влияния глутирамера ацетата этих же самых концентраций на продукцию противовоспалительного интерлейкина-10. И вот как раз в этой ситуации мы уже не обнаружили ингибирующего эффекта в рабочей концентрации глутирамера ацетата. То есть суть такова, что провоспалительные цитокины подавляются, тогда как противовоспалительные не подавляются, и в некоторых образцах даже напротив продукция этого цитокина индуцируется. Далее мы решили уточнить уровень, на котором глутирамер ацетат действует, связано ли это со связыванием именно цитокинов на белковом уровне, или же препарат работает на генном. Для этого мы оценили уровень экспрессии МРНК в CD4 позитивных Т-лимфоцитах, опять-таки обнаружили дозозависимое подавление МРНК интерлейкина-17 на фоне внесения на фоне обработки глутирамера ацетатом. И вот таким образом вот наш первый этап этого исследования о прямом влиянии глутирамера ацетата на функции Т-клеток был завершен, и мы приступили к следующему этапу. Мы решили исследовать, как же глутирамер ацетат воздействует на уже собственно индуцируемый дендритными клетками TH17 иммунный ответ. Мы получили дендритные клетки моноцитарного происхождения, достаточно стандартная методика получения этой культуры, и где мы оценивали способность глутирамера ацетата подавлять продукцию провоспалительных цитокинов. И, собственно, это было установлено. Было показано, что глутирамер ацетат, воспроизведенный препарат Тимиксон, подавляет продукцию интерлейкина-6 и интерлейкина-1 дендритными клетками. Почему мы выбрали именно эти два цитокина? Дело в том, что именно эти два цитокина участвуют на ранних этапах дифференцировки TH17 клеток. То есть именно вот эти цитокины необходимы для развития вот этой самой патогенной популяции Т-лимфоцитов. И вот, собственно, было обнаружено ингибирующее влияние глутирамера ацетата. А дальше мы провели достаточно интересный эксперимент. Мы решили воспроизвести картину, условно скажем, обострения рассеянного склероза. Мы активировали дендритные клетки, предварительно обрабатывали их глутирамерацетатом, и затем
к этим дендритным клеткам мы вносили аутологичные, то есть от тех же доноров или от тех же пациентов, Т-лимфоциты. И дальше проводилась так называемая смешанная лейкоцитарная реакция, когда дендритные клетки активировали TH17 клетки, вот это то, что было представлено на самых первых слайдах. И мы установили, что глутирамир-ацетат опять-таки воздействует, оказывает свой противовоспалительный эффект, в том числе и на данном этапе. И таким образом было достигнуто, вот принципиальная цель наша была достигнута. Было установлено как и прямой эффект, причем это было впервые установлено на функции Т-клеток, так и был показан противовоспалительный эффект глутирамир-ацетата на индуцированный дендритными клетками TH17 иммунный ответ. Насколько вообще такие подходы инвитро корректные? Как выяснилось, вполне, потому что параллельно вместе с нами такую же похожую работу проводили наши коллеги, которые опубликовали относительно недавно свою публикацию в MS Journal. Работали они примерно по тому же дизайну, используя те же самые методологические подходы, за исключением того, что наши коллеги также сравнивали два препарата, но это был препарат 20 мг на миллилитр и 40. И, в общем-то, получили они абсолютно такие же результаты. Во-первых, они посмотрели уровень цитокинов в плазме крови, то есть инвиво, на фоне лечения дозой 20 мг, с последующим переводом на 40 мг. И эти показатели были сопоставимы. Также они использовали вот такие методы инвитро, они также выделяли те же самые Т-лимфоциты, они также их стимулировали, и точно так же они вносили такие же концентрации глутирамира-ацетата, и, в общем-то, получили те же самые данные. Ну и кроме того, они также хотели посмотреть влияние глутирамира-ацетата на функции антиген-презентации. Ну, с той лишь разницей, что мы культивировали именно дендритные клетки из моноцитов, а они просто брали моноциты и стимулировали их точно так же, как и мы. И, в общем-то, были обнаружены те же самые результаты о том, что глутирамир-ацетат оказывает противовоспалительный эффект и на функции Т-лимфоцитов, и на антиген-презентацию собственно. Но это вот тот самый случай, Алексей Николаевич, когда опередили мы, а не нас, вот, потому что мы опубликовали нашу работу на полгода раньше. Но в целом говорит о том, что данная методология рабочая, и использовать ее можно не только для уточнения механизма действия препарата, но в том числе и для сопоставления, сравнения вот в различных таких ситуациях. Следующая работа, уже завершая сообщение, коротко хотела сказать о том, что вот такие методики инвитро могут в том числе использоваться и для прогноза. То есть эти данные могут иметь и прогностическое свое значение, когда мы пытаемся спрогнозировать, будет ли ответ на терапию оптимальным или неоптимальным. Вот такое исследование по похожему дизайну было проведено в 2016 году, опубликовано в Journal of Neuroimmunology. Кстати говоря, один из авторов — это Константин Балашов, участник нашей нынешней конференции. Так что в целом вот такие методы инвитро, наверное, имеют право на существование. И самое главное, что эти результаты можно интерпретировать в связи с инвиво. Выводы я, наверное, зачитывать не буду, мы о них уже сказали. В целом, да, глутирамир-ацетат оказывает противовоспалительный эффект на разных этапах иммунопатогенеза рассеянного склероза, а представленная методология может использоваться для сравнительных подходов. Большое спасибо за внимание. Надо сказать, что Костя Балашов, он, хотя здесь делал лекцию по МРТ, но это уже его следующее развитие, он базово иммунолог. И мы с ним сидели 10 лет в соседних боксах в Институте иммунологии. Он потом уехал в Штаты и, уже достигнув определенного уровня, изучая иммунологию рассеянного склероза, а уровень в Соединенных Штатах – это публикация в ПНАСе, после чего дается грин-карт автоматически. И, значит, он там остался, и сейчас он переквалифицировался из иммунолога, закончил курсы, занимается МРТ. Михаил Валерьевич, у меня следующий вопрос. А ведь в кишечнике имеются антиген представляющие клетки, так ведь? Да, Алексей Николаевич, антиген-презентирующие клетки имеются в достаточно большом количестве. Более того, это уникальные антиген-презентирующие клетки. Если мы будем сравнивать уровень экспрессии различных маркеров, то фенотип у них будет другой, особый, да. Так вот, вопрос у меня такой. Проводилось исследование глутирамир-ацетата ПРОС.
которая провалилась полностью, и те эффекты, которые наблюдались при подкожном введении, при введении этой же пептидной смеси перос, не работали. Чем вы можете это объяснить? Ну, вполне возможно, что это как раз связано именно с особенностью функционирования, потому что те дендритные клетки, которые в покровных тканях локализуются, как первая линия врожденного именно, да, иммунитета, они обладают другим все-таки фенотипом, они функционируют несколько по-другому, потому что микробиота и иммунные клетки кишечника все-таки это отдельная, как мне кажется, группа, по крайней мере то, что на сегодняшний день описано. Причем это справедливо не только в отношении антиген-презентирующих клеток, но и Т-лимфоцитов. Там тоже особые популяции тех же Т17 клеток. Да, потому что Тева имела очень большие надежды на этот препарат перос, но, еще раз говорю, исследования провалились. И что хочу обратить внимание, это работа с культурами, а не в плазме крови. Конечно, информативность исследований в плазме, они сейчас практически не используются. Это все, да, это сведено к нулю, и все серьезные лаборатории приходят к работе в культурах клеток или даже внутриклеточно. И последний мой вопрос, у нас есть еще пару минут. Как вы думаете, насколько мог бы быть информативен для изучения вот этих вот механизмов single cell assay? А сложно, Алексей Николаевич? Исследования-то, в общем-то, на самом деле только запустились такие. Я думаю, что да, в этом направлении будем двигаться. Ну, то есть это общемировая сейчас тенденция, перейти уже к именно ширине с последующей детекцией, да, таргетно. А если мы возьмем классические исследования по иммунологии, то все на самом деле сейчас уже начинается с полногеномного секвенирования, где вычленяются отдельные группы генов, которые дальше уже продолжают исследоваться именно на уровне белковых молекул, сигнальных путей и так далее. Вопросы есть? Да, давайте, пожалуйста. Да. Интерлейкины 6. Во-первых, это может быть связано именно с различной степенью функциональной активности, да, антиген-презентирующих клеток, дендритных клеток, полученных от больных, соответственно, и полученных от здоровых доноров. Хотя здесь все-таки надо понимать те ограничения, поскольку сама методика, она 7-дневное культивирование дендритных клеток. Вот здесь мне, конечно, сложно говорить, насколько это может быть связано именно с активностью моноцитов инвиво, но в целом нельзя это исключить. Я бы, наверное, не совсем согласился. Вот, может быть, если есть время, я коротко прокомментирую первую часть вот, касаемо связи и эффективности препарата с его концентрацией. Ну, во-первых, это не совсем справедливо ни для первой, ни для второй линии, вернее, ни для бета-интерферонов, ни для глутирамира ацетата, о которых мы сегодня говорим, это раз. Второе, в отношении глутирамира ацетата вообще сложно судить о его уровне его концентрации. Дело в том, что препарат делается подкожно, сразу захватывается вот этими дендритными клетками, и он метаболизируется сразу. Зафиксировать, поймать его в плазме крови невозможно, вообще невозможно. Поэтому пытались несколько, по-моему, несколько, даже одна публикация как минимум есть, где зафиксировали минимальные значения вот этого глутирамира ацетата в плазме крови, но там вводили препарат добровольцам значительно большей дозировки, чем используется для лечения терапии. То есть, может быть, где-то там в лимфатических узлах она и достигает высоких, вот, по крайней мере, те, которые мы использовали. А так сложно с этим связать. А что касается механизма, да, то, конечно, нельзя исключить и влияние, собственно, глутирамира ацетата, которым
лечили пациентов, потому что мы пациентов брали, нам не удалось набрать вот именно наивную группу, то есть нелеченную. Здесь мы набирали пациентов, которые все получали терапию глутирамира ацетатом. Вопрос понятен, да, он логичный, Ульяна, спасибо. Кто же спорит? Препарата и разрабатывается препарат. А как можно было догадаться, вот как сделали глутирамир-то? То есть Да, большое спасибо. Да, вообще история открытия, она, конечно... Алексей Николаевич, я прошу прощения, вы хотели прокомментировать, да? Ага. Давайте вы. Дело в том, что история открытия препарата, она совершенно уникальная, потому что изначально препарат глутирамира ацетат был синтезирован как кополимер, собственно, как структура основного белка миелина именно для воспроизведения экспериментального аутоиммунного энцефаломиелита у животных. И, в общем-то, цель, которую разработчики глутирамира ацетата преследовали, это, напротив, воспроизводить тот экспериментальный аутоиммунный энцефаломиелит, который будет наиболее близок по своим патогенетическим и клиническим проявлениям к рассеянному склерозу. Поэтому, собственно, и взяли вот такое строение специфичное, характерное для основного белка миелина. А вот дальше уже в процессе экспериментов было показано, что экспериментальный аутоиммунный энцефаломиелит не только не воспроизводится, но и напротив, вот этот препарат обладает протективным и профилактическим и терапевтическим эффектом вот на эту модель рассеянного склероза. Поэтому случайно. Да, то есть он был синтезирован для того, чтобы вызвать заболевание, а оказалось, что он его подавляет. И вот из тех 3 механизмов действия, которые приводил Михаил Валерьевич, вначале очень активно обсуждалось это антиген-специфическое подавление, но, честно говоря, трудно представить, как в молекуле, в 3-молекулярном комплексе эти пептиды замещают натуральные ОБМ, поэтому наиболее обоснованной сейчас считается теория вот этого роста GA-специфического клона клеток, который, слава богу, вырабатывает и вот после соответствующего взаимодействия с дендритными клетками и противовоспалительные цитокины, и плюс нейротрофические факторы. То есть это просто by chance. Вопрос был, Дмитрий Сергеевич, нет? Ну давайте. Большое всех за участие в дискуссию. Сейчас мы все тихонечко переходим в первый зал, где будет последний симпозиум и потом закрытие конгресса. Пожалуйста.
Наталья Валерьевна, вы готовы? Как говорил Остап Бендер, наш девиз всегда. Коллеги, ну время, в общем, оно как бы неумолимо, и мы перетекаем из одного симпозиума в другой, практически без всяких перерывов. Всех поздравляем, тех, кто, так сказать, дожил до последнего научного мероприятия, сохранив при этом, так сказать, физические кондиции и разум. И объявляем первый доклад. Наталья Валерьевна. Да. Ну, учитывая, что у нас за эти дни прозвучало вообще, мне кажется, просто все темы, какие только можно, и поэтому даже я, думая о том, что бы вам еще такого рассказать, по большому счету не нашла, да, каких-то прям вот новых изюминок, которые можно было бы рассказать, но мне хочется, поскольку наш симпозиум все-таки будет посвящен, скажем так, антибэклеточной терапии, то мне бы хотелось так немножко как бы какими-то, может быть, крупными мазками обратить ваше внимание, что мы долгие-долгие годы практически большую часть внимания уделяли исключительно участию Т-клеточного иммунитета в патогенезе рассеянного склероза, и последние, наверное, 10 лет активно стали, собственно, заниматься изучением роли Б-клеток в патогенезе рассеянного склероза, причем на совершенно разных уровнях участия этих Б-лимфоцитов. И одним из таких, скажем, ну, может быть, непрерывных, это громко будет сказано, но достаточно интересных находок было как бы установление, что у пациентов, особенно с вторичным прогрессирующим рассеянным склерозом, есть лимфоидные фолликулы, которые находятся обособленно внутри центральной нервной системы, и причем эти лимфоидные фолликулы представлены как раз Б-клетками, плазматическими клетками, и, собственно, вот такое компартментализированное воспаление, оно, по всей вероятности, и поддерживается уже без участия периферической иммунной системы, само функционирует, само себя поддерживает и само, собственно, заставляет этот хронический процесс протекать дальше. Вы видите, что в сером и в белом веществе, собственно, немножко по-разному выглядят те изменения структуры, которые, соответственно, мы обсуждаем, но, тем не менее, это важная, скажем так, находка с моей точки зрения и важная мишень, о которой сегодня все думают, чтобы найти, как добраться до этих лимфоидных фолликулов, до этих Б-лимфоцитов и, соответственно, таким образом на них воздействовать. Ну и, собственно, понятно, что идут постоянно различные публикации, которые как раз и посвящены обсуждению роли этих третичных лимфоидных фолликулов в патогенезе рассеянного склероза, как я уже сказала, в таргетности, доступности и поиска доступа к этим третичным лимфоидным фолликулам, ну и, соответственно, в управлении поведением Б-лимфоцитами обособлено за счет этого опосредованного влияния на Т-лимфоциты для того, чтобы все-таки попытаться контролировать течение рассеянного склероза. Вы видите, что работы абсолютно разные, и эти работы, конечно, проводятся не только на больных с рассеянным склерозом, но и, соответственно, на здоровых добровольцах без рассеянного склероза, для того, чтобы больше понимать об участии этих Б-лимфоцитов и Б-клеток вообще в патогенезе именно рассеянного склероза и других воспалительных заболеваний центральной нервной системы. Ну и все больше и больше, соответственно, подтверждается вот эта идея компартментализованного воспаления внутри ткани и стимуляции лимфоангиогенеза. Еще интересные работы, которые постоянно находятся в процессе доработки, расширения и поиска, это, конечно, поиски различных биомаркеров и, собственно, вот этих биомаркеров и этих биологических молекул, корреляции каких-либо между ними и течением рассеянного склероза. Одной из таких молекул давно уже обсуждаются нейрофиламенты, и вы знаете наверняка эти работы, которые показывают, что уровень нейрофиламентов и их повышение наблюдается в цереброспинальной жидкости уже на ранних стадиях заболевания, что есть определенные работы, которые показывают на корреляцию между уровнем нейрофиламентов и, соответственно, как скоростью потери мозгового вещества, так и, в принципе, признаками прогрессирования инвалидности у больных с рассеянным склерозом. И вот эти две работы, которые достаточно давно уже обсуждаются и которые, скажем так, внесли определенный тоже вклад
в изучение патогенеза и биомаркеров в рассеянном склерозе. Это, собственно, работы, которые прям показали корреляцию между уровнем нейрофиламентов в сыворотке крови, уже а не в цереброспинальной жидкости, и, собственно, которые пытаются сегодня показать, что совсем не обязательно исследовать нейрофиламенты в цереброспинальной жидкости, что, возможно, мы придем к тому, что нам будет достаточно исследовать сыворотку и уже по их уровню в сыворотке судить о том, как прогрессирует болезнь или какие факторы прогноза у нашего пациента в зависимости от того уровня, который он имеет, во-первых, на начальных этапах болезни, но и впоследствии тоже. Еще интересная работа, которая была опубликована в 2019 году, она была посвящена тому, чтобы проанализировать, скажем так, некие ассоциации и связи между не только измерением уровней нейрофиламентов и других биомаркеров Б-клеток в цереброспинальной жидкости, но и, кроме того, посмотреть на МРТ-критерии, по которым попытались пациентов либо с клинически изолированным синдромом, либо с ранним дебютом рассеянного склероза разделить на подгруппы с точки зрения последующего агрессивного или доброкачественного течения. И было показано, что в совокупности, если мы с вами посмотрим на МРТ-характеристики, которые у этого пациента получены, то есть насколько много у него уже в дебюте очагов, и плюс в совокупности с теми изменениями, которые будут выявлены по биомаркерам, мы, в принципе, можем уже примерно предугадать, будет ли у пациента дальше агрессивное течение рассеянного склероза. Ну и, конечно же, если мы будем говорить об иммунотерапии, а я думаю, что последние, я говорю, годы мы активно говорим об иммунотерапии с воздействием именно непосредственно на Б-клетки, то мы с вами понимаем, что мы таким образом будем стараться влиять на активность рассеянного склероза, влиять на течение заболевания, ну и, соответственно, Б-клетки обещают быть, скажем, такими одними из основных компонентов, на которые надо воздействовать. Особое внимание уделяется именно Б-клеткам памяти. И если мы посмотрим опять-таки на сводные такие данные по иммунотерапии рассеянного склероза и по влиянию различных иммуномодуляторов на Б-клетки памяти, то вы видите, что большей частью мы видим, что, собственно, снижение количества Б-клеток памяти позволяет, соответственно, тоже управлять течением рассеянного склероза и лучше, скажем так, не провоцировать их увеличение, потому что это будет сказываться негативно на течение заболевания. Мы с вами неоднократно в разных видах видели уже вот эту работу, которую по-разному иллюстрировали, скажем так, с позиции и эффективности в терапии, и ее безопасности. Поэтому, собственно, понятие первая, вторая или третья линия – это некое условное деление, потому что мы с вами хорошо понимаем, что для пациентов, например, с быстро прогрессирующим рассеянным склерозом мы будем сразу использовать препараты второй линии, которые для этого пациента будут препаратами первого выбора. Ну и чаще, конечно, мы используем эскалационную модель, и поэтому используем, скажем так, сначала препараты первой линии, а потом переводим пациентов на вторую или третью. Ну и в данном случае вы знаете, что в этом году, вот в прошлом 2020 году получила регистрацию препарат клодребин, в этом году сипонимод, это в Европе они еще раньше получили регистрацию. И сейчас, например, и офетумумаб и понисимод опять-таки уже имеют регистрацию в Соединенных Штатах Америки. Сейчас они ожидают регистрацию в Европе, и, в принципе, мы тоже с вами готовимся к тому, что они будут зарегистрированы и у нас с вами. Неоднократно звучало, что мы с вами, когда принимаем какие-то решения, понимая, как, скажем, манифестировала болезнь у нашего пациента, как развивается болезнь у нашего пациента, мы все время, беседуя с ним, обращаем внимание на так называемые факторы либо благоприятного, либо негативного прогноза и стараемся, скажем, в контексте истории болезни этого пациента выделить либо что-то положительное, чтобы нам помогло и подсказало, как выбрать лечебную стратегию, либо наоборот обращаем внимание на такие моменты, как раз когда у пациента в дебюте уже картина развернутая, многоочагового поражения центральной нервной системы, когда у пациента достаточно рано вовлекается спинной мозг, патологический процесс, или есть очаги в задней черепной яме, что является, в принципе, факторами неблагоприятного прогноза. И в конечном итоге, принимая во внимание все эти факторы и риска, и самого пациента с его коморбидными состояниями, с его, скажем так, преференциями в какой-то степени и возможностями, мы, в общем-то, оцениваем риск для каждого конкретного пациента, выбираем терапевтическую стратегию. Как я уже не один раз говорила, это моя личная позиция, что, выбирая стратегию А, у нас в голове уже должен быть некий план Б,
к которому мы приступим в случае неэффективности плана А. Ну и дальше осуществляем, конечно, безусловно, мониторинг за состоянием пациента. Теперь, если мы посмотрим на международные различные рекомендации и подходы к раннему лечению, о котором мы все время говорим и говорим о его значимости, то вы видите, что в 2018 году, например, рекомендации Магнимс, они четко прописывали, и мы пока с вами придерживаемся этой концепции, что пациенту с радиологически изолированным синдромом, так как у него нет установленного диагноза рассеянный склероз, то мы не начинаем такого пациента лечить. Алексей Николаевич уже подчеркивал, что в Европе и в Америке пациентов с клинически изолированным синдромом, даже еще будучи с неустановленным диагнозом, но если у этого пациента есть уже атипичные картины по данным МРТ, и в принципе клинически манифестация похожа на дебют демиелинизирующего заболевания, это разрешает врачу начать лечебный процесс по отношению к этому пациенту. Вы видите, что рекомендации Американской академии неврологии от 2018 года говорят о том, что глутирамир ацетат или интерферон бета-1А подкожный более эффективный, чем плацебо. Они даже рассуждают по поводу клодрибина, хотя он не был потом зарегистрирован, только недавно получил, скажем, вторую жизнь, но тем не менее это рифлюнамид. То есть они говорят о том, что надо взвесить все риски, и если вы считаете, что все-таки польза будет более оправдана, то такого пациента следует именно на стадии уже клинически изолированного синдрома начать лечить. Ну и рекомендации Эктеримс или Европейской академии неврологии говорят о том, что ранний прием иммуномодулирующих препаратов надо предлагать пациентам, особенно с активным течением, потому что вы знаете, что бывают такие ситуации, когда пациент после первого эпизода пропадает из поля зрения невролога, благодаря тому, что у него наблюдается спонтанная длительная ремиссия, и, конечно, он в этот период времени находится без терапии. Но если это пациент, который к вам пришел, и вы видите, что у него есть все предвестники того, что рассеянный склероз на ближайшие годы не заснет, то и пациент при этом не готов уже сейчас стартовать с терапией, то в течение первого года надо его четко ориентировать хотя бы на частый мониторинг МРТ и на достаточно частые визиты к неврологу, чтобы вы не пропустили тот самый очередной всплеск активности, который может быть не клиническая, но она может быть субклиническая, и чтобы вы ее не пропустили. И еще раз повторно говорили с пациентом о необходимости начала раннего лечения. Ну и, конечно, мы все эти дни говорили о том, что если у нашего пациента после того, как мы сделали какой-то выбор, продолжается активность заболевания, то, безусловно, нам следует рассматривать, какое более эффективное средство нужно предложить нашему пациенту, чтобы в конечном итоге достигнуть контроля над заболеванием. Ну и я уже один раз это подчеркивала, что если выбор в итоге склоняется в пользу препаратов первой линии, то все препараты первой линии равнозначно считаются эффективными, а явных каких-то принципиальных различий именно по эффективности на сегодняшний момент нет. Исключительно только это вопрос переносимости, безопасности и отдельных предпочтений конкретного пациента в плане удобства для него. Очень важно, поэтому, когда мы осуществляем такой выбор, то обращать внимание, насколько пациент будет привержен той терапии, которую мы ему рекомендуем. И мы все время говорим о том, что необходимо следить за эффективностью этой терапии в виде субоптимального ответа. В мире по-прежнему наиболее распространенными препаратами являются интерфероны бета или глутирамир ацетат в качестве первого выбора, но тем не менее все больше мы говорим о том, что, конечно, есть ниша реально активных пациентов или высокоактивных пациентов, у которых сохраняется активность на этих препаратах. И вот одно из таких исследований, которое было проведено относительно недавно, вы видите, были набраны сведения по недавно диагностированным пациентам в возрасте старше 18 лет, у которых сведения собирали в период с 2016 года по 2018 год. Как минимум эти пациенты использовали один или более иммуномодулирующих препаратов, и в качестве сведений, откуда поступали эти данные, использовалась база данных административных запросов США. Вы знаете, что США это все открытые сведения, это не как у нас данные страховых компаний закрыты. Там можно, в принципе, получить эти сведения, они открыты. Ну и результаты оценивали как в группе комбинированных питерс, то, что некоторые пациенты уже успели за этот период
период времени получить не один иммуномодулирующий препарат, так и те пациенты, которые находились на монотерапии. Что, собственно, получили? Ну вот по вот этим открытым данным рутинной практики получили, что практически, видите, до 40% пациентов в течение первого года после начала лечения все-таки сохраняли свою активность, несмотря на то, что у них даже было приключение внутри, скажем, препаратов первой линии. И это говорит о том, что, конечно, это заставляет задумываться, как вести этих пациентов. Более того, вы видите, что не наблюдалось значимого изменения средней годовой частоты обострений после 1 года лечения первой линии. Ну вот, например, у 28% пациентов, которые как раз получали либо интерфероны, либо глутирамир ацетат и диметилфумарат. Ну и кроме того, конечно, вы видите, по всем группам были определенные доли пациентов, которые испытывали обострение. Еще одна из интересных работ, которая была представлена как раз на виртуальном ECTRIMS в прошлом году, эта работа тоже говорила о том, что в рутинной практике, не в рамках рандомизированных исследований, сравнивали тех пациентов, которым в течение первых 2 лет терапии была предложена уже терапия, либо быстрый ранний свитч происходил на терапию именно препаратами второй линии по сравнению с теми пациентами, которые спустя 4 года только получали терапию, и их кривые, вы видите, в плане своих долгосрочных исходов расходились. Сейчас, если мы посмотрим на сайт clinicaltrials.gov, то запланированные уже идет 2 исследования, которые должны быть именно рандомизированными исследованиями, и задача которых будет именно в рамках рандомизированного исследования, вот TREAT-MS, например, проанализировать как совокупно, так и по отдельности раннюю агрессивную терапию в сравнении с традиционным началом с терапии первой линии по влиянию на риск инвалидизации именно уже в среднесрочной перспективе. И вот очень интересно будет, что наблюдается ли различие в среднесрочном риске прогрессирования у пациентов, которые в начале в результате рандомизации были отнесены к группе низкого риска инвалидизации и которые начали терапию с первой линии, а потом после переключенные были на вторую линию в связи с сохраняющейся активностью заболевания. И следующее исследование – это Deliver-MS, которое тоже вы видите, что будет заниматься тем, чтобы оценивать, собственно, тоже будет рандомизированное открытое исследование, которое будет сравнивать в параллельных группах пациентов, которые будут либо получать сразу раннюю терапию препаратами первой линии, либо получать препаратами второй линии, и будут даже 3-я группа пациентов, которая не даст согласия на рандомизацию, которая будет просто в рамках наблюдения проходить в этих исследованиях, и с ними будет проводиться сравнение этих групп. Этот слайд уже неоднократно эти дни тоже демонстрировался, что у нас с вами есть разные опции принятия решений в зависимости от того, как мы интерпретируем сам субоптимальный ответ, и самое главное, как мы считаем, насколько высок риск у пациента быстрого раннего прогрессирования, чтобы как можно скорее производить эскалацию и переводить пациента, соответственно, на другие препараты. Ну вот здесь я не буду на этих слайдах останавливаться, потому что это все те же слайды, которые мы уже показывали по критериям субоптимального ответа или резистентности к терапии, которые предложены на настоящей редакции клинических рекомендаций. Возможно, после того, как мы с вами поработаем именно с этими критериями, у вас поступят предложения, и мы придем к выводу, что мы должны как-то еще их изменить и, может быть, сделать еще более ранее возможность переключения пациентов с первой линии на вторую, если сочтем это необходимым. Но пока будем стараться хотя бы придерживаться этих критериев. Ну и тема будущего, да, вы знаете, что сегодня разрабатывается много и новых молекул. Это не только молекулы, которые непосредственно, скажем так, вызывают деплетирующий эффект на Б-лимфоциты, но это и малые молекулы, которые нацелены на передачу сигналов Б-клетками. Это вы знаете, что сейчас уже начаты исследования с использованием ингибиторов тирозинкиназы Брутона или ингибиторов киназы PI3. То есть это тоже все новые, в принципе, возможности использования молекул, но с помощью которых мы будем управлять поведением, скажем, Б-лимфоцитов, которые сегодня уже известно занимают активное участие в патогенезе рассеянного склероза. Ну и у нас очень много на самом деле уже накопилось таких, скажем, вопросов, которые будут требовать нашего решения и к которым мы будем постоянно возвращаться и обращать внимание
исследования, но в частности, когда только мы заговорили об антибэклеточной терапии, мы предполагали, что это некий индукционный подход, который будет составлять некое курсовое лечение. Сегодня мы говорим о том, что эти пациенты и дальше продолжают получать свои инфузии, и уже вы слышали, что есть данные по более чем 6 годам использования окрелизумаба. То есть это тоже вопрос, к которому мы будем возвращаться. Надо ли непрерывно, вечно, бесконечно использовать эти препараты, или мы будем действительно их каким-то курсом предлагать нашим пациентам, а потом рассматривать какие-то дальнейшие схемы переключения или перевода временного или постоянного на какие-то другие молекулы. То есть мы будем, конечно, все дальше заниматься изучением участия Б-лимфоцитов в патогенезе рассеянного склероза. Мы будем с вами обсуждать, скажем так, насколько нам выявление олигоклональных иммуноглобулинов в цереброспинальной жидкости помогает исключительно только в дифференциальной диагностике рассеянного склероза, или по этому анализу мы можем с вами, может быть, в какой-то степени говорить о этом показателе как о маркере еще какого-то компонента патогенеза рассеянного склероза, и, соответственно, будем изучать это более пристально. Ну и, конечно, мы будем говорить с вами о том, что можем ли мы с помощью препаратов анти-CD20 предотвратить вторичное прогрессирование, потому что, к сожалению, пока наш пациент в любом случае неуклонно прогрессирует, переходит в фазу вторичного прогрессирования, и вы хорошо знаете, что здесь уже наши возможности крайне ограничены по сравнению с той линейкой препаратов, которые мы используем в терапии ремитирующего рассеянного склероза. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Наталья Валерьевна. Коллеги, вопросы? Ну, мы в рамках в графике идем. Если будут возникать вопросы, можно, если время останется, в конце. Значит, Екатерина Валерьевна, от раннего старта высокоэффективных спитеров до долгосрочному контролю. Да, уважаемые коллеги, пойдем по программе дальше, немножко изменения. Но, тем не менее, Наталья Валерьевна очень хорошо подвела именно к тому, что наши пациенты, к сожалению, рано или поздно все равно подходят к тому рубежу, когда они начинают прогрессировать. И давайте поговорим как раз-таки об этой проблематике и как мы можем максимально эффективно воздействовать на то, чтобы отодвинуть вот эту точку, когда пациенты начинают переходить во вторично прогрессирующий тип течения. Уже говорили неоднократно в рамках данной конференции о том, что действительно уже с самого начала заболевания мы не только видим активный воспалительный компонент заболевания, но мы видим уже некие элементы нейродегенерации, которые лежат в основе прогрессирования неврологического дефицита. И они как неуклонно, как снежный ком, по нарастающей продвигаются и приводят к тому, что пациент переходит из ремитирующей формы во вторично прогрессирующую. И поэтому мы понимаем, что, конечно же, идеально было бы с самого начала назначать препараты, которые не только активно гасят вот этот воспалительный компонент, но и являются таким протекторным фактором в плане предотвращения нейродегенерации. Не буду останавливаться подробно непосредственно на этом слайде, потому что Наталья Валерьевна достаточно четко, подробно объяснила эволюцию вообще непосредственно подхода к терапии рассеянного склероза. Если раньше мы думали, что это только Т-клеточное звено, сейчас мы понимаем, что очень большую роль играет Б-клеточное звено, и Б-клеточное звено как раз-таки вносит большой вклад как раз в процесс нейродегенерации. И мы понимаем, что как раз-таки, когда вот эти вот формирование Б-клеточного фолликула, эктопический лимфоидный фолликул, но мы можем уже на ранних этапах заболевания способствовать тому, что он будет формироваться как можно медленнее, соответственно, отодвигая тем самым момент, когда пациент перейдет во вторично прогрессирующий тип течения. Понятно, что все наши пациенты нуждаются в терапии. Мы условно, скажем так, делим наших пациентов по неким критериям на пациентов с умеренной активностью и высокоактивное течение рассеянного склероза. И понятно, что тактику в отношении высокоактивного течения рассеянного склероза у нас она выработана, мы стремимся сразу этим пациентам дать высокоэффективную терапию. Но с точки зрения вот именно перспектив в дальнейшем и течение заболевания именно умеренной активности и наши с вами попытки
предотвратить, скажем так, быстрый переход во вторично прогрессирующий и отсрочить это, наверное, имеет смысл все-таки тоже рассматривать наших пациентов с умеренной активностью тоже на терапии высокоактивными препаратами. Потому что, например, было проведено исследование, именно такое ретроспективное, перспективное, то есть данные анализировались по 16-летнему наблюдению пациентов, которые принимали высокодозные интерфероны. Было показано, что в отдаленной перспективе непосредственно эти препараты особого влияния на предотвращение перехода во вторично прогрессирующее течение они особо не накладывают. Ранее переключение с глутирамира ацетат или интерферона бета на высокоэффективный питерс, они, конечно, замедляют вот это раннее переключение, переход во вторично прогрессирующий рассеянный склероз, снижают эти риски. Но в идеале было бы, конечно, сразу назначить высокоэффективную, и как дальше мы с вами тоже увидим, что непосредственно замедление перехода во вторично прогрессирующее существенно снижает, но если мы с вами изначально назначим высокоэффективную терапию, то, конечно же, вот этот переход, он еще больше отдалится от момента постановки диагноза, от момента начала терапии. Ну вот долгосрочные исследования пациентов на базовых низкоэффективных препаратах первой линии, они показывают риски недостаточного лечения, и поэтому у нас с вами, конечно же, возникает вопрос, когда при умеренной активности мы назначаем терапию иммуномодуляторами, и у нас вроде бы все хорошо, все прекрасно, у нас нет с вами клинических проявлений заболевания, нет нейрорентгенологической никакой активности, и мы с вами действительно можем успокоиться и считать, что пациент достаточно здоров, и вот на этом мы можем остановиться, просто отслеживая дальше. Или все-таки мы с вами понимаем, что мы упускаем вот этот момент нейродегенерации, который рано или поздно все-таки переведет пациента в переход во вторично прогрессирующий тип течения. Очень популярная тактика ведения, но это сложилось эволюционно непосредственно, да, по мере того, как приходили препараты и как мы все больше и больше познаем о патогенезе рассеянного склероза. Но очень популярная тактика все-таки, и она основная, это эскалационный подход. То есть мы начинаем от простого к сложному по мере того, как мы видим, что более простые препараты перестают работать. Но вот такая тактика, она, конечно, себя показывает с более неблагоприятной такой стороны по сравнению непосредственно с тактикой раннего назначения высокоэффективных питерс. Мы понимаем, что есть данные, которые говорят о том, что если мы сразу назначаем высокоэффективный питерс, то точка вот непосредственно, когда пациент будет переходить во вторично прогрессирующий, она существенно отодвигается, чем нежели если мы сначала назначаем терапию, например, первой линии, с последующим переходом эскалации на вторую линию. И поэтому, конечно, на сегодняшний момент времени, Наталья Валерьевна тоже об этом говорила, да, что все-таки, наверное, стоит задуматься о пересмотре подходов, да, к терапии и, наверное, как-то к реформированию вот этого подхода эскалации в отношении наших пациентов. Ну вот непосредственно здесь представлен эскалационный подход к терапии по сравнению с немедленным началом высокоэффективного лечения пациентов с ремитирующим рассеянным склерозом, данные двух различных национальных стратегий непосредственно. То есть время до обострения в зависимости от подхода терапии. То есть время до следующего обострения при эскалационном методе, когда мы назначаем сначала все-таки препараты первой линии, оно намного короче, чем нежели когда мы с самого начала назначаем высокоэффективные препараты. То же самое относится и к точке, вот, наверное, 3-месячной, 6-месячной точке подтвержденного прогрессирования инвалидизации. То есть пациенты при эскалационном методе, они быстрее доходят этих точек, да, чем нежели пациенты, которым назначаются сразу высокоэффективные препараты. И вот был проведен, у нас сейчас очень много препаратов на сегодняшнее время, действительно, по сравнению с тем, что было, например, 10 лет тому назад, мы еще новые формулы ожидаем к регистрации. И был проведен такой метаанализ сравнения эффективности терапии ремитирующего рассеянного склероза, это метаанализ среднегодовой частоты обострения и подтвержденного нарастания инвалидизации на основе моделей. Было, вот смотрите, сколько препаратов, то есть все были исследования, много исследований анализировалось. То есть, например, в метаанализ среднегодовой частоты обострения было включено 41 клиническое исследование, а в метаанализ долгосрочного такого подтвержденного нарастания инвалидизации включено 26 клинических исследований. Сравнивались препараты непосредственно между собой, которые проходили по исследованию, сравнивалась эффективность по отношению к плацебо. И что показал непосредственно данный метаанализ? Ну вот у нас сейчас мы имеем 17 препаратов
который изменяет течение рассеянного склероза при ремитирующем рассеянным склерозом. И мы видим, что вот чем левее, да, тем более эффективнее препараты. Мы видим, что отдельно выделяется непосредственно группа моноклональных антител. Ну вот сюда единственное, что вот просто не подняли, все-таки я думаю, что клодрибин тоже мы можем сюда отнести. Действительно, у них более эффективное воздействие на среднегодовую частоту обострений. Кумулятивная доля пациентов с 3-месячным подтвержденным нарастанием индивидуализации зависит от препаратов. И здесь тоже мы можем с вами обратить внимание, что именно у пациентов, которые находятся с самого начала на высокоактивной терапии, то есть моноклональными антителами, у них все-таки вот эта точка, она более отсроченно наступает, чем нежели у пациентов, которые принимают не такие эффективные, как моноклональные антитела, препараты. Уровень эффективности этих препаратов при ремитирующем рассеянном склерозе определяемый через 3-месячное подтвержденное нарастание индивидуализации по сравнению с плацебо. Мы тоже видим, что это все-таки выделяются препараты группы моноклональных антител. Пользы и риски применения афатумумаба. Мы говорим о том, что это новый препарат, который мы ждем к регистрации тоже в России. Он уже зарегистрирован в Штатах, как говорила Наталья Валерьевна. И очень важно, что в рамках клинического исследования, которое проводилось для того, чтобы регистрировать, были пациенты не только, которые получали уже какую-либо терапию до назначения препарата афатумумаб, но и были нативные пациенты, которые никакую терапию до этого не получалось. Как оказалось, при анализе 2 проведенных исследований, что это около трети пациентов, которые были включены, они не получали какую-либо терапию. И препаратом сравнения был препарат терифлюнамид, и мы видим, что данные 2 группы пациентов, они эквивалентны по своим клинико-демографическим характеристикам на входе. Что мы отмечаем? Непосредственно у наивных пациентов, то есть те, которые не получали какие-либо питерсы до того, как им был назначен препарат афатумумаб в рамках клинических исследований. По сравнению с группой пациентов на терифлюнамиде, значимое снижение среднегодовой частоты обострений, подтвержденное нарастание инвалидизации, мы тоже видим, что значимое отличие в пользу терапии препаратом афатумумаб по сравнению с терапией препаратом терифлюнамид. Что касается МРТ-активности, мы также видим значимое снижение активности по сравнению с терапией препаратом терифлюнамид. То есть более 80-90% вот эти вот отличия. То есть это говорит о том, что вот именно раннее начало пациенты нативные, которые еще не получали какую-либо терапию, и если мы своевременно, правильно, адекватную терапию назначаем, мы достигаем достаточно очень значимых, хороших эффектов уже на ранних стадиях заболевания. Ну и достижение статуса НЕДа-3 – это такой вот показатель, который мы с вами, в принципе, всегда оцениваем, да, может быть, это не называем так на приеме, но тем не менее 3 критерия мы всегда с вами оцениваем: клиническую активность, нейроиммунологическую активность и прогрессирование. Мы видим, что по сравнению с терапией препаратом натализумаб больший процент пациентов достигает этого критерия НЕДа уже в первый год от начала терапии, да, и мы видим, что этот показатель сохраняется и даже нарастает на протяжении еще 2-го года непосредственно данной терапии. Частота нежелательных явлений была достаточно низкой и сопоставима между группами терапии препаратом терифлюнамид и афатумумаб, и в принципе каких-либо таких каких-то новых нежелательных явлений, которые мы не ожидали на данной терапии, получено к настоящему времени не было. Поэтому в принципе мы с вами знакомы с антибэклеточной терапией, и мы понимаем, что мы можем ожидать от применения такого препарата. Ну вот системные инъекционные реакции у пациентов, они отмечались, они были мягкие, умеренные и не служили причиной отмены данного препарата. Таким образом, что мы можем сказать по поводу препарата афатумумаб? Это действительно... Тут вот написано первый высокоэффективный инъекционный питерс. Вот действительно это первый инъекционный высокоэффективный питерс, потому что у нас есть другие, но они инфузионные, который уже FDA одобрен и который можно вводить самостоятельно дома. А это, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, мы не знаем, что нас ждет в будущем, да, очень значимо для наших пациентов. Афатумумаб продемонстрировал более высокий уровень эффективности по сравнению, например, с терифлюнамидом, с которым непосредственно сравнивали у пациентов, которые только-только диагностировали заболевание рассеянный склероз, ремитирующий рассеянный склероз.
И афатумаб значительно увеличил шансы пациентов на достижение НЕДа-3 не только на протяжении первого года терапии, но и сохраняя достаточно высокий уровень НЕДа-3 на протяжении второго года терапии. Дальше, я надеюсь, тоже будут наблюдательные программы и тоже будут достаточно хорошие показатели. Профиль безопасности афатумаба, в принципе, он достаточно спокойный, никаких сюрпризов не было преподнесено в ходе исследования данного препарата. На этом я заканчиваю. Большое спасибо. Спасибо большое, Екатерина Валерьевна. Значит, если будут вопросы, тогда можно подойти просто и задать, если у кого-то они будут возникать. Вот. Можно я сейчас скажу? К сожалению, не получится подойти и задать, потому что я сейчас уже улетаю. Я хотела всех... Если человеку надо, он вас догонит. Но я хотела поблагодарить всех, кто приехал на эту конференцию, потому что это такой глоток свежего воздуха за больше, чем 1,5 года. Большое спасибо были ваше участие в конференции, то, как активно вы работали. Действительно, это очень приятно. И в один момент как-то у меня сложилось впечатление, что онлайн-формат — это замечательно, все хорошо, но все-таки ничто не заметит очных встреч, поэтому большое спасибо. И до свидания. То есть вы поменяли мнение про онлайн-формат, да? Ну ладно, Алексей Николаевич, просим. Так, уважаемые коллеги, я рад приветствовать самых стойких на последнем докладе нашего конгресса. Немножко подробнее по антибэклеточную терапию как стратегию лечения. Вам уже сказали о новых препаратах. Очень хорошее сегодня было сообщение Людвига Капаса по моноклональным антителам. Всем анти-CD20 терапия нам хорошо известна. Выключаются клетки, остаются пре-Б-клетки и плазматические, поэтому есть ответ на инфекции. Имеются важные отличия в молекулах CD20 моноклональных антител, основанные на их структуре, способе уничтожения Б-клеток, скорости связывания с клеточной поверхностью и той мишенью, на которые действуют. Основные механизмы уничтожения Б-клеток — это антителзависимая клеточная цитотоксичность, комплемент-зависимая клеточная цитотоксичность. И в последнее время достаточно много говорят о том, что эти антитела могут вызывать непосредственный апоптоз Б-клеток. Риски, связанные с иммуногенностью, это и острые анафилактические реакции при введении внутривенно, если это инъекционные препараты, то кожные реакции, гриппоподобный синдром, характерный для введения любой большой молекулы. Надо понимать, что как инфузионные реакции, так и грибоподобный синдром, они препарат не специфичный. И вот эти вот неблагоприятные эффекты, они влияют на приверженность и, конечно, приводят к потере эффективности. Нейтрализующие антитела, мы как-то забываем, что чем чаще вводится препарат, тем больше вероятность развития к нему нейтрализующих антител. 5% больных имеют даже нейтрализующие антитела к натализумабу. Надо понимать, что может быть неэффективен этот препарат из-за нейтрализующих антител, хотя мы чаще это обсуждаем, касаемо интерферонов. Но может быть как быстрая потеря ответа из-за, например, альтернативного пути развития заболеваний, потому что, например, на алимтузумабе известен так называемый парадоксальный реакция на терапию, когда нет ни Т-клеток, нет ни Б-клеток, несущих CD52 рецептор, а обострения развиваются. Причем некоторые сообщают, что они развиваются, например, при участии эозинофилов, то есть здесь
варианты еще многие не изучены. Но есть вторичная потеря ответа, вот как раз в первую очередь связанная с выработкой нейтрализующих антител. Имеется два связывающие антитела, которые не блокируют его активность, то есть не связывается с тем самым эпитопом, который обуславливает основное действие препарата. Ну и нейтрализующее распознает антиген, связывающий участок, который связан с эффективностью препарата, и, соответственно, молекула перестает работать. Слайд, который показывал тоже Людвиг Капас, по мере того, как увеличивается присутствие человеческого компонента, уменьшается иммуногенность от полностью мышиных через химерных к гуманизированным и полностью человеческим антителам, при которых иммуногенность минимальная. Значит, как раз полностью человеческое антитело – это офотамумаб, который достаточно подробно, кстати, изложен уже вот в том двухтомнике, который вы все получили, там специальный раздел про этот препарат. Окрелизумаб – это гуманизированный, ритуксимаб – химерный. Почему вызывало большой вопрос и длительное использование курсами ритуксимаба при рассеянном склерозе, в отличие от, скажем, ревматологических или онкологических заболеваний, где они используются более короткими курсами из-за выработки нейтрализующих антител, и поэтому он как раз при рассеянном склерозе не разрешен. Есть еще отличия, например, офотамумаб действует в первую очередь на клеточно зависимую цитотоксичность, тогда как окрелизумаб в большей степени на антител зависимую цитотоксичность. Офотамумаб, как уже сказала Екатерина Валерьевна, это первое полностью человеческое моноклональное антитело, соответственно, с минимальной иммуногенностью, лишенное каких-либо геномных последовательностей мыши. Про исследования вам уже коротко сказали. Это два исследования Аксельсиорс 1 и 2 сравнивали с тирефлюнамидом. Конечные точки исследования: первичная среднегодовая частота обострений, множество вторичных, связанных с нарастанием инвалидизации с данными МРТ. Приняли участие большое количество пациентов, в том числе и из России. Кстати, надо посчитать, как мы делали для других препаратов, а какая динамика именно в российской популяции, надо посмотреть. Если брать общую популяцию, хорошая рандомизация, по демографическим данным практически не отличались, и то, что показывала Екатерина Валерьевна, это на 50% по сравнению с тирефлюнамидом, который мы сами помним, на 30% уменьшает частоту обострений по сравнению с плацебо. Здесь на более чем на 50% в одном исследовании, 58% в другом исследовании. Более сильно, чем тирефлюнамид, действовало моноклональное антитело офотамумаб, замедлялось прогрессирование инвалидизации тоже на достаточно высокий уровень, на 35%. Все это подтверждалось соответствующими данными МРТ. Вы видите в Аксельсиорс 1 наиболее яркие данные. Это по количеству активных очагов, накапливающих контраст. Практически полное исчезновение этих очагов, 97%, 94% по сравнению даже с тирефлюнамидом, на котором эти очаги сохранялись. Не до 3, вы должны понимать, показала Екатерина Валерьевна, что уровень не до 3 зависит от длительности наблюдения. Всегда он выше, если считается 1 год. И здесь наиболее высокий на 2-й год получен, но наиболее, на что надо обращать внимание, пригодное к сравнению, это недо за 2 года, почти 42 уровень, это хороший, очень высокий уровень для любых
препаратов, хотя еще раз наиболее сильный эффект отмечен на втором году терапии, когда, видите, почти 88% больных достигало неда. Также оценивался эффект по динамике с легких цепей нейрофиламентов, достоверное отличие, что объективизирует вот это замедление прогрессирования инвалидизации. То же самое получено отличие при оценке нарастания атрофии мозга по сравнению с тирифлюнамидом. Нежелательные явления сопоставимы между тиреофлюнамидом и этим инъекционным препаратом, хотя, конечно, инъекционные реакции выше, чем на плацебо, которые по схеме получали инъекционно те пациенты, которые основным активным веществом получали тиреофлюнамид. То есть сравнимо с плацебо. Самое главное, что по частоте инфекции, что больше всего боялись, нет никакого отличия с тиреофлюнамидом. Серьезные нежелательные явления, видите, чуть-чуть выше для инфекционных, но не достоверно. И одна смерть была зарегистрирована во время этого исследования именно на тиреофлюнамиде, а не на активном препарате. Было смертельное кровоизлияние. Уровень Б-клеток снижался ко второй неделе, и 98 достигали этого уровня на 12-й неделе, и достаточно низкий уровень поддерживался у 97% пациентов. Но, тем не менее, уровни иммуноглобулинов, их продукция сохранялась, что может быть и обусловлено с тем, что нет повышения частоты инфекции. Видите, что только на 10% ниже нормального уровня для ИГМ острого ответа и для ИГГ на 20% ниже. Ну и то, с чего я начал, это нейтрализующие антитела, поэтому 0,2% были выявлены только связывающие антитела и ни одного случая нейтрализующих антител, хотя на фоне окрелизумаба небольшое количество все-таки нейтрализующих антител есть. Сообщения редкие, крайне редко, но здесь это практически отсутствует из-за того, что это человеческое антитела. Благоприятный профиль переносимости, безопасности, самостоятельное использование возможно в домашних условиях, и не надо ездить куда-то, чтобы ставить эти капельницы и бояться инфузионных реакций. Делается он подкожно один раз в месяц, очень удобно, при этом истощение Б-клеток при достаточно хорошей переносимости и малом количестве долгосрочных побочных эффектов. Ждем, конечно, когда препарат будет зарегистрирован и в России, но у нас появляется еще одно антибэклеточное средство, которое может реально помогать нашим пациентам. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, готов ответить. Если вопросов нет, мы плавно переходим к закрытию Конгресса. Я еще раз хочу присоединиться к тому, что, уезжая, сказала Екатерина Валерьевна. Конечно, очное присутствие никак не сравнится с тем онлайн симпозиумом, который уже, честно говоря, порядком надоели, и очень часто участие в онлайн симпозиумах оказывается таким, что включается компьютер, а участник идет заниматься своими делами домашними. А здесь вы никуда не денетесь, вы находитесь в зале, слушаете. Я очень рад, что более 400 человек приехало, нашло время и приняло участие. 20% из которых, это очень высокий показатель, были молодыми учеными. Мы сделали акценты на стендовых докладах на молодых ученых и старались, чтобы
среди этих более 150 докладов, которые вы прослушали за эти 3 дня, достаточно представлены были не только ведущие российские ученые и не только ведущие зарубежные ученые. Кстати, еще раз хочу подчеркнуть отношение к российской неврологии, что ни один из зарубежных приглашенных ученых не сослался на занятость, а у них колоссальная занятость, все они, как говорится, big professors, тем не менее они прислали свои доклады или видео, или сегодня мы слушали онлайн, вчера тоже Сива онлайн выступал. Значит, вы можете получить сертификаты участника, они лежат на регистрации все. Конечно, всех интересуют результаты конкурса молодых ученых, который в основном проводился во время стендовых докладов. Давайте. Не у меня, телефон звонит. Значит, 3-е место среди конкурса стендовых докладов среди молодых ученых и соответствующая денежная премия Мельников Михаил Валерьевич. Пожалуйста. Значит, еще раз, это результаты независимого оценки 4 экспертами. Все, поздравляю, Михаил Валерьевич. Значит, 2-е место, абсолютно одинаковое количество баллов, заняли 2 участника. Если здесь Кушнер Яна Богдановна присутствует или уехала? Ну, передадим тогда позже. И Закройщикова Инесса Владимировна. Пожалуйста. 2-е место и, соответственно, ваши 50 тысяч рублей. А Михаилу Валерьевичу 30 тысяч. Давайте. И, наконец, 1-е место и 100 тысяч рублей получает Галиулин Тимур Рифович, город Уфа. Поздравляем, Тимур. Держите и диплом. И вам же мы предоставляем, идите сюда по поручению фонда Шарко, специальный сертификат. Вы входите в состав, скажем так, активных участников фонда Шарко и получаете приглашение на следующую конференцию фонда Шарко. Бесплатно, пожалуйста. Поздравляю. Уважаемые коллеги, давайте я вот это все объединю. Мы с Николаем Николаевичем перейдем Значит, перейдем уже к отчетно-выборному. И я рад предоставить слово Ирине Симонне Лазовской. Где вы, Ирина? Пожалуйста. К сожалению, не смогла приехать наша председатель ревизионной комиссии Наталья Игоревна Стоида, но она передала все цифры директору РАКИРС Ирине Симонне. Пожалуйста, вам слово с короткой информацией, как мы прожили эти 3 года, получается, вот между 2 конгрессами. Да. Сейчас открою презентацию. Уважаемые коллеги. Так, не уходим, у нас потом выборы будут, да, ребят. Должны быть.
Так, ну пока ждем, пока загрузится презентация или уже загрузилась. Ирина Симонны. Да. Ну давайте. Ага. Давайте. Ага. Так. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, заканчивается Конгресс Ракирс. За последние 3 года было общение онлайн. Значит, что я хочу сказать. К сожалению, Наталья Игоревна Стойда не смогла сегодня с нами присутствовать, поэтому я достаточно, с учетом небольшого количества времени, изложу основные моменты, которые были пройдены за предшествующее время. На настоящий момент на счетах Ракирса более 2 миллионов рублей. Были проведены несколько исследований. В общем, сам себя Ракирс свою жизнедеятельность обеспечивает, сам оплачивает бухгалтерские расходы, расходы юридические и все, какие необходимо. Следующий, пожалуйста. Значит, вы видите новые свидетельства. Был сделан новый устав. Он 2 года. В течение последних 2 лет шла работа по утверждению нового устава организации. Получено свидетельство из Минюста. Следующий, пожалуйста, слайд. Значит, что самое главное было сделано в уставе? Задачи остались прежними, порядок вступления членов Ракирса остался прежним. Основное, что было сделано, то, что была усовершенствована организационная структура Ракирса. Здесь вы видите основные моменты, которые были проведены. И что еще было сделано, это был изменен юридический адрес. В итоге, по факту, по совокупности всего того, что было изменено, мы добились следующего, самого главного, то, что были внесены те изменения, и теперь, была большая вероятность того, что организацию Минюст мог ликвидировать вследствие несоответствия законодательству и новым изменениям в законодательстве. Вот. Теперь у нас все в порядке, у нас новый юридический адрес, немножко изменилась структура. Основные управляющие органы организации – это, безусловно, конференция, это президент организации, президент Ракирс, генеральный директор и исполком, который может абсолютно спокойно избирать, издавать акты по созданию других организационных структур, советов или рабочих групп внутри Ракирса. Также очень хорошее решение, которое было утверждено в уставе, это то, что на общую конференцию, которая принимает основополагающие решения по организации, региональные отделения могут присылать своего делегата. То есть для кворума не обязательно ехать большинству делегатов по месту проведения конференции, достаточно туда отрядить своего кандидата, который будет иметь полное право для голосования. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь исключен старый адрес, добавлена информация об эмблеме. Эмблема у нас зарегистрирована в Минюсте, является официальным знаком организации. Следующий. На сайте Минюста вывешен отчет о деятельности организации. Это публичные данные, которые может каждый интересующийся увидеть. Вот здесь они, так сказать, представлены, если интересно. Следующий. Все это остается прежним, это все есть. Будем рады вступлению новых членов в организацию. Следующий. В настоящий момент произведена реконструкция, а точнее создан заново сайт Ракирса. И теперь очень надеюсь, что, напоминаю об оплате членских взносов,
Вот, теперь их можно будет, надеюсь, в ближайшем будущем платить электронно через сайт, без хождения в отделение. Да, здесь я хочу отметить, что мы вынуждены собирать те небольшие членские взносы, потому что если их не собирать, то Минюст сейчас все эти организации закрывает, которые не имеют определенной финансовой активности. Да. Подробнее о том, что будет из себя представлять наш сайт, сейчас разработчик сайта вам краткую информацию представит. И если у кого-то есть дополнения, замечания, подсказки, будем рады это знать. Пожалуйста, Алексей. Значит, по сайту, да, Алексей? Да, давайте. кратко, очень кратко основное. Да, добрый вечер. По сайту, и в целом по ребрендингу Ракирса, как уже было сказано, что был создан новый логотип, на основе него также была создана новая стилистика и создан новый сайт. На данный момент уже перенесена информация со старых ресурсов на новые, и сайт вполне уже в работоспособном состоянии. И в дальнейшем данная платформа позволит не только в интерактивном формате принимать те же членские взносы, но также и проводить вебинары и разнообразные мероприятия. И очень много информационных вещей. Также это будет как и информационный ресурс, который в том позволяет числе обмениваться проект клинических рекомендаций, все, что мы с вами обсуждали. Вот это здесь состав исполкома, директор у нас замечательный, улыбающийся. Мы предлагаем включить в состав исполкома. У нас не было детских неврологов, к сожалению, уехала Быкова Ольга Владимировна, но все ее знают достаточно давно, как ведущего специалиста в стране по детской неврологии. Если у кого-то есть какие-то возражения против такой кандидатуры, я думаю, что нет ни у кого, все хорошо ее знают, и представлять нет необходимости. Мы ее вводим в состав в качестве, соответственно, члена исполкома. Ну и немаловажный вопрос – это вопрос о президенте Ракирс. Я напоминаю, что я был избран на эту должность в 2012 году. По нашему уставу президент Ракирс избирается на 4 года, не больше, чем на 2 срока. Поэтому я 2 срока отработал, 8 лет. И сейчас стоит вопрос о том, что надо избирать нового председателя. Что-то хотите сказать? Нет, давайте. Нет, у меня есть другое предложение, которое было придумано раньше. Это предложение тандема. Да, у меня есть предложение выдвинуть на президента Ракирс Николая Николаевича Спирина. Я остаюсь в исполкоме, безусловно, я буду помогать ему организовывать следующие конференции. Вот, в общем, будем работать в тандеме, а через 4 года уже решим, будет ли какая-то Через 4 года мы вас снова изберем. Не нарушая устава. Спасибо за доверие. Да, но устав есть устав, его надо соблюдать, поэтому пусть там они обнулируют, чего хотят. Значит, мы будем действовать согласно уставу нашей организации. Так что еще раз насчет следующих конгрессов, что является наиболее ярким проявлением нашей активности, помимо тех программ, вот коротко сказала Ирина Симоновна, у нас прошло несколько программ совместно с обществом пациентов, довольно успешные, и по ним вышли публикации в российских журналах очень хорошего уровня. Это все будем продолжать, да, Николай Николаевич?
Вот. Ну, я не знаю, есть ли смысл голосовать, есть ли другие кандидатуры на президента Ракирс. Коллеги. Может быть, есть самовыдвиженцы, как на выборы президента были. Ну, активности нет. Коллеги, давайте формально поднимем руки, кто за то, чтобы Николай Николаевич был избран президентом Ракирс. Единогласно. Против, воздержавшихся нет. Так что поздравляем Николая Николаевича, желаем ему хорошей работы на этот, по крайней мере, 4-летний срок. Завершая, я хочу еще раз от всей души поблагодарить, во-первых, местных организаторов, официального организатора компании Terra Incognita. Девочки отработали великолепно, и я думаю, что мы будем просить Terra Incognita участвовать в наших последующих конгрессах. В качестве кандидатур у нас сейчас 2 города. Первый город – это Ростов-на-Дону. Зоя Александровна здесь, пожалуйста. Вторая кандидатура – это Уфа. Клара Закиевна тоже высказывалась. Ну, может быть, мы одну кандидатуру поставим, получается, у нас на 23-й год, да, а следующую кандидатуру на 25-й. Дай бог, чтобы не было пандемии, которые отменили наш конгресс в прошлом году и заставили его перенести. Алексей Николаевич, высказывались еще как бы Валентина Михайловна. Мы, Томск. Алиферова, это Томск. Тут здесь просто понятно, что есть определенные сложности в плане логистики и расстояния, но, в общем-то, Евгений Иванович говорил об этом, как-то обсуждали. Да, Николай Николаевич, давайте опубликуем весь этот список, да, но отдадим это на откуп Terra Incognita, потому что они будут анализировать весь комплекс факторов, наличие, во-первых, неврологической школы, что, конечно, в Томске представлено очень хорошо, как и в 2 других городах, которые я назвал. Но помимо этого, это еще удобно доехать, это наличие соответствующих гостиниц, площадок и логистики внутри города. То есть здесь достаточно нам предстоит работа вместе с Terra, чтобы все это оценить. Но говоря о Terra Incognita, еще раз вам огромное спасибо. Нельзя не сказать на огромном вкладе нижегородских неврологов. Анна Наумовна, вам еще раз низкий поклон. Вот, очень успешно, мне кажется, был организован конгресс, а вчерашний феномен, когда даже девушки крутили Ракирс, да, все обратили на это внимание, это вообще всех потрясло. Так что официальный организатор у нас есть, в зависимости от места, где будет. Место мы еще обсудим. Видите, у нас 3 кандидатуры, послушаем очно, заочно. А может, как мы вот первые проведем типа конкурса такого? То есть, да, ради бога, вам решать. Разослать анкеты, люди обозначат свои Давайте мы тогда плюсы. такую анкету разработаем, да, вместе с Terra, да, что должно быть в этом. И вот среди 3 кандидатур определимся. Мне как-то ближе Ростов-на-Дону, потому что там тепло. Это зависит от времени. Зимой там не очень. Мы уже привыкли. Ну, экскурсии, социальная программа немаловажное значение тоже имеет. Но еще раз очень важно, чтобы были адекватные отели, чтобы было адекватное место. Вот в Нижнем Новгороде, слава богу, мы в пределах ОКИ все разместились. Есть такая площадка. Соответственно, официальному организатору надо будет на основе тех материалов, которые мы получим, надо будет проанализировать, где проводить следующий конгресс. Ну, я думаю, что, так сказать, полагается какое-то длинное слово президента. Я буду краток.
Критика у меня сохранна, пока, по крайней мере. Вот. Мы за стабильность, Алексей Николаевич. Мы как работали в паре, так, в тандеме, так и будем работать. Я считаю, что мало что изменится от перемены мест слагаемых. Кого как называть, это, в общем-то, дело такое. Вот. Есть народная поговорка, не будем ее озвучивать. Вот, поэтому, в общем-то, работаем, ребята. Самое главное, что нам удалось за это время не растерять динамику. За время онлайна фактически было проведено огромное количество мероприятий. Вот, благодаря Алексею Николаевичу вы видите, какой уровень Конгресса, как здорово выступили наши, в том числе зарубежные коллеги. Благодаря Ирине Симоновне, надо честно признать, значит, Ракирс, мало того, что тут огромное количество юридических вещей было сделано за это время, значит, Ракирс тихо выходит на самоокупаемость. Вот. И я думаю, что этот процесс необходимо продолжить, то есть надо продолжать работу с фирмами. Вот. А то, что касается информационных материалов, как они по мере готовности, скажем, публикуются, да, в центральных журналах, но они тут же поступают на сайт Ракирс. И вы всегда можете получить самую свежую информацию по новым препаратам, по конференциям, которые планируются в рамках нашей организации. То есть вся эта работа, она незаметная, но она, в общем-то, очень большая, она очень ценная и важная. Конечно, все это будет продолжаться. Значит, я бы хотел еще что сказать. Мне кажется, что надо вводить все-таки свежую кровь еще дополнительно, Алексей Николаевич. То есть надо кооптировать в исполком наиболее молодых, наиболее активных, толковых ребят, которые имеют целый ряд дельных предложений, да, и эти предложения надо, так сказать, рассматривать и да, ну нашу вот я абсолютно внедрять. согласен. Да, этот конгресс показал, как много у нас молодых ребят и девчат, которые интересуются этой проблемой, и это свежая кровь. Еще раз активность вот этих вот ячеек Ракирс на местах, она, конечно, должна быть повышена, и мы будем только приветствовать, если есть какие-то инициативы образовательные, печатные, да, Николай Николаевич? Да, если вот будут Дмитрий Сергеевич у нас целый ряд инициатив выдвигал. с мест, да, пожалуйста, Поэтому организация Михаил Валерьевич, открыта. обсуждалось тоже. И здесь, вот в этом конгрессе приняло участие более 60 регионов России, прислали своих делегатов. Так что я думаю, что вот эту вот мы будем продолжать тенденцию. И самое главное, привлечение молодежи. Пожалуйста, организационный взнос, если кому-то надо уточнить здесь, Ирина Симоновна, у нее можно все это выяснить. Мы будем рады включению все новых и новых лиц в состав нашей организации. И не забудьте на выходе, где была регистрация, получить сертификаты участника. Спасибо всем. Спасибо всем Спасибо, за работу. друзья. Работаем дальше.
тогда либо росток, либо флотная 23. Ну, если 20, то 25 мы возьмем. Ну, 25 тогда. Но у нас инфраструктура очень хорошая. Во-первых, мы сами шоссе 3 провели, и у нас в гостинице все шаговые доступности. У нас там и шаровой